Одновременно. Так. Сегодня. Рубас от брата Билты. Так. Не понял. Так, вот сейчас как раз Ибраим тоже подключится. Пока мы немножко соберемся, сейчас мы постараемся. Так. Так, сегодня пару хороших новостей. Хорошего у нас не всегда бывает, но все-таки бывает. Так, что поделаешь? Так, постараемся нашу, как говорится, лампу. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Так, телеграм подключить. Оля, он инициала. Не одно, так другое, бах. Вроде и все есть. И так. Постараюсь. Так, друзья, прошлый эфир, вы знаете, у нас проходил в режиме, так сказать, документов. Так что на этот раз... Так... На этот раз больше постараемся отвечать на вопросы. Так. Будем больше отвечать на вопросы и показывать некоторые документы. Ибраим, как закончишь? Какая тема сегодня у нас пошла? У нас всегда тема одна. Это история, это география. Я так понимаю, чем больше в последнее время читаю документы, тут и юриспруденцию начали рассматривать. Ну так, вскользь, так сказать. Вот. Сейчас что ж такое? Bluetooth отключить, VPN включить. Так. Ага, вот. Мы заработали. Угу. Начать трансляцию. Итак. Итак, сейчас у нас... Телеграм у нас подключается. Тогда что ты думаешь о последнем разоблачении Ахмада Барху? Ну, для начала, чтобы говорить...
надо полностью посмотреть. Я, к сожалению, полностью не просмотрел его. Сейчас посмотрим, если у меня одна папка документов должна была быть. Черт. К сожалению, или к радости освободился. Минуточку, подождите. Дайте я посмотрю по докладу, что у меня есть. Это у меня рецензия, работа. Всякого рода. Так. Где-то же он был. Где-то он был. И куда я его положил, найти, к сожалению, не могу. Сегодня, к сожалению, так, по докладу мы ответим так, чуть позже, поскольку у меня он в развернутом виде был, но сейчас я его, к сожалению, у меня есть доклад по этому. Так, собой делаешь. Доклад из Грузии у меня есть. Так, Башлам, ассаламу алейкум. Доложите-ка. Архивный киевч доложь, да? Без писар. Так. Другой доклад. Я его после... Итак, друзья. Давайте постараемся сегодня, алейкум ассалам, немножко пройтись по самым главным темам. Алейкум ассалам. У меня доклад есть, доклад из Грузии, у меня распечатан в виде есть вот этот доклад. Вот он здесь сразу же на первой странице. У меня доклад красного горшка. Вот, у меня был и доклад, тот доклад, который у меня был по границе, который мне прислали. После его разоблачения я его куда-то положил. А вот куда положил, это уже другой вопрос. Хотел сразу с ним вас ознакомить. Но вот почему-то у меня так документы, карты у меня есть все. А вот доклады по границе у меня были. Но где он? Куда я его положил? Вот это у меня сейчас, когда много документов, всегда проблема. Ладно, обязательно найду. Еще раз, видать, это актуально. Итак, друзья, что касается доклада, честно вам скажу, все намного проще. Алейкум ассалам. Все намного проще, но хочу, чтобы было всем понятно. Сверх ничего нового от нашего, так сказать, горшка мы не получили. И все же
есть как раз новое поступление. Есть вот такая вот книга. Вот, видно, да? Кому не видно. Книга называется «Сборник документов и материалов. Ингушетия в политике Российской империи на Кавказе, 19 век». Так вот, опять же, поскольку у меня тут спрашивают, на базе Государственной архивной службы Республики Ингушетия, Ингушский научно-исследовательский институт гуманитарных наук имени Чаха Ахриева. Ингушетия в политике Российской империи на Кавказе, 19 век, сборник документов, серия «История Ингушетии», открытый архив, МАГАС, 2014 год. Итак, почему я показываю эту книгу, раз мы начали? Итак, данная книга напечатана, это Южный издательский дом, город Ростов-на-Дону, количество, заказ 1000 экземпляров, очень дорогое научное издание, прошу не путать, не Филькина грамота. Здесь разделы, начинается Ингушетия в системе российского управления на Кавказе от генерала Ермолова до великого князя Михаила, я зачитываю как есть. Второй раздел. Ингушетия в Кавказской войне 1817-1864 год. Третий раздел. Военно-топографическое описание, статистика, численность населения. Аннотированный перечень персоналей. Аннотированный перечень географических названий. Перечень документов и иллюстрация. Чтобы было понятно всем, что данная книга, опять же, является на первой и главной странице. Мы видим вот такую вот фотографию, на которой изображен имам Шамиль, ингушские башенные комплексы, если я не ошибаюсь, крепость Назрань, да, чтобы было понятно. И МАГАС 2014 год. Теперь сразу, чтобы мы, как говорится, полностью всю книгу, во время работы мы будем ее показывать, конечно же, проводить документы, как любят делать наши нарнийские друзья. Итак, рекомендация зачитываю. Рекомендовано к изданию решением коллегии Госархива Ингушетии с учетом Советом Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук имени Чаха Ахриева. Составитель и научный редактор сборника Магомед Мусаевич Картоев, руководитель Государственной архивной службы Республики Ингушетия. Рецензенты. Кто же рецензент данной научной работы? Л.М. Парова, кандидат исторических наук, доцент, зав. Кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин филиала РГГУ в городе Калининграде. В.Х. Танкиев, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела истории Ингушетии научно-исследовательского института гуманитарных наук имени Чаха Ахриева. Дальше. И.М. Сампиев, доктор политических наук, профессор Ингушского государственного университета. Итак, чтобы было понятно, данная книга зачитывать именно по определенным документам. Здесь каждый пункт, как я вам сказал, в разделы и названия мы с вас ознакомили. А также самое важное, почему эта книга имеет такое значение и почему мы ее, я специально для вас, так сказать, мы ее достали. Здесь есть, как вы видите, все управления. Ну вот, смотрите, да? Чтобы было понятно, давайте сделаем так. Я сейчас постараюсь вот эту камеру наладить. Камеру басов. Так,
Понял? Дальше, что нам нужно сделать? Так, Соборди, Телеграм. Соборди, зажим Собордила. Дальше, что мы делаем дальше? Нам всегда показывают очень важные моменты. Оформление очень хорошее данной книги. Очень богатое, я бы сказал даже. Так, чтобы положить снизу, чтобы мы могли ее вам показать. Так. Раз. Теперь так. Итак. Постараемся развернуть. Итак, друзья, чтобы было понятно, вот данная книга. Видно, да? Всем, чтобы было видно. Написано «Сборник документов и материалов. Ингушетия в политике империи Кавказа XIX века». Чтобы сильно документами не грузить, насчет рецензентов, всего остального, вот количество страниц, 576. И здесь иллюстрации, то есть архивные документы, которые вот в данный момент нам сейчас интересны, чтобы было понятно, да? Видно. Вот, здесь зачитываем. Почтовое военное знамя, пожалуй, Назрановского общества. Видно, что в 1841 году за отражение нападения на Назрань войск имама Шамиля. Вот иллюстрация. Дальше смотрим. Ингушское село Заурово, чтобы люди не говорили. Вот видно, да? Здесь написано Ингушское село Заурово и Владикавказ на карте военно-грузинской дороги 1803 год. Фрагмент отдела картографии. Итак, чтобы было понятно, сейчас постараюсь взять линейку, чтобы все мы видели, да? Так, под цветом. Итак, здесь зачитываем. Ингуши и Владикавказ на карте Кавказской губернии 1811 года. Чтобы вам было понятно, что здесь это все, вот Владикавказ, вот Ингуши, это все архивные карты. Видите, да? Фрагмент, РГВА и так далее. Смотрим дальше. Карта 1819 года, фрагмент. Чтобы было понятно. Видно. Всем видно, да? Здесь чеченцы. Где написано? Вот ингуши. Вот здесь ингуши, чеченцы. Так, чтобы видно. Кестинцы. И дальше. Это у нас 1819 год показывает. Смотрим дальше. Северо-восточная Ингушетия. На карте обозрение земли между реками. Смотрим дальше. Ассай и Сунжей до крепости Шателей, частично Кавказского хребта. Вот эта карта. Но это нам не настолько важно. Важно, я буду вам более акцентировать внимание, поймете почему. Вот. Смотрим вот сюда. Карта называется Ингушетия и Чечня. На карте разграничения горских народов Кавказа 1830 год. Фрагмент РГБ, отдел картографии. Чтобы было видно. Карабулаки, чеченцы. Ну, вот такой. Само собой, правда,
сожалению, они забыли, что здесь указано Мизджеги. Мизджеги – это полное название, татарское название чеченцев. Граница, данная граница Мизджегов, находится вот по этой реке. И как мы видим, карабулаки, часть живет, большая часть проживает на территории Чечни. Вот она. Вот она. Вот сами чеченцы. Вот карабулаки проживающие. А вот граница. Почему? Потому что, смотрите, вот именно от этой реки, видно, нет, не знаю, которая Асса написана. Вот здесь написано Мизджеги. А вот за пределами этой красной написано Ингушес. Вот Владикавказ. Вот речка. Вот где ингуши. Чтобы было понятно. Здесь никаких ингушей нету. Карта, еще раз повторюсь. Карта, написана на карте год 1830. Это потомственному Крахобору в красном горшке, чтобы он знал, да? 1830 год, это когда еще имам Шамиль, до прихода имама Шамиля, за 9 лет вперед эта карта. Опять же, карта на книге архивных документов Республики Ингушетия. Дальше смотрим. Смотрим вот здесь. Чтобы было видно. Вот. Эта карта написана Ингушетия. На карте пространство между военно-грузинской, вот это, между военно-грузинской дорогой и рекой Тереком, западным берегом Каспийского моря и восточной частью Кавказских гор. 1834. Вот эта карта. Но очень интересное другое. Здесь есть карта, которая написана, не карта, здесь написано ингушские этнотерриториальные общества на карте Кавказа. Смотрим, кого они здесь указывают. Якобы назрановцы. Смотрим. Всем тем, кто говорил, что галгайцы, Нитейп был вот одно из обществ. Видно? Еще недаром же Муса Зурабов говорил, в 1834 году вот это общество. И они называются галгаевцы. Вот ближние кисты, которых именуют фаппи. Галгай Шахар есть. Кисты Шахар есть. Теперь смотрим дальше. Назрановцы есть. Здесь, видите, да, отдельно идет именно в этой части. И здесь галашевцы тоже есть, и карабулаковцы есть. И есть здесь дальше они. Акинцы есть, чтобы было видно. На этой карте отмечают. Смотрим дальше. Это 1834 год. Указывается, опять же, на этой карте. Здесь, что самое интересное, вот эта карта. Самое важное и самое интересное. Конечно же, здесь все сами обрисовали розовым маркером. А теперь давайте посмотрим, как же невозможно было обрисовать и нельзя было скрыть и подделать. Самая интересная карта, которую, наверное, Зурабу Гаджиеву, когда он пытался сказать, что территории якобы в 18 году отторгнуты несправедливо, и они были якобы в 1853-59 годах, то есть во второй половине правления имама Шамиля, что некий Юсуп Хаджи Сафаров написал, есть карта и так далее и тому подобное. Этот миф, конечно, уже и разоблачен насчет карты, которые сверхсекретно закрыты в Грузии. Давайте посмотрим карты, которые не были сверхсекретными. И, в принципе, как таковой, Чечня до фазы полной военных действий, объединения, когда имам Шамиль пришел вместе с 3 ранеными, сам раненый, с 3 своими сподвижниками в Чечню, смотрим.
Самое интересное, смотрим. Написано: Ингушетия на карте левого фланга Кавказской линии, 1840 год. 1840. Фрагмент РГВА. Смотрим на эту карту. Итак, написано общество Галашевское. Написано Галгаевцы. Вот общество Эхты, которое находится в Чечне. И они являются чеченским обществом. И это тоже. Вся эта территория, вот она территория, которую так якобы Ряна защищает. Еще в 1840 году, на предыдущих картах вы видите, вся эта карта, вплоть частично даже с галашками, кроме вот Галгаевцы, Кестинское, видно, да, Назрановское общество. Все. Остальные, вот эта вся остальная часть, она входит, включая эти земли, называется, написано Малая Чечня. Это 1840 год. Чтобы было понятно. Вот. Книгу любой из них может взять, посмотреть. Дальше идут здесь отдельные карты, фрагменты. Ингушские селения Владикавказ. Здесь, допустим, Галашевские аулы на карте Владикавказского военного округа, 1852 год. И так далее, и тому подобное. Здесь указывается горные ингушские общества. Они записали. Здесь смотрим. Джайраховцы, Ближние Кисты, Цоринцы, Чулхойцы. Это за 1852 год. Это 1852. А вот Галгаевцы. Скажите, дальше ничего нету. Здесь написано. Еще раз повторюсь. Горные ингушские общества на карте Владикавказского округа, 1852. Фрагмент РГВА. Есть Джайраховцы, Ближние Кисты, Ферпинцы, Шахар, Цорой Шахар, Галгай Шахар. 4 шахара есть, как вы видите здесь. Чулхой Боша. Есть вот Галгаевцы. Больше здесь нету ничего. Нет, конечно же есть. Дальше здесь есть карта. Малая Кабарда. Видим верхнюю часть. Да? И вот ингуши, Цорой. Смотрим вот эту речку. Даже на тот период, когда эта граница, смотрим. Карта с обозначением границ военно-осетинского округа 1860 года. В 1860 году, вот эти земли, о которых они говорят, они входят в состав Чечни. Это вот военно-осетинский, видно, да? Военно-осетинский округ. Среди них, чтобы было понятно, здесь же находятся ингуши. Вот они, ингуши. Чтобы было видно. Ясно было всем. Вот Цорой, вот Галгай, вот Ближние Кисты, Аргетти, округ военно-осетинский. Видно всем? Назрановские общества. И вот. Верхняя часть все входит в Малую Кабарду. Это 1860. Где вы граничили с Моздоком, я не знаю. Однако здесь вот сверху четко указано. Граница с кабардинцами. Вот. Малая Кабарда, Чечня. Они граничат даже во времена военно-осетинского. Дальше здесь идет крепость Назрань. Дальше здесь мы смотрим воззвание Шамиля к жителям Карабулакского общества Ингушетии. Почему-то здесь написали. Вот. Воззвание к варстхоевцам. Дальше здесь идет цари. Как видите, имам Шамиль. Так, пробежимся, да? Кто же на этой книге еще? Ермолов, Розин, Чернышов Александр,
Воронцов Михаил. Нейгард Александр Иванович. Головин Евгений. Кощебу, или как ты особо делаешь? Кацебу Павел. Смотрим дальше. Здесь этот... это Евгений Экзарх, грузин. Само собой. Смотрим дальше. Так, смотрим дальше. Вильяминов Александр Александрович. Граббе. Гурко. Слепцов. Царь Александр I. Александр Николаевич Романов. Борятинский Александр Иванович. Евдокимов Николай. Смотрим дальше. Так. Сухозанят Николай. Дмитрий Алексеевич Милютин. Михаил Николаевич Романов. Милютин Дмитрий Алексеевич. Догадайтесь, кто? Долгеев Малсыг Усыгич. Уцыг Малсыг. Дальше смотрим, кто это. Боров Анзор Темирович. Вревский Ипполит Александрович. А этот Базоркин Сергей, вот он. Базоркин Сергей Федорович. И дальше идут документы. С ними мы тоже вас потихоньку ознакомимся. Ведомости, приказы военного министра и так далее, и так далее, и так далее. Вот, чтобы было понятно. Вот так вот заканчивается. Итак, друзья, в принципе, эти документы, там еще я вас ознакомил с документами, которые непосредственно касаются по картам. Вы видели карты 1840 года, 39-го, 38-го, где вплоть, включая даже земли галашек, в основном галашевцев, входит, и есть вот книга с документами. Здесь, конечно же, есть еще много моментов. Здесь Ингушетия, политика Российской империи, потом дальше, если коротко пробежаться по документам, политики там Российской империи на Кавказе 19 основные документы. Потом еще были моменты, так, особо делаешь. Книга только, она у меня была, я ее потерял, так сказать, отдал, и после этого мне не вернули. Сейчас мне один из братьев, так сказать, задонатил. И ассаламу алейкум, бюстик хейл, ваше ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракату. Дал весел. Здесь Ингушетия в системе российского управления, на Кавказе от генерала Ермолова до великого князя Михайловича. Подписание командующего Кавказским корпусом генерала Ермолова Владикавказскому коменданту направления христианских православных миссионеров Назрановское общество, отношение управления, отношение командующего Кавказским корпусом, отношение главнокомандующего, ну и так далее и тому подобное. Там вплоть до всех список мул, выбранных ингушским и карабулакским жителям для утверждения их всем званий. Но самое интересное, что здесь идет разделение на этих документах, четко идет разделение. Карабулаки, арстхоевцы, на которые очень сильно делают уклон и пишут, многие пытаются написать, да, пытаются здесь на этих книгах и документах данной книги, они написаны абсолютно раздельно везде. Но, опять же, я хочу, чтобы было понятно, в данной книге, которую мы не раз еще будем использовать в своих работах, есть разграничение, есть
разделение между ними, как по отдельности. 4 или здесь есть 5 обществ, которые упоминаются. Чулхоевцы идут отдельно там, галгаевцы идут отдельно, кистинцы идут отдельно, назрановское общество, джераховцы идут отдельно. Вот эти общества есть, но среди них нет карабулаков. Очень странно, опять же, утверждение о том, что они говорят, да, они наши, это часть, если есть часть, если упоминаются джераховцы, галгаевцы, кистинцы, царинцы, все эти 4 общества упоминаются, даже чулхоевцы упоминаются. Но не упоминаются карабулаки. Уарстхуа не упоминается. А Уарстхуа это одно из самых больших среди перечисленных обществ, одно из самых больших обществ. Одно из самых больших. Если оно является частью, неотъемлемой частью, то почему ее не упоминается? Среди чеченцев, допустим, они упоминаются. И среди тухумов упоминаются, и среди тейпов упоминаются, и не упоминаются они отдельно, а как единое целое. Это тем людям, которые спрашивали у меня по документам. Опять же, я вам каждый раз показывал карту, еще одну карту, опять же, 1880 года. Это карта Берже, а Берже, вы знаете, это, конечно же, не наш потомственный историк, происхождение, ладно, не суть важно. Давайте я вам покажу эту карту, чтобы было видно, кто же на карте Берже записан. Поворачиваем нашу волшебную камеру. Вот карта. Вот эта карта о выселении горцев. Опять же, смотрим. Вот она сама вся карта. Вот Малая Кабарда, вообще Кабарда вся общая. Вот Осетия. Вот, чтобы было понятно. Так, смотрим. Вот военно-грузинская дорога. Вот Моздок. С Моздока она идет сюда. Чтобы было понятно, да? Вот Кевсура и все остальное. Теперь смотрим, кто же есть на этой карте. Есть карабулаки, есть ичкерийцы, граница их, как вы видим, вот она, по реке идет, вот граница, видно на этой карте, да, никаких, ни кумыков, никого нету на этой территории, вот она, территория между реками, свободная, остров Чечен, Чеченский пролив, вот река Сулак, чтобы было видно, вот карабулаки, вот ичкеринцы. И кем же они все записаны? Вот вся территория, она записана Чечня. Карта Берже. Опять же, вот что здесь написано, чтобы было видно. Вот, чтобы видно было вот это. Область Дагестанская. Вот по реке. Вот река Сулак. Вот здесь она идет. Здесь идет Унграталь, Лезгины, и так далее, Табасаран, Кайтак и так далее и тому подобное. Но здесь мы видим четко Карабулаки, видим город Владикавказ, видим полное наименование, карта 1880 года, оригинал, вот кто граничит с чеченцами, осетины. Вот военно-грузинская дорога. Кабарда, частично вот она, вот доходит до сюда Кабарда. Остальная территория, вот она, вся территория, входит одного единого народа, которое называется, и государство, которое называлось Чечня. Есть здесь западное общество, зафиксировано как Карабулаки, есть восточное. Опять же, мы можем сказать, да, конечно, можно сказать, это Чечня, это два общества, которые были, как написано на карте, в выселении, да, горцев. Возникает вопрос. Если выселяли ичкеринцев и карабулаков, то где другие, которые говорят, что их выселяли, отправляли, насильственно переселяли огромное количество? На этой карте никого нету из них. Хотя мы видим здесь лезгины и все остальные, их не выселяли. Нельзя сказать, что это карта выселенных людей. Вот Осетия. Осетины тоже часть, как мы знаем, во времена мухаджирства переселилась тоже в Турцию.
Вот кабардинцы тоже частично были высланы. Здесь абазины идут, дальше идут и так далее и тому подобное. Но эти национальности здесь записаны. Как вы видите, сказать, что это чисто национальное или общество, которое выслали, сказать тоже нельзя, потому что здесь слишком много обществ, которых не трогали, не выселяли. Вплоть до кабардинцев. Так что вот эта карта, еще раз повторюсь, 1880 года. На ней четко указано. Поэтому каждые вот эти карты, каждые эти документы, до распечатки я их обязательно вам распечатаю. Мы более подробно. Сейчас у меня небольшие технические проблемы, но дам лахавая. Обязательно мы это все... Так, я сейчас в эфире, пока Бяхма был. Я же сказал. Так, все, кто... Так, и 2 человека поддержали наш канал. Это наш брат Юнус и наш брат Айса. Огромная благодарность Юнусу Айсе. Да, сейдва, да, духдахтуэль, будиснак эзершка соудультил. Хочу сразу сказать, что в Телеграме у нас идет тоже эфир, прямой эфир. Тот, кто хочет задать вопрос, аудиовопрос или дополнить каким-то образом, вы можете тоже туда зайти и задать. Так вот, итак, дальше. По мере поступления я сразу буду вам сообщать. Тот, кто поддержал канал и кто отправил какое сообщение. Итак, друзья, карты мы максимально будем собирать. И один день мы можем обязательно понемногу мы по картам будем проводить целый эфир и показывать вам, доводить до вас, какие же есть. Потом еще одно важное и, как я вам говорил, очень нужное поступление, так сказать. Я вам сказал в прошлом эфире, тот, кто поддержал. Кому понравился наш эфир, кто задонатил. И вот у нас появился еще один учебник для нашей работы. Вот такая вот книга. Книга называется «Об Ингушетии и ингушах. Сборник документов и материалов. 19-21 век». Автор и его составитель Харсиев Борис Вармячуса, БМГ, кандидат философских наук, Ингушетия, научно-исследовательский институт гуманитарных наук имени Чаха Ахрии. Рецензенты: Алиева Сиванш, это доктор исторических наук, кафедры всеобщей истории, преподавания истории Азербайджанского государственного института, педагогического университета города Баку. Науменко Владимир Емельянович, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Российской научно-исследовательского института культуры и природоведения наследия имени Дмитрия Сергеевича Лихачева, южный филиал города Краснодар. Редакторы: Джамбулатов Руслан, кандидат исторических наук, Махачкала, Каримов Руслан, аспирант СКИХ РАНХИКС, зав. Отделения редких книг библиотеки КБГУ, Нальчик. То есть рецензенты у нас Баку, Азербайджан, Краснодар, Махачкала и Нальчик. Вот рецензенты на данной книге. Вот она, вот эта книга. Вы, конечно же, можете сказать, опять же, поясню вам, почему экземпляров 500 всего в этой книге. Здесь, что же, зачем или почему изучение, там, допустим, нашей истории, вы можете сказать, это же не учебники чеченской истории. Вы будете правы, с одной стороны. Почему вот эти книги мне дороги? Во-первых, при использовании материалов по границам, начиная с 1992 года. Допустим, в этой книге Бориса Харсиева есть... Сейчас, один момент. Я его увидел. Сейчас я вам его зачитаю.
Так, оглавление. Здесь есть оглавление. Так, генерал Потемкин. То есть здесь документы. Все, рапорты, документы и так далее. Глава 2, глава 3. Армянская информационная УБ. 4. От. Репрессированная политика сталинизма и ликвидация ЧССР. А нам нужна, сейчас я вам скажу, нам нужна глава 5. Так, здесь каждый документ о восстановлении Чечено-Ингушетии. Так, сейчас. Указ республики о проведении народного голосования референдума. Вот. Здесь есть каждый документ постановления президиумов, события, факты осени 92 года, сообщение газеты «Северная Осетия». Глава, вот. Указ Президиума Верховного Совета о восстановлении Чечено-Ингушской ССР. Указ Президиума Совета о восстановлении Чечено-Ингушской ССР Грозненской области. Закон об утверждении указов. И справки проделанной работы Чечено-Ингушской ССР. Пленум ТКП. Митинг в городе Грозном. На этом мы отдельно остановимся. Комитет государственной безопасности СССР. То есть КГБ СССР. Второй съезд ингушского народа. Области гласности и откровенности. Ага. И, сейчас... Сейчас я хотел один документ вам прочитать здесь. Кажется, вот. Это глава 5. Глава 5. Это глава 5. Анкета референдума. То есть здесь приложение к главе 5. Анкета референдума 91 года. Первое. Решение Малгобекского совета народных депутатов от 10 января 1992 года. Справка Богатырева Бибулата о земельном фонде Чечено-Ингушской республики до выселения и настоящее время. Четвертое. Постановление ВС РФ о решениях Верховного Совета. Вот это нам уже интересно. Идем 522 страницу. Так. Идем на 522 страницу. Итак. Здесь есть документы, которые... Здесь решение парламента Чеченской Республики 10 января, уже после того, как парламент Чеченской Республики опубликовал ответы ему. И здесь был один документ, который мне хотел вам зачитать. Здесь есть документы за Хасбулатовым, то есть со ссылками на интернет-сайты. Сейчас я вам зачитаю его. Вы поймете, о чем же идет речь. Здесь есть история вопроса по соглашению Республики Ингушетии. Кстати, на этой книге есть полностью все документы по решению... Так, разрешить говорить. Здесь есть документы, по которому полностью можно узнать решение обжалования решения Конституционного суда Республики Ингушетии и как Конституционный суд Российской Федерации полностью посчитал это решение незаконным, и территории были возвращены в родную гавань. Точно так же здесь, на этой же книге, сейчас этот момент хотел вам найти и зачитать.
Это земельный фонд. Это решение, так, парламент, не считаясь. Это уже решение Малгобекского суда, парламента Чеченской Республики, не считаясь интересами ингушей серьезными проблемами, стоящими перед ними по возврату отторгнутых в пользу Северной Осетии территорий, восстановлению своей государственности, без глубокого изучения вопроса, не учитывая волю заявлений жителей и законно избранных городского районного совета Малгобекского и Сунжинского района, принял решение о западных границах Чеченской Республики с включением в нее большой части территории этих районов, введением здесь президентского управления. Данный акт приведет к серьезным последствиям отношений. Это я уже читал. Это то, что опубликовали. Короче, этот момент я хочу, чтобы вы понимали. То есть здесь на этой же книге четко указывается о документах, что вопрос во время расхождения... Освободил. Так. Было четко указано, что территории во время расхождения и принятия решений речь шла только по 1934 году. Так, здесь заявление Аушева, его должность, Ворошилов и так далее, Богатырев, Веркина. Ну, я вас с ними в любом случае. Ассаламу алейкум. Ассаламу рахматуллахи. Да, конечно. Хахаттал. Кart нашкейт я كم تسون يخلص خدوه ملضو دا ديتيا وي أوجر حلقة كارت نش يدوز نش دويتشلي حلقة إنجوشيتي تار يلي خلدو كارت متسقويتان أرلاخر كارتا دشون أقبتيري كيوشل يرجع استدي شكري بشي أقربلنش يرجع نوتشن دالتون بشينا يوشون إتيقاش سردوز لا تشنش دالتون إنوشي لا نشتحينا إنجوشيتي أردوتسقويتوي يكون إلداقندوي Нет, мы это показываем. Но проблема в том, что когда мы показываем данные документы, допустим, то, что ты говоришь, да, когда мы показываем данные документы, получается так, что мы ссылаемся на документы, в которых есть только, зависит от наших авторов, написано нашими авторами, ну, в их понимании, свою угоду. Они так это видят. А не так, как их вообще создали и так далее. Почему? Я поясню. Когда я им говорил, что до 1860 года не было Ингушетии как таковой, они взяли контекст и говорят, что когда они говорят не было или были ингуши. Нет, вопрос был в другом. Во-первых, я говорил о территориальном, непосредственно о территории, непосредственно по территории, когда вообще впервые они появились на географической карте в 1860-62 годах, или в 62-64 год, да, промежуточно, вот в это время. У них появляется вообще территориальная, так говорится, их начинают фиксировать. А так они идут как общество. Вот, допустим, та же самая карта биржи 1880, карта 1801, то есть это до того, как был акт присяги, или как там, и так далее, и тому подобное, но не суть, не важно, да, присяга, договор, или как она там не называлась. Есть эта карта тоже, на территории написано только чеченцы. Их очень много. Я их все публиковал, я их все показывал, доводил до всех людей. Но, однако, их интересует, вот когда они начинают. Допустим, вот эта книга, вот, если ты сейчас смотришь, видишь, вот эта книга Харсиева. Но что знаешь самое интересное? Вот на этой книге Харсиева, вот это место, которое они указывают, тонкое, это старая карта. И на этой книге, вот в этой книге,
да, который сейчас я вам зачитывал, знакомил вас с документами, на этой книге, опять же, точно так же показывается и видно, что эти территории, не нужно для этого там искать горшка, там вершка, кого-то другого. На эти территории точно так же указано, что эти земли, вплоть до Галашек, они были за Чечню, Малой Чечней и чеченцами. Но люди, как опять, обычно, почему, опять же, вот эта книга, эта книга, эта книга. В этих книгах, вот все эти 3 книги, они вот в принципе как таковой, они нужны для чего? Когда начинают люди лгать и говорить, мы такого не говорили, мы такого не писали, и вы это все сочиняете, есть сборник документов. Здесь, во-первых, вот эта книга, конечно, дороже всего. Дороже всего. Вот эта книга дороже всего. Я поясню вам почему. Потому что это полностью архивные документы. Понимаете? Чтобы показать непосредственно каждому, довести до каждого, что данная информация дана из ваших открытых источников. Даже не наших. Вот в чем сама фишка. Опять же, если нас не трогают, нам дела нету. Мне интересно было, как они сами трактуют в 90-х годах, как они говорили, чтобы наши люди были ознакомлены с этим. Рустам Рамирес пишет: Башлам, скажи, какая конечная цель сбора карт всего этого? Конечная цель, чтобы люди понимали, знали свою историю, наши люди. Потому что, когда ты предоставляешь им информацию, рассказываешь историю, многие люди, есть люди, которые верят, есть люди, которые не верят. Как говорится, в первую очередь данной информации. Люди, которые не верят, им нужны железные доказательства. Мы пытаемся им показать географическое расположение. Это написали российская, допустим, царская Россия написали. Это карты Армении, это карты Грузии, не чеченские. Я не знаю, почему он не работает. У меня он показывает, ТГ работает. Смарт, он хэш высо? Хорошо, он добрый, хорошо. Хорошо, Башлам. Зауро, кашистагу, психоделика, смарта, эфиряу. У них телеграм работает. Я не знаю, у тебя то не работает одно, то другое не работает. Итак, эти все карты, которые мы покупаем и которые приобретаем, складируем, да, архивируем, в конечном итоге, в первую очередь, довести. Спасибо, Танюша, абсолютно верно. Мы доказываем и показываем людям их лживую историю, опровержение лживой истории. Во-первых, чтобы больше популяризировать историю нашей Родины, большой, малой, соседней, чтобы все знали об истории, географии, культуре нашего народа. В этом цель всего вот этого. Вот для чего это все собирается. Если когда ты рассказываешь, многие люди, которые тебе не верят и говорят, вот он от себя тяну несет, он сочиняет. Когда люди такое начинают говорить, я могу в любой момент достать документ, вам показать. Послушайте, вы говорите, допустим, что по ДНК, да, как я этому Ахмеду Дидигов, или как его, Дадигов, я не знаю, горе, как так сказать, Дидигов, да, горе ДНК-блогер, или как его там назвать, ДНК-проект. Башлам, как ты, Бах? Альхамдулилlah, хорошо. Ад не будет пустовать. Ламару Ингуш. Можно? Ну, наверное, тебе виднее, ты оттуда, видать, пришел. Да. А сейчас я отвечу. Смарт, Тухайн Гутра Айдучин, Гучтега Суду, Галакют, Галашкмейта, Вая до Дарил Швегер Хаякалет, Юладика указ, Вегер Темшпеш Хадакалат, Адахватин, Юладика указ, Эг Патерику Дайвичу, Баздуки Качелца, Ерги Станич, Укрпенш, Вегдор Томбеш, Вайлат, Нашадор, Дахитина, Ишуиш. Осмосус здесь Смарт. Смарт, ты знаешь, сколько раз я это рассказывал?
Мы это рассказывали сотни и сотни раз. Мало ты буду примерно дозда грниз дютитя он один шердей ханаден де галашки малашки наш вообще да сауди. Но это понятное дело. Мелочь да происходит основной дик дюч да свой я это сюда Сам да там и церти там муэлон церти ахтара Шей условия варена, Смарт, понимаешь, есть, ты должен понимать для начала. Сободила. Так, подключиться. Чтобы люди понимали и знали. Сободила, хазла, Смарт, поясню тебе. Во-первых, они не навели меня на свои вопросы. Я отвечаю непосредственно большинству, которые приходят ко мне в директ. Понимаете? Раз, два, три, четыре, пять. Слышно меня? Хэшуй, Гинц. Освободилась. Ай. Так, освободил. Вроде бы. Освободил. Сейчас. Итак, сейчас. Раз, два, три, четыре, пять. Сейчас. Я пытаюсь ТГ подключить. Сейчас постараемся включить. Итак, друзья, сейчас завершить. Сейчас постараюсь заново отключиться. Ненавижу, когда так. Вот я его включил. Захожу на трансляцию. Что с тобой? Так, как он подключится, мы его подключим. Послушайте, друзья. Вопрос земли, недры, во-первых, виды, чтобы там тебе не знаю, что тебе принадлежит, Рустам делите чужое. Земли все принадлежит народу, который проживает. Чтобы там тебе то, что мы являемся Рустам поговорить. Земли все принадлежит. Я в любом случае, да, я подключил и поясняю. То, что мы являемся, во-первых, меня никто не наводит на тему. Поговорить есть с нами. Я в любом случае, да, я подключил и поясняю вам. Во-первых, меня никто не наводит на темы. А есть темы, которые имеют более или менее совокупности, большой охват. Мне приходят в директ вопросы, говорят, ты видел ли, которые закинули вопросы от этого историка, от этого там героя красного горшка или от этого нордийского подкастера и так далее и тому подобное. Я им непосредственно показываю и разоблачаю их. Возьмем тот же ДНК-проект Дидигова. Он сказал, что якобы блогеры, тролли сидят, боты сидят, обсуждают
вопросы ингушского ДНК-проекта, мы никогда этого не говорили, этого нет, это они сочинили и показали. Опять же, по сути своей, только недалекого ума человек мог бы такое сказать. Неужели он думал, что у нас нету доказательства показать все это, доказать все это, что оно на самом деле есть или нету его. Конечно же, было несколько и выступлений, и Клёсова, и остальное видео, которое они опубликовали, мы показали для понимающих людей. Мы опубликовали и показали, что данный вопрос они сами опубликовали, ложанулись, показали, и потом, когда сбежали они, удалив этот комментарий, прошло время, и теперь они начали утверждать, мы не закидывали. Но все люди видят прекрасно, когда это было сделано, на каком канале это было сделано. И чеченцам абсолютно не нужно это доказывать и показывать что-либо. Мне абсолютно не нужно. Опять же, сам и Клёсов говорит. Даже несмотря на то, что Клёсов говорит, ладно, я не ставлю его, не делаю последним. Клёсов говорит, одна из J2 веток, две ветки у J2, одна ей 1000 лет, а второй 3000 лет. Но даже они произошли от чеченцев, он говорит, да, так? Этот момент я показываю, опять же, здесь, несмотря на это высказывание, несмотря на все это, несмотря на то, что они сами опубликовали о ДНК-проекте и написали, что первые два ингуша появились в X-XI веке, это у них написано, я это опубликовал, вы можете посмотреть этот пост. Он утверждает, опять же, нет, теперь оказывается 4000 лет там якобы и так далее и тому подобное. Опять, что касается карт и границ. Мы рассказывали то, что было, что вплоть до военной грузинской дороги, что шейх Мансур воевал против царской России, несколько раз и нападали на Владикавказ. Это все рассказывали, и границы рассказывали, как позволили поселиться. Есть документы. Документы есть вот здесь. Во время заключения договора 1810 года. Или же в 1770 году, когда поехали в Кизляр. Все эти документы есть. И чтобы не говорили, что вот у вас, вот вы это от себя пишете, от своей ненависти, нет, я еще раз повторяюсь, у меня нету такой цели преследовать. Как раз таки по этим документам и по этим картам видно, даже на этой карте видно, что все назывались чеченцами одним именем. Ладно, потом сделали отдельно Ингушетию, так ведь? Появилось отдельное государственное устройство. Опять же, я не против. По этим же картам, по этим же документам есть 1830-е, 40-е года. То есть до того, как имам Шамиль пришел, первая часть его объединения, как его вылечили, отремонтировали, грубо говоря, как ему помогли, как его в Урус-Мартане выбрали. И он стал после полного, как говорится, ликвидации его 4 года, он регионально воевал в Дагестане. Это имаматство все полностью после Ахульга прекратило свое действие, потому что все было под пятой Российской империи. Он уходит в Чечню, эти 4 человека. Вот когда я вот так вольно это рассказываю, чтобы вы не говорили, вот он сочиняет, он так сказал, чтобы этого не было, все как раз таки взято из этих книг. До Шамиля, до прихода его, до того, как его нога ступила на чеченскую землю, грубо говоря, да, Сободелыш, что ж с тобой не так сегодня, а? Ну прямо какой-то, да нет, связь лагает. Итак, до этого момента мы все прекрасно видим, знаем, и я до вас доводил и документы, еще раз повторю, 1801 года, 1810 года, 1830 года, карты, вплоть до карты, грузинские карты, чеченские карты. Вот сейчас я начал очень много работать с грузинскими картами, которые присылают, у меня есть люди непосредственно, которыми мы вместе работаем, они присылают грузинские карты, примерно, да? И
Смотри, тебя зовут Ламро Ингуш. Ламро Ингуш. Вот ты мне задаешь вопрос, чтобы тебе было понятно. Возьми вот эту книгу. Знаешь, как она называется? Происхождение ингушских фамилий, тейповых общин и роль ингушского языка в языковой системе. Узнай, кто ты для начала. Посмотри, сколько там различных принятых обществ и фамилий у тебя на родине. Если тебе эта книга не хватает, я тебе покажу еще одну книгу, новая, которая вышла. Называется она «Происхождение ингушских фамилий». Вот она. Вот. Написано Ингушом Мальсаговым. 96 фамилий, которые произошли от различных национальностей. Чтобы ты не переживал за чеченцев. Чеченцы-то это 1 600 000, 2 миллиона народ. Среди них найти людей, которые попросили политическое убежище и сдали здесь, это в принципе немного для нашего общего, понимаешь, народа. А вот для вас, которых 486 000, вот ты же зашел меня, ты пытаешься провоцировать, что там сказал Кадыров, глава региона, что он не сказал. Кадыров, глава региона, он не историк, он не генетик, он занимается политикой, он управляет регионом. Где что он сказал, надо спросить у него. Если ты у меня говоришь, спрашиваешь, я тебе говорю, есть книги Мальсагова, 1-я и 2-я часть. В одной части сколько там начинается, там и монголы, и кабардинцы, и кумыки, и черкесы, и дагестанцы, и аварцы, и украинцы, и так далее, и тому подобное. Все есть. Посмотри в этих книгах. Зачем тебе чеченцы, когда ты еще не разобрался? Вот вы говорите, что вы отдельный народ, да? Прежде чем приходить ко мне, задавать мне этот вопрос и провоцировать своих же жителей, допустим, которые в реальном неведении находятся, некоторые люди. Для меня-то это часть моего народа. По мне, мы исторически были, у нас одни общие предки. Потом разделились, сейчас вы живете отдельно. Мы живем отдельно, альхамдулилlah. Лучше бы никогда не объединялись. Будь проклят тот, кто в 1934 году нас объединил. Будь проклят, гореть ему в аду еще столько же. Чтобы никогда в жизни нас не объединять. Но все же, если мы показываем карты, документы, рапорты и все остальное, доказываем генетически, лингвистически, географически, культурно, мы доказываем правоту специально, я говорю, пропагандирую образование для нашего подрастающего поколения, чтобы ногчи знали, что в 90-х годах никто из чеченцев не говорил татары в Казань. Не говорили, что никакого 200-метрового ковра не дарили. Понимаете? И вот эти сказки там, то, что воевал без головы 3 дня, махал саблей, ерунда полнейшая. Что Деникин больше воевал там на нашей, так сказать, в соседнем регионе больше, чем в Чечне, это абсолютная ложь. Потому что война в Алганюрте, допустим, Ногчи Алганюрт, Олсон Алганюрты и Гойтах длилась месяц. Общее сражение, которое зачитывал наш один из соседних блогеров, который является одним из лучших представителей, в совокупности все боевые действия, которые продлевались на территории соседнем, они проходили 6 дней. 6 дней. А о чеченцах есть сражение Деникина о 100-дневных боях. 100 дней. Даже если говорить просто. А их было намного больше. Доказывать, показывать на картах. Понимаете? На картах показывать, на книгах показывать. Опять же. Я не могу во время эфира посмотреть ваше. Во время эфира я не могу, мне нужно полностью выключить, и только тогда я могу зайти. Поэтому я хочу до вас довести, и чтобы вы понимали. Да, исторически, если мы говорим о дзурдзуках, о кистах, опять же, кистинцы. Написаны ли кистинцы? Я, опять же, никогда не утверждал, не говорил, что ингуши не являются частью кистинского народа. Конечно, являются. Малые кисты, которых было 1800 человек, да?
и большие кисты, которых было 18 тысяч. Много ума не нужно, чтобы понять, что от малых кистов большие кистинцы не произошли. От фякпи не произошли ни Дишни, ни Мелхи, ни Тирвай, ни Хельдиярвай и так далее, и тому подобное. И это все знают и так прекрасно, ни Майсто и так далее. Все они являются непосредственно чеченским обществом. Есть карты, опять же, документально я показывал, что вся территория Чечни записана как Кистетия. Вот для чего нужны. Вы знали, или вы знаете, или ваши дети знают, что это место с этим хребтом, который нынче называется Кистинский хребет, он никогда таковым не назывался раньше. Он назывался, Андийский хребет не назывался так. Он назывался непосредственно Кистинским хребтом. Но благодаря тому, что у нас нету дела, благодаря тому, что у нас считается, что зарабатывать деньги, заниматься спортом или другими вещами, но не историей, географией и так далее и тому подобное, кажется, намного важнее, к сожалению, мы теряем такие вещи. А зачем нам это надо? А это надо потому, понимаете? Кистеби, чеченцы, мы грузины так и называем. Абсолютно верно. Грузины так и называют кистеби и кистинцами. И самое интересное, что сегодня 200 лет прошло фактически, да? Если считать 1801 изначально там нашли более старое захоронение, 1799, 1800. Пускай даже будет вот 1823-25 года первое переселение больших обществ чеченских, которые переселились. Это Джоколо и это Дуиси, которые переселились в Панкийское ущелье. В будущем году исполнится 200 лет. 200 лет живут там представители, 99,9% ногчи тейпов проживают сегодня в Панкийском ущелье, живут на этих землях исторически, по приглашению. Их до сих пор, они сохранили это название, которое называется Кистинцы. У нас есть Кистинский хребет, у нас есть Кистинская гора, у нас есть Кистинские общества. Все, что связано, грузины нас называют кистинцами, кистеби. Все, что связано с этим есть, но есть люди, которые выходят, научную интеллигенцию, делают доклады, ездят в Грузию, говорят грузинам, которые писали свою историю сами, их монахи, попы и все остальные, которые писали сами эту историю, им показывают, рассказывают и говорят: нет, вы ошиблись. Кистинцы это не чеченцы. Чеченцы, вот видите, здесь на картах написано кистинцы отдельно, а вот внизу, на плоскостой территории, написано чачаны и чеченцы. Да, абсолютно верно. Но точно так же в Ахушти-Багратионе, если по вашей же логике судить, и вы тоже не кистинцы, потому что ваш любимый в Ахушти-Багратионе, который вы указываете, не мой, ваш, он указывает, опять же на документах, говорит: дзурдзуки, кистинцы, галгаевцы, отдельно, глигвы, точнее, идут отдельными обществами, а не единым народом глигвы. Еще в 19-м, начале 1930 года, вот на вашей книге, галгаевское общество идет отдельно. Общество, не народ, не было такого народа. Об этом говорил вам Муса Зурабов по истории. Историк ваш, да? Историк, общественник, кем бы он ни был. А вы накинулись: как ты мог и так далее. Он сказал правду. А вот что касается Нахчи названия, то, что вы пытаетесь упрекнуть, назвать там сыром его назвать, там нахами придумали вот это название, войнахи придумали это название, да, в 1928-30 году. Вы пытаетесь его втюхнуть вместо названия того древнего, которое было Нахчи. Почему? Потому что, по сути, нету общества Нахчи. Вы, конечно же, пытались, некоторые горе-историки, которые хотели подтянуть вот это название, древнее название Нахчи, хотели сказать: вот у вас же есть, Нахчи это только Нахчмаххвай. Но это был настолько большой дебилизм и безосновательно. Я вам поясню, почему. Спасибо, Танюша. Почему это было? Я вам поясню элементарно. Дело в том, что все Нахчи
вот, который говорится, нохчмаххоевские общества, они 99,9, а то бишь говоря, все 100% вышли из Галанчожа. Вышли из Галанчожа. Эта область называлась Искерквашт, Искеринским, Ичкеринским после. После 2 поражений царской России в этой местности, там их было и больше, чем там же и завалили и персидского наследника, и всех остальных. Получилось как? Это название нужно было заменить, забрать, поменять. И в 19 веке появляется новое название Нохчмаххоевский Тукум. Потому что Тукум нам принесли ученые, во-первых, его использовали в Дагестане, потому что там живут разные общества. Одно село с другим не контактировать. Но они начали вот эти же районы, эти конгломераты по языковой культуре, они это же название перенесли на Чечню. Назвали ичкеринские общества, ауховские, качкалыковские и так далее. Хотя это все одни и те же нохчи. Но самое интересное еще в другом. Было же и татарское название, которое пытались назвать Миджегами. Вся Чечня от Дарьярского ущелья вплоть до Каспийского моря записано Миджеги. Потом Гюльденштейн и тот же Броневский на своих работах, на своих картах мы видим. Вся территория Чечни записана как Кистетия. Она записана как Кистетия. Вся территория Чечни. Грузинские карты мы берем. Вот сейчас я должен скоро опубликовать еще одну карту. На грузинской карте опубликовано и написано очень интересный момент, на котором вся территория, особенно вся горная территория, в основном, от, так сказать, Хивсурети и заканчивая вплоть до Шатоя, вплоть до границы с дагестанцами, она написана Дзурдзукетия. Это грузинские карты. Вот для чего я коплю эти все карты, покупаю, собираю. Опять же, чтобы не говорили, эти карты сделаны, потому что эти люди на самом деле эти люди сами подделывали карты, мы знаем, мы видели. Это сейчас скоро обязательно это видео, опять я попрошу, чтобы его опубликовали и показали. Как подделывать карты? Мы же показываем карты, которые есть в свободном доступе. Я их абсолютно не подделываю. Посмотрите, карта Берже, пожалуйста. Карта терского горского населения, пожалуйста. Карта Броневского, Семена Броневского по 1760 по 1820, пожалуйста. Сейчас карты вот архивных документов я вам показал, пожалуйста. И вот так по каждой книге я вот больше, даже элементарно нашли документ 1992 года. Вот оно, обращение. Да, я его часто показывал. Это обращение 1991 года. Вот здесь, в 1991 году, публикуется вот такая карта. Вот она, чтобы было видно, да? Кому не видно. Вот эта карта. Это без северных земель, то бишь это до депортации. Написана карта Чеченской автономной области. Если я не ошибаюсь, это эта карта, да? Да, абсолютно верно, то до 1930 год, да? И точно так же показывается другая карта. Это английская карта, это 1804 года карта. Вот она. Я ее тоже публиковал. Вот, на документах, вот эта карта. С выходом на Каспийское море. Это английская карта 1804 года. Опять же, для чего я сохраняю все это? Для того, чтобы каждый человек, что я собираюсь с ними сделать? Конечно же, все из совокупности всех этих книг, нужные моменты, касающие достоверные, я их соберу. И дай Аллах, если у меня на то будет здоровье, будут финансы, обязательно сделаю сборник хороший, уже от себя сборник по истории чеченского народа. Вот для чего я собираю. Вот почему я сегодня всех молодых людей, которые проживают в Германии, Франции, в Европе, в Америке, в Канаде, у нас сидят в прямом эфире. Смотрят, взрослые люди смотрят, которые никогда даже не знали. Вот по этим документам, которое было соглашение между Джохаром Дудаевым, говорят, не было никакого соглашения.
Окей, если не было никакого соглашения, зачем было в 2005? Опять же, я публиковал этот документ. Зачем было в 2005 году в одностороннем порядке разрывать договор, который был подписан Русланом Аушевым, Джохаром Дудаевым? Они говорят, он не соответствует интересам ингушского народа. Причем не спрашивая у чеченцев, у второй стороны не спрашивая, не говорят. Опять же, в этих книгах, вот в этой книге, хоть ее написал далеко человек, который очень не сильно тоже является одним из чеченофобов, потому что его выступления в Грузии мы знаем, да, в этой книге написано, что речь идет еще в 1992 году, речь идет о разделении по 1834 году. Все. На этих книгах говорят одно. А сегодня, чтобы было понятно, когда говорят, речь идет о 1834 год, это часть Малгобекского района, это часть Сунжинского района. Опять же, сегодня они находятся де юре и де факто в Ингушетии. Сегодня там проживает 90% без малого все, которые покинули пригородный район. Все те, которые покинули Чеченскую республику за последние 2 войны. Я это знаю, что их сейчас большинство никто не оспаривает. Что сейчас более жестко пытаются наседать на Уарсхуа, которые там проживают, чтобы они якобы приняли или то или иное решение. Это я тоже знаю. Они же тоже со мной на связи рассказывают все эти моменты. Тебя никто не просит, Рустам Рамирес, если ты имеешь мужество, нажми вот здесь камеру, зайди в эфир ко мне, показывая свое лицо. По крайней мере, написать свое имя, фамилию, у тебя мужества не хватило, я так понимаю. Ты как бот зашел. Зайди, показывая свое лицо, вот как раз ты, болтун нарнийский, докажи, где я соврал. Вот для чего делаются эти эфиры. В чем я соврал? Вот видишь, ты, не зная ни одного документа, не ознакомившись ни с одной книгой, сел здесь, играешь на публику, пытаешься здесь навонять и уйти. Я пойду лучше смотреть турецкие сериалы. Оставайся там и никогда не возвращайся. Никогда не возвращайся, тебе никто не просит. Это место для людей, которые хотят реального братства на истине. Считаю ли я ингуши нашим народом? Да, я его считаю. Был ли он исторически единым с нами? Да, был. Сегодня это 2 разных народа. Да, ментально мы сегодня абсолютно разные. Я думал, ты мне говоришь, поскольку ты это не указал там другого человека, кому ты это пишешь. Рамирес. Надо указывать человека, кому ты пишешь, а иначе это непосредственно мне, в моем эфире, где я говорю, ты отправляешь сообщение, я его прочел и воспринял его в свой адрес, потому что ты мне написал, это получается. Если ты не знаешь, не знаком с этими правилами, это твоя проблема. Поэтому сегодня ментально разные? Да, абсолютно разные. Делаются ли провокации? Да, делаются. Отвечаю ли я на провокации? Абсолютно. Клянусь Аллахом, занимаюсь именно разоблачением лжи. И без разницы в адрес кабардинцев, или в адрес русских, или в адрес терских казаков, или в адрес дагестанцев, грузинов, без разницы. Здесь нету одного. Просто там, где больше печатается и публикуется ложь, извините меня, вот эти книги, объективно, вот эти 3 книги, они выходят, смотрите, все эти книги, документальные книги в основном. Вот все эти книги. Вот эти 2, в принципе, очень даже античеченские, написали те люди, которые недолюбливают нас. Эта книга, сборник документов, здесь просто его использовать, чтобы показать карты и документы. Они обошлись где-то приблизительно в 1012, эти 3 книги. Если там нету ничего, касающегося нас и нашей истории, зачем я буду тратить на него? Нет, не буду. Мне это не надо, я лучше буду заниматься своей историей. Вот, опять же, плюс включая вот эту книгу, вот она. Вы видите, какие толстые эти книги, и опять же, может возникнуть вопрос.
Зачем? Нет, конечно, не нужно. И сразу обучаясь, допустим, мне намного важнее, вот, вышла новая книга. Это такая, даже не книга, а монография. Называется, написал ее В.А. Абдуллаев, «Абаза-Навчийские этнотопонимические параллели. Грозный, 2025 год». Вот он. Вот. Еще раз повторю. Абаза-Навчийские этнотопонимические параллели. Вот здесь непосредственно об абазинах, чеченцах, грузинах. И вот такие материалы. Вот здесь, вот это мне интересно. Я его до конца еще не изучил, но мне, как говорится, задонатили его вот такая монография. Привезли вот такую карту. Она Владикавказ называется. Вот она. В принципе, да, вы можете сказать, она современная или как, да? Но чтобы было понятно, вот. Вот такие, вот ее тоже задарили мне. Вот историческая вот карта Владикавказа. Подарили ее мне тоже наши братья. Это непосредственно там, что касается. Почему, я поясню. По той же книге «Ингуши не забудут родных земель», здесь же написано, что 14 тысяч человек проживали в области пригородного района, здесь по вашим же документам, которые я не знаком. Ну, и прежде чем продолжить, наконец-то, мы получили, хочу выразить слова благодарности всем достойным патриотам моего народа, которые помогли. Мы давно говорили, уже последние, наверное, года 3 говорили о книгах, которые я очень... Теперь, благодаря этим эфирам, разборкам, появляется неприязнь у молодежи. Рамирес, эта неприязнь и нетерпимость, она была еще до появления интернета. С 1970-х годов еще. 60-х годов, когда просили и говорили, почему назвали Чечено-Ингушетия, а не Ингуша-Чечения. Спроси у взрослых, они тебе расскажут. Но просто во время Советского Союза очень сильно была идеология интернационализма. И многие эти вопросы уходили. Раз. Во-вторых, второе, нас депортировали вместе, как единый народ. Зная, что мы прошли, через что прошли, и в то время были здравомыслящие старые люди, не то, что сейчас садятся и говорят: Владимир Владимирович Путин, мы генетически абсолютно разные с чеченцами, такие вещи никогда себе не позволяли во времена депортации. Когда нас выселяли в скотских вагонах, такое никогда ни один человек себе не позволял. Другой вот с такой вот бородой седой, который занимается зикром, приезжая в Чечню и уезжая, я не буду говорить слова, которые он говорит о чеченском народе, о чеченских женщинах, сестрах, матерях. Вы слышали, да? Называть фамилию не стоит. Не чеченцы поехали в Грузию 23 октября 2024 года, не пригласили других чеченофобов: Бекова, Хаймарза, Гаджиева, еще 2 либералов российских, которые так сильно любят ингушей, оказывается, ненавидят чеченцев, чтобы они зачитали доклад. Выпустили его в 3 версиях. А когда спросили у Сереждина Султыгова: зачем ты это сделал? Зачем вы это делаете? Занимайте свои истории, свои взаимоотношения с грузинами наладьте, но не трогайте чеченцев, когда им сказали. Что он ответил? Изначально сказал, что это не так, что это было открытию ингушского дома. Да, мы не против. Открывайте сколько хотите. Но не суть. Итак, я, прежде чем продолжить нашу дискуссию, хочу, вот очень долго мы ждали, точнее, я ждал эти книги, поскольку я знаю, старого пятитомника мне не достать, а тот, кто есть, он маловероятно, что он ее продаст или даст. Мы знаем, в 2016 году прошло уже фактически 9 лет. Вышла книга, в 2016 году она вышла, чеченского историка, ученого. Вот хочу вам показать. Вот эти книги я вытаскиваю, вот в такой коробке. Эти книги, которые я очень долго ждал. Вот эти книги, это 2-томник.
выражаю огромную благодарность моим братьям, сестрам, всем, кто помог мне, поддержал. И да, они обошлись нам 27К, чтобы было понятно. Вот эти две книги. Это книги Ильяса Сигаури, эта книга вышла непосредственно под Российской академией наук Федерального государственного бюджетного учреждения. Так, Федерального государственное бюджетное учреждение науки Института языкознания И.М. Сигаури. Книга называется, она в 2 томах, «К истокам и ареалам нахского этноса», правильно, нахчийского, но он был еще до конференции, по данным лингвистики. Вот первая часть по данным лингвистики. И что очень важно, к истокам ареалов нахчийского этноса, том 2 по данным археологии. Вот такие две книги. Великолепная работа, очень скрупулезно. Так, посмотрим количество его. Количество 300 экземпляров. У него всего 300 экземпляров, и один из экземпляров достался нам в 2016 год, вот, под эгидой Российской академии наук. Дальше я думаю, что остальными здесь про все. Коротко, если пройтись, каменный век, верхний палеолит, мезоолит. Дальше смотрим все, что касается этих периодов, имеется в виду. Глава неолит, эпоха металлов, энеолит. Ранняя бронза, эпоха средней бронзы, то есть все, что касается миграции, не миграции, все, что касается, вот эти книги теперь у нас есть в наличии, мы можем с ними полностью работать. Я очень безумно рад, что они теперь у нас есть, остались книги не такие уж дорогие, но как эти, но в любом случае эта книга одна из самых дорогих в плане и научной работы, в плане и финансов. Остались еще другие книги. Итак, дальше. Это Ильяс Сигаури, вот двухтомник Дейресхы, да, которые помогли, поддержали. Если мы вот так понемножку будем приобретать, у нас уже будет все материалы. Итак, да, пока мы сейчас не вернулись к данному обсуждению вопросов, я был на нашей галерее города Грозного, вы знаете, да, где находится Грозный молл. Там есть экспозиция Нохчи-Дохар, чеченская одежда. Проводит его наша сестра от по мере, все, кто любит все, что касается нашей культуры, одежды, традиций, чеченской мужской одежды, чеченской женской, до 10 числа вы можете еще застать, посмотреть обязательно. Я забыл единственное, постараюсь туда пойти и заснять все еще раз на видео, чтобы вам показать. Вот такие вот брошюры. Здесь указаны одежды чеченцев, чеченские мужские одежды, головные уборы, чтобы было видно, да? Такой каталог мне подарили сейчас. Детская одежда. Причем не только одежда, они сами его и шьют, все, кто желает, чтобы было. Вот такая вот одежда, да? Здесь указана мужская, здесь где-то вот женская одежда. На этом каталоге, который нам подарили, чтобы была национальная одежда чеченцев. Здесь Здесь точно так же указаны орнаменты национальные, да, с нашей петроглифы. Эти орнаменты непосредственно по стилистике похожие на непосредственно наши петроглифы сделал автор данной. Сама фамилия автора непосредственно ассоциация Чечен Этно, автор проекта Зулихан Бакараева. Одежда Зулихана Бакараева, орнаменты Зулихана Бакараева, там электронный адрес. Более полную информацию, если кто проживает за пределами, хочет посмотреть нашу национальную одежду, вы можете перебраться, посмотреть, зайти на dzurdzuketia.com, на наш сайт тоже. Ибраима я попросил, он разместил там по мужской одежде и по женской одежде. Вы можете увидеть видеообзор по этим одеждам на нашем сайте, так сказать. На YouTube-канале тоже разместим, если не разместили еще, так сказать. Итак, по книгам
сегодня я буду меньше работать по книгам, но буду отвечать больше на ваши вопросы. Новыми книгами я вас ознакомил. С картами я тоже почти что ознакомил. Обязательно, еще раз повторюсь, конечно же, безусловно, можно по каждой карте и по каждому документу не столько разоблачать, а значимость показывать. Карта Юсуп Хаджи Сафарова, опять же, если это оригинал, опять же, если Горшок не соврал, да, это всего лишь часть определенного периода. До прихода имама Шамиля у нас были границы. До прихода имама Шамиля у нас был Бейбулат Таймиев, шейх Мансур. У нас были другие границы. После того, как пришел имам Шамиль, прошла вся более первая фаза, когда Чечня была сокращена, а чеченские земли, в том числе Уарсхой, который неотъемлемая часть Чечни, была передана, и мы знаем по прокламации Борятинскому и по книге, вот этой книге, которая называется «Народ и земля». Огромная благодарность Яузу Ахмадову, который написал вот последняя книга 25-го года. Здесь мы знаем по этой книге, мы знаем, кому принадлежали эти земли, кому их после того, как оттуда Уарсхуа и остальных чеченцев отправили ушли, распространив различную информацию, которые ушли мухаджирами, чьи их земли и кому они розданы, и кто туда поселился. Опять же, по прокламации Борятинского, тот, кто верно подданно служил и получил от государя царского земли, кроме этих земель, будут возвращены земли, то, что сказал Борятинский в своей прокламации. Вы можете его тоже прокламацию найти в книге в поисках национальной идентичности. Эта прокламация есть. Тебе спасибо огромное, Танюшка, Таня, за то, что поддерживаешь, за то, что всегда не забываешь и бываешь рядом. Ты, наверное, одна из моих одноклассниц, которая на протяжении последних этих 10 лет идешь со мной рядом. И огромная благодарность тебе и твоей семье, мужу, детям, всем. Как всегда, реально большой респект от нас и от всего чеченского народа. Мы будем пытаться и дальше продолжать и доводить до людей истину. Итак, друзья, сейчас минутку. Если не менять время от времени головной убор, это у меня каждый раз поправлять устаю. Итак, друзья, все эти вопросы, любые вопросы такого формата, на которые вы хотите узнать, почему, что, к чему, для чего карты, для чего книги, или почему мы не говорим. Допустим, Смарт задал вопрос, а почему мы не рассказываем этим людям и раз и навсегда не оставляем отрезанными, вопрос касаемо, допустим, что на территориях чеченцев, древних чеченцев, да, после этого были розданы и отданы, и появилась вообще такая территория, как, допустим, Ингушевский округ или военно-осетинский округ. Как раз таки я об этом и рассказываю. Понимаешь? Башлам уже и Татьяна поддерживает. Башлама уже и Татьяна поддерживает, но ни один ингуш не поддерживает. Клянусь именем Всевышнего Аллаха, огромное количество ингушей поддерживает, пишет, финансово помогает, донатит. Я клянусь именем Аллаха. А Таня — это мой одноклассник. Если ты пытался тем самым как-то навонять, ты показал свой уровень просто-напросто. Ты поддерживаешь, не поддерживаешь меня, да чихать я хотел, поддерживаешь ты меня или нет. Мне главное, что поддерживает меня мой народ, а мы нохчи. Меня поддерживают и адыги, поддерживают в том числе кабардинцы, карачаевцы, балкарцы, лезгины, грузины, абазины, абхазцы, азербайджанцы. Все поддерживают. Те, кто не поддерживает, это все те, кто выливает ложь на мой народ. И которого я показываю всем вашу гнилую натуру, лживую натуру. И все. Больше ничего. Башлам, ассаламу алейкум, ва алейкум салам. Вопрос. Монголы пришли
Астрахани или из центральной России? Я не понял, при чем тут монголы и центральная Россия или Астрахань? Если ты говоришь географически, то они прошли через Персию, через Дербент. Вот из непокорных, в тему говоришь. Они прошли через Дербент. Ну, конечно, они и шли через сторону, через Астрахань шли, и шли через Дербент, проходили. Монголы, при чем тут Россия? Монголы вообще оттуда, у них своя родина. В тайне они поддерживают. Думаешь, серьезно, в тайне? Нет, они просто вашей подлости боятся. В тайне, не в тайне. Зачем я буду? Я благодарю, имена называю их. Вот. А кто поддерживает меня? Меня поддерживает мой народ. И этот, и мои друзья, и одноклассники, и все вместе взятые. Итак, да, кстати, пришло сообщение. 2 человека с Ютуба поддержали наш канал. Это Шилковской, из Мохни-Хуаштар, из Шилковской, Бельтоевские волки меня поддержали. 1 донат. И Биноевский Заур задонатил. Это 2 с Ютуба поддержали меня. Итак, смотрим. Так, выпустите карту X5 клуба, чтобы пользоваться сервисом пакет. Это я не понял, это мне не нужно. Итак, кто же еще поддержал нас? Нас поддержал еще Гирихан. Нашхо у Нохчиу Хигвол Шуданова. От нашхоевских волков задонатили Нашхуай Далси Дуэл. И здесь еще 1 еще транш, я не знаю, без имени написан он просто. Но в любом случае 3 человека с Инстаграм задонатили и 2 человека с Ютуба. Ну, худо-бедно, как говорится, понемножку. Будистинг, Эзачка Соудолил, ДРС Хил, огромная благодарность. Я тоже, я так понял, это трансфер твой, походу, написано, трансфер. Таня, это ты? Он здесь без имени просто, это походу от тебя. Танюша, огромная благодарность за поддержку. Не просто на словах и поддерживаешь, но и помогаешь нам, поскольку ты поддерживаешь и наш канал, и помогаешь нам этим. Вот такие вот дела. И да, конечно же, вот эти все моменты, все книги, карты, все это исходя из общей тенденции. Не будет всего этого, мы будем просто заниматься своей историей. Просто заниматься своей историей. Понимаете? Мне интересна вот история своего народа и непосредственно. Но поскольку есть моменты в истории, вот эти книги, почему я публикую, со времени возникновения соседнего региона, у них есть фиксация на документах. И то, что в реальности в документах, и то, что сегодня болтают норнийцы, они абсолютно не совпадают. Почему? Потому что фиксировали их в основном царская Россия. Понимаете? Так, поможем этому норнийцу домой. Итак, в отличие от, поскольку как они появились, вот Смарт как мне задал вопрос, эти люди, когда вообще по сути сами появились, и история, да, зафиксирована, все эти документы, их нужно использовать, чтобы им показывать и говорить, вот, посмотрите, что говорят реальные документы. Те, которых вы на самом деле, которые вам выделили эту автономию, которые вас награждали, которые вас поощряли, они записывают ее иначе. Они говорят это так. А остальном, об общем происхождении, я говорю, да, это исторически было так. 250 лет мы сегодня, каждый живет по отдельности, это 2 ментально разных народа. И каждый пускай процветает, пускай живут, развиваются, я только за. Вот. По истории, что касается остальных, взаимоотношений, они с каждым народом были по-разному. Здесь нету ничего плохого
в том, что когда-то, допустим, у нас были взаимные набеги, войны, допустим, с теми же кабардинцами, да, часть адыгского народа. Были ли конфликты? Да. Было ли кровопролитие? Да. А были ли хорошие моменты? Да, их было намного больше. И начиная уже со времен шейха Мансура, первого имама Кавказа. Опять же, были ли хорошие взаимоотношения с дагестанцами? Допустим, с теми же Жай, да? Или Сюйлой мы называем их аварцами. Да, были хорошие отношения. Да, во время имама Шамиля в основном они стояли рядом, когда воевали там. В основном я говорю, почему? Потому что уже после отвоевания именно этой области они стояли с имамом Шамилем рядом. Те же дидойцы, те же отдельно андийцы. Я их отдельно называю, потому что это отдельный народ. Вот. Они были ли? Да, были. Но против андийцев и дидойцев как таковой я никогда ничего не писал, в принципе, и нечего писать. Но в новейшей истории кто-то из них запалился там, допустим, от андийцев. А в той истории непосредственно, старой истории нашей, они идут как, грубо говоря, одними обществами одного государства. Вот. Что касается Албании, Кавказской Албании, взаимоотношения с Кавказской Албанией, над этим мы работаем, и никаких проблем с этим нету. Вот. Опять же, с грузинами. Неужели вы думаете, что с грузинами у чеченцев все было гладко, и мы там прямо клянемся, божимся, что мы единый народ, там, мы без вас не можем? Нет такого, конечно, и быть не может. Смысла нет. Да, соседи хорошие, друзья хорошие, соседи, можно сказать. Были ли войны? Да, были. Не прекращались и делали, как говорится, нас в Ютубе поддерживают лезгины. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Были ли войны? Да, были. С грузинами. С той стороны очень много набегов было. Делались ли обратные набеги с нашей стороны? Конечно, и они были тоже. Были они набеги со стороны Грузии. Но мы не судим весь народ по тем набегам или виновным тот, кто когда-то воевал на стороне царской России. Это неправильно. Опять же, что касается лезгин. Почему-то мне там аварцы начинают, вот вы вечно хвалите лезгин, там, вот, они же с вами даже не граничат. Да, они с нами когда-то граничили исторически. Было очень мощное государство, неотъемлемой частью которого были непосредственно лезгины. Удины, табасаранцы, для меня все это все один лезгинский народ, да, разделенные на разные общества, не в обиду никому из них. Вот. Сегодня они, к сожалению, пострадали. И пострадали больше всех. Сегодня часть из них проживает в Азербайджане, часть проживает в Юждаге, в Южном Дагестане. И между нами появились более такие общества, которые сегодня себя называют и автохтонами, и большими обществами. Но, несмотря на это, мы знаем прекрасно, по крайней мере, понемножку уже узнаем о Кавказской Албании, что в Кавказской Албании очень, так скажем, одно из важных мест в этом государственном устройстве занимали ногчи в Кавказской Албании. Об этом рассказывают нам сами лезгинские ученые. Альхамдулилlah, их мы тоже понемножку будем публиковать. И на самом деле лезгины очень мало негативного говорят. Вообще почти что только такие братские, хорошие, мусульманские взаимоотношения, соседские, так сказать. Поясню вам еще, дело не в том, что негативно говорят, значит, вы не любите. Нет. Вопрос в том, что они не занимали ни чеченских земель, это раз. Второе, они уже клятвами не занимались, они не занимаются и не говорят, что там вплоть до Крыма вы были под нами, там все платили нам дань. Я не знаю, кому кто платил дань, там, правда, Сгулькин хвост, даже по 1831 году статистические данные Дагестана есть, там посмотрите, какое количество. Потом вы говорите, мы там наказали Надир-Шаха, кто только не наказывал этого Надир-Шаха, ну, Бог с вами, это ваша история, я не хочу к вам лезть и по этому вопросу. Поэтому очень много моментов, и у нас прекрасные с ними взаимоотношения, мы делимся информацией, они не нагнетают, они не переходят границы, они, как автохтонный народ Кавказа, знают, что они на своих землях.
И поэтому у них нету никаких претензий к нам, к нашему народу. И у нас нету к ним. Почему? Потому что мы знаем, что великая история потомков леков, они и есть леки, прямые потомки. Не называем, не пришли, ни севера Ирана там, и так далее и тому подобное, да, ни со степей Алтая. Они и есть прямые потомки Лекаса. А Лекас, как мы знаем, был брата Кавказа, младшим братом. И мы, само собой, как раз таки изначально по лингвистике мы тоже знаем, что они назывались вообще-то лезгинами, эта область называлась, Лезгистан в основном. Ну, ладно. Поэтому мы с уважением и почтением относимся к лезгинам, всегда найдем общий язык, всегда рады им, пускай могут в любое время приезжать, могут приходить в эфиры, все, что мы знаем, мы будем с ними общаться. Вот. Делиться, общаться и рады принять их. Точно так же мы можем сказать про любой народ. И не было проблем бы и с аварцами тоже. Да и нет как таковой проблем. Кроме тех, которые заняли вместе с лакцами. И вот на протяжении 70 лет живут в харамных домах, не по исламу, не по светским законам, не по адатам, не ценя ни дружбу, ни соседство, ни общую историю, заняли земли, занимаются провокациями, специально задевают чеченцев, рассказывая байки и сказки о том, что мы и наши нуцалханы там правили всей Чечней там до Аргуна. Одни нарнийские сказочники говорят, что они там контролировали левый берег, другие рассказывают правый берег. И что самое интересное, археологически вообще нет никаких доказательств этим сказкам. То есть рассказы и конкретные документы Российской империи, где они по территориям обширным, когда чеченцы были загнаны в горы, пришли, здесь терские казаки надавали тумаков, отсюда они ускакали, поехали, поселились под Кизляр, вот эти документы есть как раз таки. Потом умоляли и говорили: о великий падишах, дай нам эти земли, чтобы мы управляли этими чеченскими землями. Потом стали непосредственно посредниками на этих землях. Чеченцы начали спускаться. Они якобы были там хозяева этих земель, посредниками между чеченцами и царской Россией. Но поскольку чеченцы начали возвращаться обратно свои земли понемножку занимать, начали их или убивать, или прогонять. Есть эти документы, есть точно так же документы, где говорится, что они просили, чтобы царская Россия направила казаков, терских казаков, чтобы угомонили или убили чеченцев, чтобы они опять же стали под их руководством. Были моменты, когда им помогали, были, когда их, конечно же, уже отказывают, поскольку чеченский народ начал спускаться и понемножку занимать свои родовые земли. А что касается адыгов, братьев адыгов, да, они занимали плоскостные территории, но адыги, наверное, чтобы вы понимали, когда я говорю об адыгах, в этот термин адыгеи входят кабардинцы, черкесы и, вот правильно говорить, адыгеи. Но если я говорю адыгейцы, если под историческим меркам, это или черкесы, или кабардинцы записаны в различных источниках. Так вот, эти адыгеи как раз таки являлись, собордилыш, когда началась реконкиста, так, Бекхан, Ялхой, Ялхоевские волки задонатили и поддержали наш канал. 3 человека. Вот сейчас я вижу точно. 3 человека задонатили с Инстаграма и 2 человека задонатили с Ютуба. Показывают количество сообщений. За что им огромная благодарность. Братья адыги, когда им сказали, что вот чеченцы обратно занимаются реконкистой, некоторые кабардинские князья захотели подавить, конечно же, так сказать, и забрать земли чеченские, но те, которые были в подчинении у этих адыгских, кабардинских князей, они отказались и ушли добровольно. Что, конечно же,
огромная благодарность от братьев Новчи для наших братьев-адыгов, потому что они добровольно освободили большую часть, конечно. Были и случаи, когда убивали, когда восстания были, но или чеченские полководцы убивали их, такие вещи тоже были. Но никто за них не мстил, и никто сюда не приходил обратно наказать и обратно забрать эти земли, потому что адыги прекрасно знали, что эти земли испокон веков на протяжении 1000 лет они жили по соседству, что они были всегда навчийскими. И за это, конечно же, и до сих пор никто из них никогда вот в этом вопросе, историческом вопросе, не переходит границы и не начинает рассказывать сказки. У них участь очень многострадальная у тех же наших братьев-адыгов. Но у нас-то она чуть лучше, потому что у нас там, если 95% остались дома и 5% ушли мухаджирами на Ближний Восток, а у адыгов наоборот. У адыгов 95% ушли по всему миру раскиданы, да? Их называют черкесами. А 5% остались дома. Ну, вот такая вот участь. Вот так вот и с братьями-адыгами. С ними у нас там тоже делить в принципе нечего. Башлам, всего в двух селах живут аварцы в наших домах. 99 и 999 аварцы ни при чем. Кавказец, ну, давай ты не будешь мне рассказывать, я понимаю, со всем уважением к тебе, кавказец, чтобы ты понимал, ни аварцы, ни лакцы в этом вопросе не отличаются. Я не хочу сейчас в эфире рассказывать тебе, кто всеми этими моментами заправляет, кто финансирует, кто направляет. Оставим этот вопрос, но мы знаем прекрасно, понимаете, Цундера, оставим вот эти разные ненужные разговоры. Если ты хочешь, потом можешь зайти ко мне в директ, мы созвонимся, и я тебе могу подробно рассказать. Да, ислам. Очень многие уехали. Опять же, я рассказывал в своем эфире, огромное количество погибло, когда они переселялись на кораблях из Черкесии, Адыгеи, переселялись в Турцию, в Черное море. И есть предание, до сих пор многие, те, кто помнит, из старшего поколения, не едят рыбу из Черного моря, потому что издревле считалось, что эта рыба кормилась плотью их братьев, матерей, дочерей, детей. Поэтому там очень трагические события у черкесов. Поэтому это тоже история, и мы ее тоже должны знать, поскольку адыгеи, братья адыгеи, наши соседи, мы всегда жили по соседству. Мы знаем непосредственно выступление Калмыкова, министра юстиции, который категорически был против, и один из первых людей, который вышел, ушел с работы, отказался от своей должности, потому что он против того, чтобы начинал войну Борис Николаевич Ельцин, это пьянчуга, которая развалила СССР. Ну ладно, о мертвом или хорошо, или никак, оставим об этом. То есть я что хочу сказать, в честь него названа улица, в честь Калмыкова. Как говорится, мы знаем, кто и как относится к нам и к нашей истории. На протяжении долгих лет что касается кумыков, вот я прохожу про соседние регионы, ситуация с кумыками неоднозначная. Вот. Я не говорю про чеченских кумыков, которые проживают здесь. Среди них редкость бывает те, которые там где-то что-то высказывают, но такие высказывания тоже были, мы их фиксировали. Там, якобы там в Гудермесе высказались там в каком-то магазине где-то, кто-то сказал, вы живете на наших землях и так далее и тому подобное. Но, опять же, не будем заниматься подстрекательством. Один сказал, два сказали. Потом выступление этого горе-академика, кумыка, который говорил, что чеченцы за 200 лет, то, что проживает в Гудермесе, в Гудермесском районе, должны заплатить за аренду земель и так далее и тому подобное. Это Абдул-Наср, да, Абдул-Кадыров,
Не знаю, ныне живой он или нет, но этот больной человек тоже. Но мне его представили как академика, самого сильного кумыкского ученого. Потом еще один горе-ученый был, который сел там, начал наговаривать на шейха Мансура, называя его татарином, называя его итальянцем и так далее и тому подобное. Очень непонятная ситуация была, но это уже было уже с Дагестана непосредственно. Что же можно сказать про самих кумыков? Большинство из этих людей, особенно с ауховскими частью нашего народа, с ауховцами, они поступили очень достойно, очень по-братски. После возвращения с депортации они поселились вместе, а некоторые там помогали друг другу, так скажем. Что касается чеченцев кумыков, они очень многое сделали достойно, поскольку они проживают с нами уже на протяжении долгих лет, 200-300 лет, да, на наших землях проживают и уже стали частью нашей государственности, да, чеченской. Непосредственно они очень благородно отнеслись. Во время депортации много случаев, когда они взяли детей своих друзей, назвав их, сказав, что они кумыки, они остались вот таким образом не депортированы. Другой момент, они не позволили многие чеченские могилы, которые были рядом с ними, не позволили уничтожить могилы, сказав, что это кумыкские могилы, и чтобы их не уничтожили. Потом много случаев, да, много случаев, когда, я про новейшую историю молчу, я говорю уже более о раннем периоде. То есть при установлении более крепкого, когда чеченцы крепко стоят на ногах, кумыки очень хорошо относятся, и взаимоотношения, взаимоподдержка и братство проявляется очень сильно. Когда происходит, у нас бывали эти военные эксцессы, в этот период времени бывали случаи, когда они поступали немножко иначе. То есть, я говорю, со времен Петра I непосредственно. Одни кумыки вместе вроде бы и нападали, и помогли уничтожить армию Петра I и Апраксина. У них это изначально получилось. Потом другая часть пошла челом бить, подарками и так далее и тому подобное. Но опять же, то, что приняли этого Чапана, да, как же его звали? Султан Мурза, да? Султан Мут. То, что его приняли, когда его прогнали, хотели убить, помогли чеченцы, помогли ему вернуть свое имущество и так далее и тому подобное. Очень много моментов с ними, с кумыками. Я бы назвал эти взаимоотношения 50 на 50. То есть и хорошие, в основном хорошие, даже 70 на 30. Хороших больше, нежели чем негативных. Но чересчур уж и говорить, что окончательно не будем. Почему? Поясню. У нас есть некоторые моменты с ними оспариваемые. Точнее, они оспаривают очень жестко, причем утверждая, что вот это национальный герой, что он кумык. Например, Ачер-Хаджи. Мы знаем, это Ачер-Хаджи, фамилия Имула Ачер-Хаджи, вообще был исконно чисто чеченцем. Он из Тайпа Гендергно, его прямые потомки, то есть по отцовской линии, которые остались, они тоже живые. Точнее, он живой, по крайней мере, живет в Европе, он выходил на связь еще в то время, по крайней мере, я опубликовал его пост, где он рассказывал, где они проживали, как они переселялись, потомки Ачер-Хаджи. Вот кумыки их оспаривают. Второй вопрос, оспариваемый и спорный, это один из предводителей, я буду говорить с точки зрения предводителей военных, и очень почитаемый устаз, это Ташу-Хаджи Саисанский. Есть такие разговоры, информация о том, что 50 на 50. 50% его считает кумыком, 50% его считает чеченцем. У нас есть свои доводы, у них есть свои доводы, то есть это оспариваемое, так сказать, из национальных героев. И последнее, это тот, который непосредственно водрузил флаг на Рейхстаг. Но опять же, у того, кто выгрузил флаг на Рейхстаг, как его, Ирбайханов, что ли, фамилия, как его там, если я не ошибаюсь. Но проблема в том, что
телевидение, чеченское телевидение вместе с бывшим экс-главой этого, как же его, ныне покойным Дуклаху Баштаевичем, ездили, награждали его и так далее и тому подобное. Поехали к нему, корни все чеченские, все остальное, но он называл себя, как говорится, кумыком, хотя исконно все знают, откуда, ну, поскольку человек сам называет, мы не оспариваем, да. И телевидению дагестанскому, когда пришло он дал интервью и сказал, что написано на паспорте, то он и есть. Остальное оставим, он перед Всевышним уже самому лучше знать. Есть вот такие немножко моменты, и плюс, конечно же, переименование некоторых вещей. Вот. Есть точно так же андийцы. Ну, с андийцами понятно. Андийцы у нас есть и свои чеченцы, которые относятся к Андой. Но взаимоотношения с ними у нас хорошие. Подлости, по крайней мере, исторические, да, в прошлом от них негативных поступков от этого народа или общества было меньше. И дидойцы, ну, дидойцы то же самое. И у андийцев, и у дидойцев, и у кумыков. У нас в основном у всех вместе и новчий народ, у всех этих трех маленьких народов, которые по соседству с нами живут, у нас общие там устазы, аулия, учителя, религиозные деятели, они общие были. То есть и вирд, и зикр делали то, что вот происходило вместе. Вот так вот. Что касается терских казаков, ну тут понятное дело, да, терские казаки никогда не будут любить и не должны по сути своей любить нас, и мы их тоже. Сейчас, конечно, я говорю исторически, да, им принадлежит лишь что? Только то, что они непосредственно завоевали, точнее, не сами, конечно же, при помощи царской России. Вот таким образом они получили весь левый берег Терека, были уничтожены десятки, если не сотни маленьких аулов, были уничтожены чеченцы, многие, по книгам и запискам Ермолова, до 2 миллионов крупнорогатых, некоторые говорят 3 миллиона, некоторые 4 миллиона крупнорогатого и мелкорогатого скота было. Ну, а что они должны были делать? Им сказали: сжигайте, забирайте, грабьте, вы будете, эта земля будет ваша, эти дома будут ваши, вы станете свободными, перестанете быть крепостными и так далее и тому подобное. И таким образом образовалось это сословие на левом берегу Терека. Что касается нагайцев, по сути своей с нагайцами у нас взаимоотношения очень хорошие, негативного от них фактически, по крайней мере, в новейшей истории нет. Что касается вот вообще в истории, там, возьмем, да, того же 14, 15, 16 веков, это были наши, так сказать, северные соседи, они граничили с нами. Если у нас с одной стороны был выход на Каспийское море, то сверху эти территории, вот до Каспийского моря, с нами погранично были нагайцы, когда они появились на Кавказе, я имею в виду. Вот. Взаимоотношения были разного характера, но в основном, поскольку являлись мусульманами, да и нагайцев на самом деле не так уж и много, но взаимоотношения с нагайцами хорошие были. И до сих пор они 2-3 села здесь компактно проживают, как и кумыки, по сути своей очень мирные, очень тихие, доброжелательные граждане Чеченской Республики. Вот. Негативного ничего сказать не могу. Ну, прямо, чтобы сказать, что большое что-то в историческом плане о них рассказать. Да, в свое время они сотрясали плоскостные территории за Тереком, нагоняли жуть, да, вплоть до, вот, и до Кизляра, и в некоторых местах до этой области. Да, она называлась, по крайней мере, на некоторых картах и указывается как Ногайская степь. Ну, знаем, да, трагическая история их уничтожения, их осталось, если я не ошибаюсь, где-то в пределах 100 тысяч, 150 тысяч вообще осталось всех вместе взятых. Если я не ошибаюсь, конечно, может их чуть больше. Ну, то, что я знаю, 90 до 100 тысяч, не больше, да, калмыков. Вот такая вот ситуация. Ну, по грузинам, я думаю, вы и так знаете. Остальное, задавайте вопросы, я буду отвечать, а то вот здесь идут какие-то войны, какие-то вот непонятки, но я попытаюсь ответить на ваши вопросы
И если так, сейчас посмотрим. Так, больше ничего нету, никто ничего больше не прислал и вопросов никаких не задавал. Если у вас есть какие-то вопросы по книгам, которые я вам показал, по вопросам, которые вы хотели бы знать, по конференции, по-другому, я отвечу. Что касается доклада Ахмада Барху, я его не смотрел, полностью имеется в виду. Пока не прочитаю полностью, не посмотрю, на какие ссылки он ссылается, не хвалить, не отрицать я не буду. Поскольку я сейчас сам очень много занимаюсь вот этими книгами, документами, и у меня 2 пакета пропали с документами, которые мне особо важны были и нужны. Сейчас их нужно как-то восстановить, и мой человек один, все упирается, как говорится, как вы видите, да ладно, неважно. Финансовые проблемы свои мы не будем. И еще хочу показать вам одну вещь, да, вот мне задонатили вот такую вот вещь. Очень такая прикольная, вот. Подождите, как она, так, для чтения. Тоже хотел показать. Подождите, как отключить. Вот, отключил. Вот такая вот, как в флешке в виде, заряжается она. Вот так заряжается. Вот такие вот маленькие фишки для нашей работы нам тоже помогают. Огромная благодарность нашей сестре за поддержку. Вот все понемножку осталось. Хороший свет нам, правда, но никак до него добраться не могу. Потому что у меня в последнее время, честно сказать, когда ты много читаешь, особенно с телефона или с компьютера, глаза накрываются. У меня очки, правда, есть, они не сильно помогают, но я пытаюсь всяким образом, чтобы вот подсветка хорошая, петличка, еще пару моментов будет. Постараемся сделать, как говорится, лучшим образом все для эфиров. Так, Владикавказ и пригородный район – это Ингушетия. Ты согласен, Башлам? Владикавказ не весь. Пригородный район, да, исторически, да. Я говорю только исторически. Владикавказ только правый берег, так скажем, да. Левый берег оставим, поскольку, по крайней мере, с документами, которые я столкнулся. Вот, и на вашем сборнике архивном именно так указано. Я так скажу. Так, открой ингушские таблетки. Что это за таблетки? Ингушские паблики государственные, да и в Ютубе. Начиная с Аушева, который заявляет, что ингуши не имеют претензий по пригородному району. Ты просто сквозняк, пишет один. Надеюсь, это не ко мне. Вы сами отказались от пригородного района. Что ты хочешь, чтобы он сказал? Послушайте, друзья, что я должен сказать? Во-первых, сегодня есть, федеральный центр. Федеральный центр решает эти вопросы. Исторически, если спросить, я вам рассказал, я более глубоко не увлекаюсь, но, по крайней мере, на тех документах, которые у меня есть, они вскользь опять же, если осетины предоставят мне более весомые доказательства, что это земля исконно их, я точно так же скажу, что это осетинская земля. Но сейчас правый берег это выходит за ингушами, а левый берег это за осетином. Ассаламу алейкум, башлам алейкум. Салам Бархуай или Баркинхуай, одни из них, если не ошибаюсь, Уарстхуай же нет. Насколько я знаю, Бархуай нет. Барху Ахмад не говорил, что он является Уарстху. Насколько я знаю, он не Уарстху. Что касается Баркинхуай, смотри, что же говорит о Баркинхуевых. Я могу только обращаться к тому, что есть у меня. Баркинхуевы. Сейчас скажу тебе, Баркинхуевы кому относятся. Бековы. Династия Мальсаговы. Так, Таргим, Тимурзиевы. Агенцы Богатыревы. Акиевы, Виджиевы, Алакиевы, Абиевы. Богатыревы, Сецуровы, Газдиевы, Базоркины.
Quarтой. Сейчас. Тунгуевы. Цорой. Кокурхой. Здесь написано, кому относятся, с кем побратимы, откуда вы переселились, Паланкоевы, Гулиевы. Да, шей Асад Шаша, там Бимбулатова, Жиговы, так, Балхоевы, Улхоевы, Родиевлоев, Цездоева, Сейнарева, Агиева, это Цорой, Цикюмбухай, Оздоева, родовое община, так, Мужухоев, это Карабулаки, общество Орское написано, Цичоеву, Белхароевы, Хулхой, Баркинхой, Баркинхоеву род. Здесь написано Баркинхоеву аул Барким, потомки монгольского полководца Баркима, сподвижники Тимура Хромова. Баркинхоевы проживают в селении Базоркино, город Назрань и так далее. Здесь написано. Дальше Алмазовы, патронаж, Аксаговы, Годоборшевы. Вот так написано здесь про Баркинхоевых. Вот это на этой книге написано. А что же написано на другой книге? Здесь есть ли отдельно, я не знаю. Может, информация изменилась. Часть 28. Отдельные тайны. Сопляж. Я, честно сказать, не как Азамат. Я пользуюсь книгами, чтобы не говорили, Хайгардович, что Горькиевы. Вот, нет, это Бархой. Вот здесь про Бархой спрашивали. Барахоевы род Бах. Барахоевы аул Барах, родовых фамилий. Барахоевы проживает Назрань, Сурхахи, Аксаговы, Албаковы, Вирговы, Чемурзиевы, Касиевы, Тамоговы. Барахоевых проживает там, так далее, тому подобное. Вот Бархой хлястуха. Бархой. Вот это 17-я часть, так они записаны. Там Барханой. Барханой вырод есть, глава 1. Барханой аул, Барханой родовая фамилия. Барханой наживают Нейсеркварт, Плеева, Яндари. И проживают в некоторых селах Ингушетии. Акиевы, Альтировы, Ганижевы, Зязиковы, Гасаевы, Мусаговы и так далее и тому подобное. Вот так написано про Барханой. Барханоевый род Баркинхой. Это уже другая книга. Вот эта книга. Здесь указывается Баркинхой, аул Баркинхой, потомки полководца и наместника Северного Кавказа Баркима, Беркине, сподвижника Тимура Хромова. Здесь уже монголы не написано. Здесь нет уже слова монголы. Баркинхоевы проживает Базоркина, Ахмадовы, Банахиевы, Тачиевы и так далее. Это вот в этой книге. В той книге другое, здесь другое. Вот я зачитал, надеюсь, ответил на ваш вопрос. Дальше. Заурбену это факт. Я сейчас вопросики к Башламу не понял. Башлам виноват. В чем я виноват? Что я сделал? Вы спрашиваете, я отвечаю. В чем я опять виноват-то? Вам не угодишь. Не задавайте вопросы, на которые вы не хотите слышать ответы. Вот и все. Каюмадаться. Не будете задавать этих вопросов, не будет вам ответов этих. Честно сказать. Вот. Итак, если, Ибрahim, есть с Ютуба вопросы, с Телеграма кто-то что-то хочет сказать, задать вопрос или рассказать что-то, само собой, в рамках культурно дозволенного. Я вас слушаю, вы можете задать вопросы. Чтобы вы не говорили, что я там в одно окно говорю, вам не отвечаю, вы меня там запугали,
я не смог ответить, сбежать и так далее и тому подобное. Ты отдал просто и Владик, не понял, ты отдал пригородный Владик. Я ничего никому не отдавал. Я констатирую факты. Де юра он сейчас принадлежит, и де-факто он принадлежит Осетии, Северной Осетии. Что я могу? Исторически, по крайней мере, здесь есть документы, которые утверждают, что они принадлежат ингушам. Сейчас я вам зачитывал архивные документы, и там тоже говорится об этом. Слушай, тупица, послушай Аушева, это, походу, не мне. Если бы федеральный центр не приказывали ингушам, не привязывали ингушей к чеченцам, то был бы депортирован ингушский народ. Конечно, был. Я поясню вам. Для них они прекрасно понимают, что это одна языковая группа. Они прекрасно понимают, что один народ. Они прекрасно понимают, точно так же варварами, бандитами, которые нападают на военно-грузинскую дорогу, помогали и Абреку Зелимхану, помогали и там некоторые из них, сегодня они относятся к Ингушетии, помогали и Бейбулату Таймиеву, помогали и шейху Мансуру, и имаму Шамилю. Были эти представители, которые знают наше родство общее. И всегда поддерживали, помогали. Они прекрасно знают, что это единый народ, и не привяжи или привяжи, конечно же, да. Вопрос не потому, что там была Чечено-Ингушетия, их депортировали, поверьте мне. Там совсем иные были цели. Мы слишком мягкие по отношению к тем, кто нагло живет на чеченских землях, не имея на то права. Ну, имеем право, не имеет права, это же нужно все доказывать, правильно? Это нужно все доказывать, это нужно все показывать. Если ты людям не показываешь документально, не имея основания, сегодня люди, взрослые люди стоят тебе в лицо, начинают клясться, божиться и говорят, да ишь, дари туда-сюда, и начинают клясться, божиться. Причем взрослые люди это делают. Итак, задонатил еще один наш брат, я не знаю имени, правда, но через Альфа-банк он задонатил. Я, правда, не понял, куда пополнению отправил. Ну, через Альфа-банк. Друзья, те, которые отправляют donation и поддерживают наш канал и хотят развития, чтобы мы покупали новые документы, новые карты и новые книги, чтобы я мог вам рассказывать, показывать все, доводить до вас, очень вас прошу. Там, конечно, есть ссылки на 4 банка. Это ВТБ, это Тинькофф, Сбербанк и еще есть Альфа-банк. На Альфа-банк не отправляйте, если вы отправляете поддержку. Отправляйте на Сбер или ВТБ или Тинькофф банк. Вот тогда просто-напросто Альфа-банк я карточку сделал, но я не знаю, забыл сейчас и номер и так далее, данные. Поэтому, если вдруг кто попытается, это немножко сложно. И еще раз, я очень прошу сегодня и хочу повторить, и всегда говорю, огромная благодарность всем, кто пытается поддержать. От вашей поддержки зависит наша работа. На самом деле, это группа людей, которые занимаются работой. Все не так просто. Вот элементарно, ну, смотрите. Чтобы было понятно, вот шторы, да? Мои шторы. Посмотрим, что же за этими шторами. Куда ты идешь? Видно, да? Это вот мой подоконник. Вот это документы, это документы, это документы, это документы. И вот эти все документы. То есть книги фактически у меня везде. Вот я сижу на кресле. Вот здесь, видно, нет, не знаю, вот так, да? Вот здесь вот книги. Вот. Вот здесь вот книги.
маркеры, все для работы. Вот здесь вот книги, чтобы было видно. Потом вот здесь вот, вот здесь вот карты. Это одна карта, потом здесь другая карта, потом там третья карта, и вот так. Конечно же, есть и другие карты тоже. Все это, само собой, мы приобретаем, мы покупаем. Вот, конечно же, я могу вам показать еще, да? Ой, давно я уже не вставал, не показывал. Ну, вот смотрите. Вот здесь у нас вот эта вот книга. Вот видно, да? Это все башенные комплексы Чечни. Это Терлоевские башенные комплексы, если видно на книге. Ну, здесь это научные академические работы. Вот здесь такие книги у нас вот. Кавказские горцы все. Покоренный Кавказ и так далее и тому подобное. Здесь везде все эти книги. Вот такие вот книги. Книги Гапурова, Яуза Ахмадова. Даже есть Сейд Хусейн Нунуев есть, видно, да? И вот здесь вот книги, здесь у меня карты и документы есть. Вот видите, здесь карты, есть вот такие вот зашитые, обшитые вот, документы, чтобы было видно, да? Ручные работы, тоже подготовка книги, вот такая есть. Потом есть вот такая вот книга, видно, да? Это все распечатывать, прошивать, делать. Вот такие вот работы днем и ночью мы работаем над ними. Вот новая книга, тоже генерал Алиев написал, мой однотейповец. Потом вот такая вот башня, которую нам подарили. Правда, когда мне ее дарили, она была с медом. Это на самом деле медовая башня. Вот в такой деревянной башне мне подарили чеченский мед. Чеченская башня и чеченский мед. Вот. Потом наши братья из Австрии, поскольку я люблю очень географию, подарили вот такой глобус. Его реально купили из Австрии, прислали. Почему именно его? На нем, на целом большом глобусе, там, по сути, можно было бы сказать, что это тут, да, весь мир. Но самое интересное, что на этом глобусе закреплен там весь мир показан. Вот здесь, вы не увидите, вот здесь, прямо рядом с Каспийским морем, на таком маленьком глобусе, где огромное государство, есть Чечня. Вот ее прислали из Австрии. Потому что вот мы есть и там, как говорится. Потом есть огромное количество здесь литературы. Новейшая книга, которую я вам показал, тоже мы еле-еле достали. Это очень редкая книга, топонимический словарь. Это Хабаева Ибраима. Очень редкая книга, почти что единица. Там. Это как толковый словарь Ожегова. Есть книги, которые называются... Вот такая книга, ее тоже подарили. Задонатили, называется «Шейхи Зиарта Чечни». Это Майрбекова Чагаева книга. Короче, одна из последних книг, в котором очень хорошо описано, вот в этой книге описано о Валерийском сражении, кто в нем участвовал, кто зачинщик, кто подготавливал. То есть это непокоренный Кавказ, Наиб Иса Гендергноевский называется. Его задонатил наш брат Тимур, за что ему огромная благодарность. Он у меня изначально записан как Тимур книги. Ну и, конечно же, у меня огромное количество вот такой литературы, которая очень редкая, видно, да? Это «История моего народа», чеченец Духвах Абдурахманов. Эта книга почти ни у кого нету. «История Чечни», вот такая вот толстая книга. Найбы имама Шамиля, Ноев, вот Найбы Мудира имама Шамиля. Здесь вы должны понимать, что есть очень редкие экземпляры. Конечно же, поскольку я считаю наших братьев с хорошей стороны, есть 13 адатов ингушского народа.
Даже эта книга автора, скажу вам, это Идрис Абадиев. Есть и такая книга. Есть «Модернизация Северного Кавказа», тоже редкость книга, чтобы было понятно, вот такая вот. Короче, книг очень много, всех их читать. И, конечно же, самое важное, из всех этих книг нужно выбирать моменты, готовить их к публикации. Вот, видите, потом вот так всех их сложил. Места на столе уже не хватает, короче. Везде работаем, везде показываем. Вот для чего уходит, как говорится, ваша поддержка, когда она, кто поддерживает. Вот. Очень редкие материалы. Я напрямую, конечно же, работаю с нашими археологами. Сам выезжаю очень часто и работаю с нашими спелеологами, работаю точно так же с нашими этими, как их называли, краеведами, с ними взаимоотношения, записываю все, фиксирую. Ну, все, готовим к работе, да, в основном я очень сильно пытаюсь все сфокусировать, собрать, чтобы все было на основании документации. То есть без этого никак нельзя. По этим вопросам, как мы знаем, по любым из этих книг мы можем дать развернутый. Конечно, одна из самых важных и самых нужных приобретений, которые мы приобрели еще при жизни этого человека, это мой любимый историк Хасан Бакаев и книга «Чеченские этнонимы древности происхождения». Это одна из самых важных книг. Понимаете? Это вот это реально сильная вещь. Ну и редкие очень книги Яуза Ахмадова начались, сейчас тоже у нас есть, и Сулеймана Дауева, Саламу Дауева. Книги у меня нету, есть его распечатка, вот, есть Джамирзаева Салмана 2 книги, в прошлом эфире вам показывала. Как, кстати, Башлам, еще новости, по раскопкам уже я связывался, мне с археологами говорил, на этот год уже все работы приостановлены, они уже закончили на этот год, продолжат уже весной будущего года. По крайней мере, у меня такая вот информация. Остальные материалы мы все собираем, вот, скидываем. Вот у нас есть терешка такая, терабайт флешка, но надеюсь, что будет полезно и тоже как бы вот эти все моменты понемножку собираем для работы. Вот так вот. Дальше. Вот в этом плане мы пока работаем. Есть у вас еще вопросы? Вито, я ответил тебе. Ибрахим, если есть вопросы с Телеграма, Телеграма, с Ютуба, задавай. В Ютубе сколько человек? Может, они задают, и ты не передаешь, а то потом они обидятся. Если кто-то в Телеграме хочет задать вопрос, задавайте, спрашивайте. Ничего нету в этом, как говорится, постыдного. Надо максимально использовать шанс для того, чтобы узнать и распространить. И наш брат Саид Н, называет его, Саид Н Алазину, задонатил, Саид Дерес Хилда Лухуахуэл, Будиснак Эзачка Соду летел. Вот так вот. Еще Амад задонатил, ассалам алейкум, Орстхуай Нохчи. Орстхуевцы задонатили и подчеркнули, что Орстхуай это Нохчи. Вот такой вот донат прислали. Дерес Хилда Сидуэл. 150 человек. Но если есть вопросы, они могут задать. Задавай, передавай. Поэтому личные вопросы, я думаю, здесь немножко неуместны. Но я знаю, что норнийцы пытаются вывести из равновесия. И там начинают говорить, там плакать и так далее и тому подобное. Но личного характера вопросы, они не заходят, выходят. Я понял. Они не касаются непосредственно моей деятельности. К
кто я по происхождению, я сказал, к какой нации отношусь, я сказал, где проживаю, я сказал, к какому тейпу отношусь, я сказал. А что я заканчивал или не заканчивал, я тоже рассказал вам. Думаю, что с этим вопросов нету. Остальные вопросы личного характера, это уже никого не касается. Ты Расула Альдиева не читаешь? Я когда читал книги или рассказывал, если он прислал, я не прочитал. Пусть перешлет Расул Альдиев свои вопросы, я обязательно зачитаю. Понимаете? Вот так вот. В основном это так. Я просто, когда что-то рассказываю, читаю, я вопросы пропускаю, они уходят. Вы после уже, когда время вопросов, тогда уже задавайте свои вопросы. Я обязательно уже отвечу. Вот так вот. Да, если есть желающие, конечно, которые грозились, я приду во время прямого эфира, накажу тебя и так далее и тому подобное, там плакали, плачут. Ибраим. Ибраим, авистахил, сасмасетио. Но про тейпы я в основном записываю. Чермо тейп это чеченский тейп. От своего прапредка. Черм, насколько нам известно, происходит 15 или 14-15 веков. Вот. Гаплогруппа L3. Тейп больше среднего, чермой тейп. Родовое селение Махкиты, Махкиты-Аюцер, главное родовое селение. Есть родовая башня, есть родовая гора. Да, о спорных моментах я прошу меня не спрашивать, я не хочу вот это там, это не их, это там Садва и Ари Возибуш. Вот эти вещи мне не нужно. У Сада своя гора есть, у Чермой своя гора есть, так что вот эти разговоры мне лишние не нужны. И я очень не могу понять, когда какой-то тейп пытается претендовать на половину республики, говорит «Гарат халамбу, гарат халамбу, гарат халамбу». На каком основании шубуюсь? Вы могли владеть всей территорией? Нет, не могли. Отсюда не нужно вот эти сказки рассказывать. Вот. С кем-нибудь совместный эфир послушать интересно было бы. Бекхан, пускай приходит. Я же что против? Я всегда принимаю всех, кто отправляет запрос. Башлам, ты зачитал, что Баркинхой это потомки монгольского полководца Баркима. Они и есть настоящие чистые галга, так как монголы это народ Халха. Я этого не говорил. Я зачитал твой вопрос. Но в одной книге было написано так, а по другому написано, что полководец Тамерлана Алязинду. Кто он был по происхождению или там и так далее, я этого не назвал. Башлам, смотрю тебя с 2018 года, просто с разных аккаунтов с тех пор. Пишет не Бекхан J2 DRS Хейл, дал Сейдуэл, дал Духуахуэл. Огромная благодарность всем моим братьям, сестрам, взрослым, молодым, всем, кто подписался, кто приглашает еще больше подписаться, которые ведут активно, просматривают. Друзья, еще раз повторюсь, я понимаю, что есть некоторые, которые там с нордийцами как-то пересекались, видели их ложь, оскорбление в адрес нашего народа. И вы говорите, что я должен более там жестко это скажи, то скажи. Так не делается. Я так и не делал, честно сказать, никогда. Это недостойное поведение. Среди любого народа есть или общества, или тейпа есть и хорошие, и плохие. Поймите, у меня нету цели кого-то оскорбить и задеть, кроме как лжецов. Это не относится ни к субэтносу, ни к шахару, ни к тейпу, ни к тухуму, ни к фамилии. Это не относится. У меня нету таких целей. У меня какова цель? Моя цель. Максимально распространить познание о нашей истории нашим детям.
которые особенно проживают за пределами нашего региона. И в том числе в нашем регионе. Порой бывает постыдно и очень стыдно видеть, когда показывают, снимает какой-то там спортсмен, и другой начинает говорить Амил Штейпану, когда перечисляет, он называет чисто чеченский тейп, он и тейп ду, вожду, это очень стыдно, причем снимает взрослый человек. Извините, к 15, 16 или к 17 годам уже нужно знать, какого ты тейпа, какого ты тухума, поскольку у нас есть там или вара, или гара, какого ты села, есть ли у тебя гора, башня у твоего тейпа. И обязательном формате, как я сделал своему двоюродному, всем своим щичуай и по отцовской линии, и будь то даже двоюродные сестры, двоюродные братные, для всех я написал и всем своим родственникам отправил список наших предков, если вдруг кто из них не знает. И сказал всем сохранить, распечатать, положить в паспорт, в кошелек, чтобы дальше они передавали своим детям это. Это наша история, это наши предки. Хорошие или плохие, тут вопрос совсем в другом. Но мы должны это знать и доводить до людей. Чтобы всякие непонятно откуда появившиеся чекиндезы не начинали говорить, что вы появились там 200 лет, 300 лет тому назад, которые сами появились, грубо говоря, там от горшка два вершка. Нужно знать, что исторически на самом деле говорили не Ламрой, а Ламунхой. Что говорили не Нохчи, а в древности именно, изначально говорили Нахчи. Надо это все знать. Вот все, башлам. Ассаламу алейкум. С каким тейпом по генетике ближе Тумсуай? А есть ли данные численности этого тейпа? Тумсуай считается, да, последние данные, которые у меня были, но они были за 2015, 10 лет этим данным. Но после этого и умерло, и приросло, там было от 40 до 50 тысяч. Это не маленький тейп, это больше среднего. Родстве все тейпы Тумсуай. Ну, по генетике посмотреть, уже будет по генетической непосредственно таблице посмотрите. А по остальное я обязательно запишу. Тумсуай это исконно чеченский тейп. Очень древний тейп. Имели свою гору, имели свою башню. Правда, сейчас у них только жилая осталась, но была когда-то и боевая башня. Да, там есть некоторые недопонимания. В основе своей они проживают сейчас в Западной Чечне, в Западной области. Точно так же географически они проживают и за пределами, и так далее, и тому подобное. Поэтому я вам скажу так. Какие бы мы тейпы ни называли, допустим, мне проще сказать, это Нохчи тейп или не Нохчи тейп. Количество, гора, башня. Ну, допустим, эти же Чермо, Садейна, Чермою. Но, опять же, несмотря на это, я не пытаюсь возвеличить Чермой выше. Допустим, у гаплогруппы, у Чермои фактически та же самая, если я не ошибаюсь, были данные о том, что Чермой, Харачуай, Чунгруай, частично часть Эльстанджо, они являются, общий их предок, они считаются, относятся к харачоевцам. Хорачой. Через О. Не харачой, а хорачой. О после Х. Правильно говорить так, чтобы вы знали. Как и тируай говорить надо, а не терлуай. Ну, такой у нас язык. Поэтому это не в обиду, это ничего плохого в этом нету. Гаплогруппа одна, но опять же, это почему? Потому что из этой области Нохчмахуай, L3 в основном являются непосредственно Чермуай, Чунгруай, Хорачуай, частично Эльстанджуай и так далее и тому подобное. L3. А к шатойском кластере это Пхамтуай, Сеттуай, Хаккуай, Варандуай, Вашандруай. Это в этом шатойском. В галанчорском это один из самых больших чеченских тоже тейпов. Это Лам-Ахкай, а не L3. Часть L3 это и Уарсхуай.
ну, там небольшая часть, да, там, из общих всех уарствов, если я не ошибаюсь, это, кажется, 20% или 30 имеются, если я не ошибаюсь. Может, чуть меньше, 15-20 тысяч процентов имеются. Вот. Вот так вот. А по Тумсуай относится к шатойскому кластеру, как я вам перечислил. Все вот это вот, как говорится, они чистые ночи, мне это не сильно, конечно. Ну, могу сказать так, честно сказать, очень странно есть одна вещь про Чермой. В основном банковские секторы, все финансовые структуры, те или иные, более такие серьезные в нашем регионе, за ними стоят Чермой. Это я знаю. Там, где деньги, там Чермой. Вот. Воспринимайте как хотите, хорошо или плохо, но факт остается есть. Факт. По-моему, все чеченские, ингушские L3 близкие, родственные, глубину где-то 1000 лет, если я не ошибаюсь. Да, все, я закончил, в принципе, я прошу вас про тейпы не сильно спрашивайте, потому что я не буду всю информацию про тейпы вам выдавать. Я напишу уже, а дальше вы будете читать. Когда напишу и все остальное. Да. Не сильно спрашивайте. Ну, так. На НИТе не только говорят, но и также утверждают, что на территории Мехкиты Чермо некий Нохчи сделал какой-то памятник в честь ингуша, который якобы сдерживал русскую державу, чтобы эта держава не вторглась на территорию Чечни. Да, я помню, я знаю, о ком он говорит, я понял. Бывали в интернете так называемые Нохчи Остов, которые говорят, что они, мол, Нохчи, что на территории Мехкиты сделали памятник. Да, я отвечу. Я отвечу на этот вопрос. Это сделан памятник в честь Горчханова, бывший министр здравоохранения Республики Ингушетии. Он из Тухума Уарстхуа. В честь него назван музей вселения Махкиты. Не в честь какой-то империи, Мунядин, это все, это уже нагромождение, ерунда полнейшая. Опять же, он был противником этого. Умерли, там начали говорить, что он умер во время Гунядин, он бросился под танк. Нет, это не так все. Эту ситуацию рассказывал, он в дороге, инсульт получил, в дороге в больницу, если я не ошибаюсь, и Штавелуис. И опять же, Уарстхоуис. Он не ингуш. А Уарстхо имеет такое же отношение к чеченцам. В честь него есть музей вселения Махкиты. Кто его сделал, если я не ошибаюсь, я это сейчас говорить не хочу, но поспрашивайте, в Махкитах вам расскажут о музее, там единственный музей. Он сделал, потому что он знак уважения, наверное, солидарности и нации. И что цыгаил ситуация, надеюсь, он Чермо понял насчет этого. Эта башня, это не памятник, говорит Тимур. Я не знаю, башня, памятник, я говорю про музей, поскольку, по крайней мере, я в Махкитах раз 100 побывал, в этом году тоже был, и то, что вот в центре прямо ЕГЭ, и что, я понял тебя, брат, Аллах, рез хил, он дал духу ахвал, дерез масана хил, дал сейдуэл масера. Вот, Исмаил, ты пишешь мне, вот я отправил, Исмаил, вот когда кто-то что-либо отправляет, если приходит, я сразу говорю, вот поддержали наш канал Шундересхел. Но сегодня отправили 7 человек, и все эти 7 человек я зачитал. И поблагодарил. Я дала отца, раз сохранил одноклассницу, сам юк донатять на геюк. Это 2К. Қицул яқи, цая яцега, қидақи, цади цумадас. Асен дайтнаг ахтум далахтанг, масан дерез хил ошду ахин су кудийцсум, цақа бадак дейсла. Я идақи ахшниш датуш, ошқиеш деге, қади баатима цахулуш. А он маматари, бацвай, здесь обычные простые люди. Поэтому я что-то скрывать мне смысла нету. Мял худу цаола сундер яхиете духа бочани али цалуде сундер маязди энс аязина и соцап элдох шо со хук элдох кадус шамял де гошту ачи даже
خب عتمي خلوش سالش أيلدق هم دو ألخيت يومي صدق ما دي تاعي مش ميزيه عطيه عديلا سوي حزب لك يروت سويش بشلام شو تويا тайп что твой тайп до тайп да что твой шатойский кластер есть вот относящийся к шатойцам это географическое расположение щит вот сунху штайп что твой дать что твой тухунду голосовали ищ ситуация юкшин вот так вот. Европе хадайшин вот асвегязин вот закрытый Европе хадайштег это вот через Ибраим Шукасинем да программа Европе дойч почти цавац там была одна-две сестры были Таис Вош Таишаир Кацавошевор редко с Европы бешевые пока заняты у них свои темы им не столько это интересно. Вот, дойч больше, в основном через Инстаграм больше дойт, с Европы больше, почти что там, редко бывает. И то, цажим асама дает, Ибраим хазхиети, то сразу хаос, веки, цавош ворвай, Адам Бош, Англир, чё, шам, вот, дом, бодик, ди, чё, и телефон, таешь, она осталась, сон цауз. Но он тоже пропал, белхту вормятся, дарар. Дорогой Англия, Адам Бош, он пытался всегда помочь, когда есть возможность, но, как мы видим, эти ребята не всегда бывают, и с Европы редко так что идет отцпочер. Я зинерсу, один на написал, типа, тебя поддерживают там с Европы донатами, за счет этого ты живешь, Бош. Это очень смешно, конечно, но в конце года мы можем посчитать, Ибраим может спокойно посчитать и сказать, наверное, за целый год работы нашим и в Ютубе, и в Инстаграме с Европы, если придет, ну, общем количестве, там, плюс-минус, если будет 20-30, хехилацаулу, с Европы сейчас вообще, хотя, да, там Инстаграм не под запретом, ничего, но нету вот этой остроты нашего желания изучать историю за пределами, в общем. Единственный, кого я нашел, и Дацахович, держать вяж, и патриотизм держать, я шел, Ибраим Муса, Арва Цариш, Яцер, остальные все в основном разбегаются по своим делам. Цабочар еще более-менее интересуется ситуацией. Так что переживать за европейских ногчей, которые там якобы меня спонсируют, чтобы я сопротивлялся, такого нету тоже. И не было никогда. От ногчей произошли сегодняшние ногчи и остальные нахские народы. Остальные нахские народы не ногчи сегодняшние, но ближе к ногчи, чем остальные нахи. Я вообще ничего не понял, от чего ты, что ты там пытался написать или пытался написать. Нахчи — это один из диалектов чеченских, старых, древних диалектов. Говорили так. Потом, когда уже перешли на современный литературный язык, плоскостной диалект, начали писать через О, нохчи, и все. А нахи, войнахи — это все неологизм. Что там написано? Сетма, хватит ваши сказки. Уже весь Кавказ смеется. Иди и выспись. Ну вот, короче, что мдук. Если есть, задавайте вопросы или спросить что-то хотите, или рассказать. Можете через Телеграм, у нас идет прямой эфир в Телеграме. Если хотите себя показывать в прямом эфире, что-то спросить или рассказать, можете через Инстаграм запрос направить. Если вам что-то интересно, напишите в Ютубе ваш вопрос, его обязательно Ибраим перешлет, и мы ответим на данный вопрос. Что вас интересует конкретно. В основном мы можем ответить на любой вопрос, конечно, в основном. Касается истории, географии, взаимоотношений, но не некоторые
вопросы политического характера, на них я не хочу отвечать и не имею желания нет на них отвечать, поскольку есть причины. Незнание закона не освобождает от ответственности, как говорится. Поэтому задавайте вопросы, касаемые конкретной истории и так далее и тому подобное. Мы обязательно ответим вам, если знаем. Мы, я говорю, в том числе меня. Книги есть, документы есть. Следующему эфиру, конечно же, я подготовлю более... Я смотрю, просто я не хотел ваше внимание акцентировать сегодня больше на книги. Хотел, чтобы больше вы, как говорится, задали вопросы. Такой день ответов на ваши вопросы, нежели чем ознакомление вас с научной литературой. Но это одно и то же, от диалекта зависит, кто как произносит. Да, абсолютно верно. Нахчуай, нохчи – это одно и то же, да, это синонимы. Это не разные. Все зависит от диалекта. Ибрахим, есть в Ютубе вопросы? В Ютубе вопросов нет, Бая. Да. Позорище, Бахшинины. И молчание, и тишина. Ну, шайн. Умадица, хумахата целямацу. Не хочу и все, Бая. Что за суета, ахи? Ты же был в Харкарое, да? Какие тайпы проживают у этих Уатара? Да никто там не проживал. Там, где я бывал, никто не проживал. Там в Макажое чуть-чуть проживали, в Садое проживали немножко. Ой. В Цикарое, кажется, тоже были там. Больше не видел никого. Вот. В Харкарое никого не было. Был один житель. Больше никого. Что он должен? Ассаламу алейкум, алейкум. Дик хилч. Мадук адамду. Зависть уж. Сколько у нас друзья и братья, верните, как они говорят. Не понял вопроса, честно сказать. Про зависть я понял. Харкар вайнак, харкар амин шаирбу. Брат, не могу нормально участвовать в эфире, Бахзаур. Не знаю, в чем у меня проблема. Тут работает YouTube, тоже норм. В ТГ не могу подключиться к эфиру. Не знаю, надо перезагрузиться. Но я жду, что там. Я не забыл то, что ты сказал. Про БАУ. Надеюсь, ты не забыл. Я все еще жду. Ваша только вперед и ни шагу назад. Историк, ты наш. Шаг назад. Там хриацервай, да. Будем делать все, что от нас зависит. По крайней мере, постараемся. Порой не все от нас зависит.
Должен был в пятницу сделать. В пятницу не получилось, в субботу не получилось. Вчера, пока все пытался, отправил. И Хацаюш уже считал сахтели. И штадели, не смог я вчера эфир сделать, хотя я пытался. То я говорю, вообще надо что-то делать, что-то менять. Я уже и так не сплю, читаю, чайк, хаюч, тачухуш. У меня то я в день по 5-6 постов делаю, то 3-4 дня пропускается. Анна Кипр. Ладно, мы не жалуемся. Да уж где душам дал. Будет и новое, интересное будет. Сейчас больше попытаюсь. Сейчас одни из главных, так сказать, проблем у нас потихоньку сходят на нет. Мне надо сейчас очень важно, самое главное, заняться картами. Это самая сложная работа. Но постараюсь найти, сделать все это. Собрать и купить. Нет, конечно, не забыл. Ты мне и про наушники то же самое говорил. А потом пропал сам. Да. Понял, Ваша, понял. Зовут Ваша, понял тебя. Он моим будет, когда он дойдет. Не мой, а для работы почему. Все для работы использовать Яшмадай. Вот. Задавайте вопросы. Какие еще вас интересуют вопросы, если интересуют? Я открыл WhatsApp, стучу. Мой будет, когда дойдет до нас. Бершейх Лацидиса, Бершейх Лацидисмадисна. Историческая личность, Истепа Куршу, предводитель. Про Пешхуай я уже рассказывал. Про Пешхуай тейп. Ну, раз спрашиваете про чеченские тейпы, один из больших тейпов, проживающий, находящийся рядом с Нашхой. Великолепный комплекс сейчас там, Пешхоевский, один из лучших, наверное, один из самых богатых музейных комплексов, именно исторических, это Пешхоевцы. Большой тейп, считаются братьями Нашхой. В основном J2 и J1, большинство J2. Что тебе еще рассказать про Пешхой? Проживают везде, начиная по всей Чечне, от востока до запада. И в Адыгее хорошие взаимоотношения со всеми. Есть родовая гора, есть родовая башня. Вот. Штундук. В количестве, последние данные, которые я узнавал, Пешхуай в пределах 60 тысяч, достоверно, пересчет и именно подсчет самих пешхоевцев они должны делать сами. Пешхой съезд, Пешхоевский съезд тейпов был, и кажется, вроде бы был Пешхой съезд. Пешхой проживают от Дюйлкюрт Псидаха, заканчивается Аухом. И ситуация Пешхой шляс. А то, что чеченцы распространяют придуманную ими же сказку про компас, некоторые обменяли ингушек, это нормально, и подобных унизительных сказок полно. Ты это меня спрашиваешь? Я про компас тебе не говорил. Ты посмотри, прежде чем про компас тебе, который написали, что ты им написал. И обычно взаимоотношения что мне сказали, то я и ответил Богу. Я про компас не писал никогда. Придумать много кто что придумал. И вас не меньше, и нас не меньше. Но я не говорил никогда про это. Ассаламу алейкум, башлам алейкум. Ибраим, ишт хибол вежери, нохчик умах. Два глуш. Бол вай вежери.
Бог Аллах дал мукшалла ницкалвал дерес хилмасарна дал сидвал. Про эдинек бена есть инфа. Неке эдинек ю это неке дуал. Отдельность информации Заур. Надо посмотреть. Я читал где-то, сейчас не могу вспомнить. Поскольку это один из знаменитых некой Эдинекой, это как раз Байсам Гурбиновский некой Юмячуса. Лучше расскажи про наши земли до Каспия, кто и как нам пришли по документам. Не дай забыть про наши земли, Башлам. Ну, кто куда пришел, я и так рассказываю каждый эфир, и по документам рассказываю, и по картам показываю, и сегодня показывал. Вот, максимально пытаюсь довести до всех. Выходы были или не были, к морю Каспийскому документов просто огромная куча. Опубликовал, еще опубликую. Да, мула. Единственное, бывает, конечно, очень убитое настроение, плохое бывает, когда я что-то хочу реально сделать, но, к сожалению, у меня не бывает возможности. Вот в этот момент я немножко разочаровываюсь, думаю, брошу все. Но потом встречаю одного, двух, трех человек, которые начинают говорить, опять берусь, как говорится, за старое. А так, Аронай, Бархуай, Царахлацир. Чего? Дал Сидуэл, Дересхил. Аронай, Хлаци я рассказывал. Беркуай, Цара, Жимха, Тихар, Далах, Резхил, Ибрахим. Беркуай, Беншмутиш. Сагар, Хердукай, Аронай, Хлаци, стейсна. Я заина, дук постыш, раза 3-4 лет. Аронай, J2, Хагайтин, чистейший издатель ДНК, не имеют никаким сюле никакого отношения. Почему и за что их недолюбливают, и кто-то пытается их приписать к сюле или гюржи, я не знаю. Ну, по крайней мере, те, кто сдал, показал чистейшие чеченские корни. Из-за того, что мы потеряли горы и земли, это вина нас. Наша вина. Мы до сих пор юкабарт пацвой. Вайтейпна юкабарт пацвой. Вечно кто-то пытаемся кого-то задеть, кому-то что-то про ДНК рассказать. Сказать, что один еврей, другой там, другой, третий, монгол, четвертый, хохол, пятый, русский, шестой, нагает ложь. А что вы? Хотя сами прекрасно знаем, что это недостоверно, что это давно опровергнуто. Ну вот вам нужно это обязательно показать и рассказать об этом. Юкербарт Бух. Появляется местный сепаратизм. Потом все это перекидывается на целый народ. Тавахуй, вы помнюка ах сюлебу, тхаюрта ах сюлебу, тхаюрта ах хуншошбу, охняденеш вышбу, ха ишам бьюхумш маешеш, хун хуа цанюк а бьюхумш уяц. Сердца людей могут знать может только Всевышний Аллах. Вот. Жикти вега вышу, ногчи вега вышу, сюли вега вышу. Есть достаточно сюли, которые прекрасно владеют чеченским языком, знакомы с нашими традициями и адатами. И когда сегодня им говоришь шумин, что сейчас сюли до царь, это не оскорбление, это название тайпа. Но не надо приписывать к нашему народу всех там, кто прожил там 100 лет или 120 лет. Они жители Чеченской Республики, но они не ногчи. Некоторые это так сильно хотят приписать, я не понимаю, зачем.
разгневать Всевышнего Аллаха только. Ща и да, сухьечвац. Мой донат не дошел, спрашивает Чинхо. Чинхо, сейчас посмотрим. А, вот, дошел. Чинхо, да. Чинхоевский волк задонатил. Чинхо Адерес, Хэл, да, Лухуахуаль, да, Сейдуэль. Еще раз, бывает очень полезно и лишний раз назвать тейпы, когда люди присылают donation и пишут свой тейп. Лишний раз ты показываешь, что какие там, допустим, какой тейп на самом деле смотрит, у кого патриотизм и так далее и тому подобное. Савашхун галга без Савашхун галги дук бези хун. Пишет Резван АК-600. Ну, для начала, Резван, ты сам являешься ингушом, насколько я правильно понял, да? Повторюсь, сун галгай дук без. Сайкоман дак додер. Нохчи коман бош тайпан галгай боше, нохчи чу аш он дука савежри буса коман нахбу. Иш сон дук без. Нохчи шей вежри хиеч, яш салюч, пайда бо чумш салюч, галга махка аш бол галгай сон дук без. Иш ой вежри бо вай цату. Иш асебица цебицения сецерц улкадац, имеется в виду дикий вот, цату и хош, удуч да. Асбица ше конкретно пич-пич бол нахбу, харцу юч бол нах. Они не имеют национальности, я их назвал нордийцами. Цуантрахлац, дуй хума, дуй кел бах бацом башла. Блин, цуантрашалац, духунду. Цуантрашалац, язаина, келки хумдац. Цуантрой это один из больших тейпов. Буквально недавно сейчас закончили, я не знаю, как получится. У меня сейчас пока, скажем, выехать, ну, пока не самая лучшая, как говорится, ситуация. Но да, мы будем стараться поехать. Цуантрашах. Дигниг бьех, вониге, алейшац, цуантрашах еш ночью коман. Хазняк сандук кенти хедеш бу. Что халдук цуантраш. Ну, я написал про них, вы можете посмотреть на странице. Сейчас еще дополнительно, если я не ошибаюсь, они сделали родовую башню еще одну. Алейкум ассалам. Салам алейкум алейкум. Про Энгнуай был рассказ, про гаплогруппы и так далее, Баркал. Про Энгнуай рассказывал. Энгнуай Тхатайпи. Общий предок, получается, 20-й общий предок. Энгнуай, Эшбатуай, Уардлуай, Шонуай. Это одни из самых близких друг к другу тайпов. Энгнуай док тайпаду, Шит тайпаду. Проживают по всей территории, но про них, как напишу, увидите. Все, про группам. Чисто ли они ногчи сказать, я могу, конечно, це ногчи будешь, док и поду. Несколько своих селений, есть гора, башни нету Энгнуаевской пока, но будет, да, ума. Так, дальше смотрим. Со ногчу у тайпандишниву, это был просто вопрос ДРСХ. Все, андишниву, тем более. Все, это. Просто обычно они пишут вот это название своего общества с большой буквы язык. Гуш Паулюш. Что обычно любишь ли ты чеченцев? Ты же не пишешь, любишь с большой ли ты с маленькой и чеченцев с большой. Никогда не пишешь. А они, вот у них привычка, любишь ли ты ингушей, где бы не было, они пишут ингушей с большой, чеченцы с маленькой. Это типа они хотят принизить нас, себя возвысить. И ты написал точно так же. Сейчас ты говоришь, ханох чуба, сам цатьеш умадац, но вот так обычно не пишут. Это грамматически неправильно. Обычно норнийцы так используют этот момент. Хотя мне по барабану, мне без разницы.
Но неправильно так писать. Причем, почему Мелхей и Уарстхуа считают себя отдельным этносом или народом? Они не считают себя отдельным этносом и народом. Те люди, которые не знают своей истории, они могут так считать. А Мелхей – это часть Нохчи народа. И Уарстхуа – Нохчи чуа ашпол, я Мелхей, Уарстхуа отдельно цахалла бац и хирабац. Это часть нашего народа и генетически, и лингвистически, и по всем. А то, что за пределами, за пределами есть определенные силы, которые говорят, вот они вечно со всеми смешавшиеся, что разжигает сепаратизм те люди, они подбрасывают это. Они готовы, чтобы называли их то войнахами, то кем угодно, но нохчица аличали. Но только безграмотный, необразованный баран может сказать. Мелхи уарствацена нохчик омандарлук. Тот, кто это говорит из-за их диалекта или наречия, это человек, не знающий ни своей истории. Это позор. Это позор. Почему? Потому что эти люди не знают реальной истории. Но болтать они болтают. Если нет, пускай назовет любой из этих людей, кто называет их отдельным народом, хоть один день из их жизни, когда они жили отдельно, или имели отдельный язык, имели отдельную культуру, отдельную одежду, отдельную башенную структуру, которая отличается от чеченцев. Наречие не в счет. Наречие все зависит от того, что, допустим, Мелхей очень часто взаимоотношения были очень сильные с грузинами. С этими же хифсурами воевали, нападали, и там чуть-чуть наречие чуть такое, галанчошскому ближе, и тумкалинскому. И в этом ничего нету. Остальное все идентично. Чего уже говорить о самой генетических данных. Все один в один, там нету ничего отдельного. И какой баран тогда может говорить, что Уарстхуа отдельно или Мелхей отдельно? Покажите, где они отдельно жили. Отдельно это обозначает, что они пришли и заселились между нас. И что мы позволили это. Что мы их насильственно ассимилировали. Пришли Бог, и Бог, смысл имеется. Они не могли никак прийти, они все время, тысячелетиями жили с нами как единый. Потому что они есть часть нашего народа, и мы часть их народа. Идиотизм и не более, тот, кто это говорит. Безграмотный баран. Башлай, давай вместе поедем в горы, у меня Нива есть. Вопрос не в Неве, и вопрос совсем другом. Это не так делается немножко. Поехать в горы можно и хоть завтра. Там есть свои маршруты, есть свои места, куда нужно ехать. Определенные штации, чуть-чуть по-другому там уже. А поехать не проблема. Ассаламу алейкум, расскажи про тайп. Про Айткалу рассказывал и обязательно опубликую, когда опубликую информацию про тайпы, увидите. Отдельно про тайпы я рассказывать мне очень сложно. Я могу вам сказать наш, не наш. А так сейчас всю информацию давать не хочется. Башлам видно, йоло диалект. Так. Так, сейчас, подождите. Так, видно, йол диалект угра медленный, медленный диалект хетихон. Они очень медленно говорят и четко выговаривают каждую. Не замечал, честно сказать. Мне чем древнее диалекты наши, тем они такие, ладно, это небольшое, это как бы навязать. Для меня они более интересны, как человек, который немножко занимается исследованием истории. Вот. А так, бедно, конечно, я сам оттуда, что я могу сказать. Сосуцигарут, Цен олица олиас. Это как хвалить, я сейчас буду хвалить место и людей, которые проживают там, как Сайнах, хвалить Бяшвик Хуса, Цундере, это немножко не то. А так обычно мне нравятся Эвиденские и все остальные. И по-твоему теперь 6000-ный тейп
умножился до 700 тысяч человек, спрашивает. Это ты кого спрашиваешь? Я не могу понять, если это меня. Башлам, расскажи, как Муквай и Мелхей разнесли в 17 веке соседних агрессоров. Об этом попозже. Башлам, будет ли мощный ответ на фальсификацию истории карты Орстхвай Мохк, Орстхвай и Гихи и Мамата от этого дагестанского псевдоистории распространяет его ложь и вообще разбушевались насчет этой темы. Ну, будет, посмотрим, да, Аусардовой, это был ретель. Там вроде бы Амада говорят, что его разнес. Посмотрим. Дел реза хилда башлам мадок кулкдук адештер, где рез масар нахил. Вопрос не в Неве, а в бензине. Бензин дорог до Роснефти, 63 рубля стоит в Роснефти, 95-й бензин. Башлам, как относишься к нахчизму? Не понял. Не понял, к какому нахчизму. О чем? Уард луай дат хуай, чечен хуай, цубу олшхезна. Но это уже это фольклор, это неинтересно. 700 тысяч, это тебе Чабиева сказала. Ну, да, про 700 тысяч это, конечно, полнейшая ерунда. Всему ингушски, учитывая тех, кто предавали живут так. Ну, это давайте оставим. А Чабиева еще говорила, что ингуши на каждом приходит 10 женщин. Ты так, ладно, оставим это. Чабиева мне не интересно. Значит, ситуацию. Так, Сайд, я зашел. Сайд. Последний, кто отправил, это наш брат Адам, и я зачитал и сказал тебе. Адам, ой, Чинхур. Те, кто последний задонатил, оно дошло. Больше ничего не было. Если бы было бы, мне приходит сообщение, я сразу говорю. Баркаладер, Эсхелос. Еще раз прошу вас. Это шурмяч, что я отвечаю на все вопросы, любые. Кроме, конечно, личных вопросов. Я просто здесь один раз рассказал, что во время, когда учился в университете, мне понравилась одна девушка, ингушка. Хазель Ерсена. Так, после этого, это было в первый раз, так, после этого сразу нальнийцы вырезали. Оказывается, у него ненависть к ингушам, потому что ему отказала ингушка в уши. Во-первых, она мне не отказывала, я ей никогда ничего не говорил. Я просто сказал, мне понравилось. Я с ними больше и ничего у меня не было плохого. Взяли, перевернули. Ну, чем бы дитя не тешилось, главное, чтобы не плакало. Вот. Вот и все. Поэтому всегда рады и всегда готовы ответить на эти вопросы, которые касаются. Но знаю одно. Те люди, которые грезят о каких-то государствах или государственных делах, если элементарно не знают свою внутреннюю историю, не знают, как и какие структуры находились у нас, как все это происходило, в чем были проблемы в нашей истории. Если эти люди не знают, то смысла никакого нету завтра говорить о Гаршхальчане, о Шхальчане. У нас есть очень плохая черта, когда мы начинаем всех обвинять в посмертных грехах, всех, как говорится, все свои проблемы видим только в тех, кто там. Башлам, а ведь она сейчас, наверное, смотрит твои эфиры. Я не знаю. Не думаю.
Не думаю, не думаю. Может, смотрит, может, нет, не знаю. Хазio Америс. Луиз Ельцинце. Или Луиз Ельцинце. Я не знаю, Луиз Ельцинце. Такая. Ну, я тоже в то время был не промах. Все-таки первый курс, да, исторического факультета 2000... это было 23 года тому назад. После этого я потерял все свои волосы, но появилась борода. Как говорится, с иронией и шуткой всегда нужно относиться ко всему, что происходит в твоей жизни. Точно так же и мы. Луиза, если ты не... Если ты видишь нас, отзовись, да? С юмором хорошо. Сундела цабахар асамбашлам. Просто в некоторых диалектах сих док амял. И слова укорачивают. Видно. Ну да, я это заметил, если ты про это. Валахи, суна, шу, папуася, хельче. Мне от этого ни тепло, ни холодно. Понимаешь, это кому-то говорит Аслан. Просто от фактов не уйдешь, сколько бы вы ни старались. Ладно. Серая стая. Нохчи команси. Пишет Дересхайл. Башлам, брат, насчет одежды, как ты думаешь, почему национальные костюмы народов Кавказа лишь отличаются в мелочах? Честно сказать, потому что все, кто пришлые народы, они не сохранили свои национальные одежды, пришлые народы, а пришлых намного больше. И поскольку по строгости и по качеству одежда наша лучшая, может, поэтому они переняли просто и все. Поэтому я не сказал бы, что прямо они одинаковые, те, которые более или менее переняли, и большинство, кто проживает в этой местности, одежду этих людей носят. Но смотри, самые большие народы на Северном Кавказе кто был на тот период? Это были адыги, это были нохчи. Но там уже за хребтом это там грузины, которые состоят, опять же, из разных народов. И армяне. Совсем далеко. И в основном с кем сталкивались, с кем воевали, и кто приходил сюда войной. Обычно, когда куда-то приезжаешь, ты знакомишься с его историей, и видишь, что они носят, что они предпочитают. Если это ты на себя опробуешь, и тебе нравится, ты же, конечно же, пытаешься это. Это как чеченцы выбирают пистолеты. Изначально самый любимый пистолет каждого чеченца был Стечкин. Да? Пистолет Степанова Ютина, Стечкина Ютина, фамилия Ютина, догорелась. Все говорили Стечкин, Стечкин, Стечкин. И каждый чеченец должен был, несмотря на то, что он даже среднего роста, он обязательно носил Стечкина. Это такой большой пистолет, да? Потом все перешли, я имею в виду военные, тот, кто в структуре. Потом все начали говорить Глок самый лучший. Глок. Изначально был ТТ, потом Стечкин. Потом начали говорить Глок, Уния Данил самый крутой, потом на Глок перешли. Потом начали на ПСМ. Это все от моды зависит, от тех людей, кто большинство носит и кто это больше рекламирует. Вот и все. Какой же... Подождите, я сейчас этого дебила уберу. Я просто не люблю с рабами общаться. Подождите.
Так, дыгду, Альяс, да? Все. Так. Хотел этого раба уберу, удалить, подтвердить. Честно сказать, не вижу никакого интереса. А Сунжа и Малгобек тоже чеченцам принадлежали? Да. Сунжа и Малгобек принадлежали с 1929 по 1992 год принадлежали чеченцам. Так. Так, дальше. Есть вопросы еще? Так, друзья, если у вас нету больше вопросов, если нету больше желающих задавать вопросы, тогда, наверное, на этом сегодня мы закончим. Итак, дорогие друзья, обязательно, да, следующий эфир мы сделаем. Я уже сделаю выборки, документы. По документам уже будем работать. Да, с нашими новыми книгами. Посмотрим, что здесь есть интересного. Отсюда вот тоже будем брать и работать по этим книгам. Просто-напросто, Башлам, было бы хорошо, если бы была возможность вживую встречаться с подписчиками или там, кому все равно хотел год или полгода раз проводить встречу и в формате свободного общения. Слушайте, я не против, мы об этом много говорили. Давайте, Башлам. Башлам на что надеются нарнийцы, когда заявляют, что Уарство, Мелхе, Ак и другие их общества, земли, их до Аргуна и все башни, как можно их к себе приписывать, зная историю взаимоотношений. Это делается целенаправленно. Давайте я отвечу по очереди. Первое. Насчет встречи с подписчиками, я всегда рад в любое время встретиться, но это имеет свои, как говорится, возможности, нету, не у каждого бывает. Если вы говорите, никаких проблем нету, но я бы не хотел бы, там, допустим, сказать, давайте встретимся в этот день, за 3 месяца вперед сказать, вот встретимся, чтобы туда пришло там, 20 или что можешь сказать 10 человек или 5 человек, чтобы такого не было. Точнее, если алсам на хаушка и села, пожалуйста, давайте встретимся. Человек 50, 100, 200 хальчем. Это проблема. Приедем в свободном формате, можем пообщаться. Я ни для кого не закрыт, я каждому отвечаю. Маршал, кто там приезжает что с Европы, можешь сказать о два лактуальных? Братья, которые приезжали с Европы, 2-3 часа я для всех всегда открыт, никаких проблем нету. Но снимать актовые залы, там, делать остальное, вы должны понимать, что на это должны быть, как говорится, финансовые возможности. Продавать билеты я не буду,
вход платный делать я не буду, это ниже моего достоинства. Поэтому такими вещами я не буду заниматься. Если бы у меня была бы возможность, я бы с радостью это сделал. Но вы должны понимать, все эти вещи, все эти вещи, которые делаются, распространяются, то, что вы говорите, оно нормальное. Когда есть люди, которые занимаются Ибраиму, он пытается найти все время Башлам Хардича Холларцу Ибраиму Цараха, патронаж отцу, и те люди, которые там... Ибраим Холлар Царах, люди, которые постоянно помогают Донаш Мацулар Царах в различных этих программах участвует, поддерживают. Короче, Ибраим Шаиц Эридуцу, название Ибраим Дикиво Юизи. Пытается эти цараха и донейшн и очень поддержки яша, чтобы найти, кто бы занимался этим, кто поддерживал это. Эти вещи в нормальных стримах, эфирах, когда вы можете нормально, ты проводишь стримы, делаешь, когда есть большое количество подписчиков, когда большое количество людей поддерживает тебя материально, тогда возможность, ты можешь снять зал, ты можешь все организовать и сказать просто люди приходите и все. Но когда все это делать ты не имеешь возможности, а человек, грубо говоря, тебе там средний, грубо говоря, спонсором, да, спонсором, правильно, меценатом, спонсором, когда найти его, имеется в виду интернет, вообще из блогерской сферы, и спонсор шхейтол, шухимасу, спонсор халет хайрча, спонсор шхельч, люди бы потянулись. Вайдати, раска, что и лучше поддерживать, головы, что и лучше поддерживать. Там у них есть вот это, а вайча наца оскорбление хиеты. Дала оскорбление хиет, и оскорбление ходит лишний раз. А это все собирается, спонсорские деньги, потом для них асанит мерчу, асин, инца аса до Ибраимс эл даяет еш, и кепки, и футбол, шишай, глядчу. И мы это бы, конечно же, и должны отправить из-за шайк даяет, даха это диштувы. Так. Задонатили через YouTube. И вот что написано. Маршо, что можешь сказать о двалах, туалах? Это меня спрашивают? Или вот такой донейшн прислали? О двалах. О двалах. Я дам сейчас, насколько ничего, как говорится, чтобы у меня свежая голова была. Если это вопрос ко мне, я могу вам рассказать, и мы обязательно о них ответим. На этот вопрос более полный, чтобы был. Что касается остальных моментов, провести встречу с радостью в любое время. Но у нас пока нету таких понятий, как нужно поддерживать, спонсором быть, меценатом быть. Нету. Если певица, да. Если спортсмен, да. И то, если он какое-то место займет. Цун, машины, деньги, квартиры, все бывает. А вот тот, кто наукой, историей занимается, географией. И именно, и вопрос, это не слой, когда это его коснется, тогда он будет готов-то помочь. А в другом случае нет. Поэтому я провожу каждый раз эфиры. Один лоушкет, я книгу покупаю. Один лоушкет, я карту покупаю. Или прошу там, допустим, у меня есть один брат, которого я прошу, годи дари сон, и вот алурдон лоушкет, и что, пока иштехтуешь. Хушлац книги, к сожалению, очень дорогие. Вот, ецам недорого, ецам, но когда тебе нужно очень много литературы, это дорого. Карты вообще дорого и все остальное. Цундера вот так вот ответил на этот вопрос. Что там был следующий вопрос? Башлам. Так. Я всегда готов встретиться, так что не проблема. Насчет того, кто пытается, на что они надеются, то, что вы говорите. Они надеются разжечь сепаратизм. Они надеются развязать войну. Затем
отколоть часть их территории с теми культурным наследием, которое на нем есть, присоединить к себе, потом куском за куском, забрав эту всю историческую область, этих людей, засунуть под свое название, сделав их себе подобным и сказать, что вот мы вот такие, которые говорят и так далее и тому подобное. Вот для чего это делается. Им не нужны люди, которые живут на этих землях. Нужна сама земля. Почему? Потому что то же самое, как и с Уарствой они пытаются, они хотят везде. Да, разделяй и властвуй. Чтобы поссорить между собой. Оттолкните их. Дикни штхун, муатхук, штхун подлизываться дяшбеш, шу, вежри дубош, лешбеш, и штхабу олцар. А мабит пюч харцу малели, мандит харстег, не занимайтесь провокациями, это он уже враг. Он уже ину, поэтому не придирается к голове, к лицу, к бороде, к чему угодно, приписывает, оскорбляет мать, отца. Когда они это делают, знаете, человека, которого они именно таким образом оскорбляют, этот человек говорит настоящую правду об этих людях. Из-за этого они презирают и оскорбляют его. Вот и все. Вайчера, вайн историс, байлбац, этим пользуются норнийцы. Паглбери. Да, до поры до времени. Пока один прекрасный день они... Ассаламу алейкум ва рахматуллахи, ва алейкум ассаламу ва рахматуллахи ва баракатуху. Пока в один прекрасный день они не проснутся и не окажутся у разбитого корыта, так сказать, когда уже поздно будет что-либо делать. Да, за эти 7 лет я, честно сказать, в информационном пространстве очень много чего положил, отложил. Максимально про нашу историю. Сегодня можно зайти любой вопрос по башням, по любым инстаграмам, да любым, все что угодно. Мы максимально... Есть ссылки на наши статьи. Да, брат, вопрос к тебе насчет двалых. По ДНК у нас один в один, как у нашей. Как русская, английская версия пользуются нашими материалами, так что... Я не считаю, что мы занимаемся чем-то плохим. Альхамдулилля, мы все делаем ради, в первую очередь, Всевышнего Аллаха и ради истины. Да, брат, вопрос к тебе насчет двалых. По ДНК у нас один в один, как у нашей. Они создали и от имени общества ведут провокации, несут бред, никогда не дают свои данные. Конечно, я знаю это. Целенаправленно работают, занимаются, там, называют различными себя обществами, но не имея сами к ним никакого отношения. Абсолютно верно, так и есть. Вот. А если бы было бы иначе, просто-напросто можно было зайти в эфир, нажать эту кнопку, ничего оно не стоит, я могу говорить и на родном языке, если он не знает русского языка, и задать мне вопросы, рассказать свою версию. Если я соврал, сказать, опозорь меня перед всеми. Я же не отказываю тебе в эфире. Не отказываю, нет. А с единственным я готов ответить за свои слова, на какие документы, на какие книги я ссылаюсь. Но обычно как бывает? Они приходят, начинают говорить, туда-сюда, Олег, амел, дой, Да, брат, вопрос к тебе задонатил Рич Вульф, за что ему огромная благодарность. Да, брат, вопрос к тебе насчет двалов. Но двалы считаются одним из нам, чеченцам, близким обществом. Не знаю, как они, обществом, народом называются. По ДНК у нас одна общая, как и у Нашхой. Да, это есть. Если бы ты спросил бы именно, спрашиваешь про это, они считаются одним из самых близких чеченцам. В некоторых источниках написано, что они очень близки к именно к акинцам нашим, лам-акинцам, тейпу. Вот к ним, к Нашхоевским, Галанчорскому району. Я не хочу говорить, что двалы
отсюда ушли туда. Это как-то бывает некоторых вопрос, они обижаются на это. Чтобы не обидеть, я скажу так, Рич Вульф, да, Вульф называется. Двалы самые близкие, одни из самых близких к нам обществ, как и Сваны, как и Пшавы, как и Хевсуры, поэтому, да, у нас одно общее, в принципе, у нас может быть и ДНК близкородственная. И когда я разговаривал с одним кандидатом исторических наук, он указывал, что двалы имеют непосредственно прямые родственные отношения к нашему народу. Вот. Ныне покойный Далгер Штуацу, не хочу сегодня говорить высказывание этого человека, но поскольку ты задал вопрос, и чтется у него ситуация. Вот. Да, и абсолютно верно Рич Вульф поступает. Обычно в других местах, как во время стримов, особенно если через The Nationalers, они задают вопросы, пишут комментарии, какой-то вопрос, и вместе с донатом отправляют. Тогда бывает очень, как и говорится, по программе. Двалы говорили не нохчи языки, и религия у них был ислам. Я не говорил, что у них язык чеченский, заметил ты или нет, я не знаю, Пагалбери. Я говорил про ДНК. Башлам, ты вообще сидел в их закрытых чатах и группах, где они группируются, ведут атаки на чеченские группы блогеров? Да, конечно. Да, конечно, видел, что они писали. Было очень трудно, но терпел, сидел. Причем меня туда добавил один из братьев ингушей, который нас считал одним народом. Он добавил, сказал, просто не говори, что бы они ни писали, посмотри на этих лицемеров. И да, я знал о них, я знал, куда они жалобы направляют, куда они пишут, в принципе, как они пытались консолидироваться. Работали ли они финансово, по крайней мере, главный админ и его 2 или 3 помощника, они финансово получали за это финансирование. Но остальные просто на жалком патриотизме. Жалком я в каком плане? То есть им ни за что не платили, им просто-напросто говорили, вот, братан, вы должны сделать, потому что они все такие плохие. Я тебе скажу, даже один из лидеров, на кого они больше всего просили жаловаться и наговаривали, это был ваш покорный брат, это был я, на что я очень сильно радовался, просто-напросто. Почему? Потому что я понимал, раз они везде говорят, что я человек, на которого нужно жаловаться. Были ли угрозы физически? Да. Были. Все они зафиксированы. Кем, когда, где сказаны, каким ником сказаны. Последние, вот буквально 2 дня тому назад заявили, сказали, что якобы среди моих близких есть человек, который со мной ездит в горы, и чтобы я берег спину, когда поеду в следующий раз в горы. Что предупреждение мне сделали. Ну, конечно же, не в первый раз. Очень странно, что эти люди просят вечно меня беречь спину. Альхамдулилля, считаю за гордость, что если не в лицо, то сзади ТБ это уже не мужчина, не мусульманин, это... Баркал вот, ваша. Я очень много смотрел Хасана Бакаева «Царство небесное». Он раскрывал эту тему все по факту. В Осетии эта тема не раскрывается даже. И вот решил еще твое мнение узнать. Благодарю еще раз. В теме были, которые начинали говорить, давал, пал, бур, короче, царь, Баркал ваша. Я очень много смотрел Хасана Бакаева «Царство небесное». Он раскрывал эту тему все по факту. В Осетии эта тема не раскрывается даже. И вот решил еще твое мнение узнать. Благодарю еще раз. Ну, чисто как ингуши. Не как Орства, а как ингуши именно.
Орство отдельно, а ингуши отдельно. Когда пишут, это сразу и видно, они, в принципе, не скрывают орство никогда от этого. Вот. А ингуши благодарили, говорили, мы знаем, что ты за братство, что ты не имеешь в виду всех ингушей, за что им огромная благодарность. Я понимаю, что эти люди и в исламе, и по адатам, они очень даже ведут себя достойно и правильно, так, как и должны делать это. Так, опять Рич Вульф отправил донат и пишет: Баркал Ваша, я очень много смотрел Хасана Бакаева, Царство Небесное. Он раскрывал эту тему, и все по факту. В Осетии эта тема не раскрывается даже. И вот решил еще твое мнение узнать. Благодарю еще раз. Рич Вульф, смотри, у нас есть материалы, да, по Двалам я обязательно, раз ты так говоришь, и поскольку ты любишь моего самого главного историка, которого я тоже очень сильно люблю, уважаю за его книги. Вот есть книга Хасана Бакаева, у меня есть еще одна монография его, и его труды. Подвалом я найду, я видел статью Подвалом, я обязательно обещать не обещаю, но поскольку ты вот уже 3-4 раза, да, 4 раза ты задонатив, прислал вопросы и поддержал мой канал, а ты единственный среди всех подписчиков, который сегодня 4 раза подряд и задонатил. Сумма не суть, но то, что ты донатишь и задаешь вопросы, это меня очень радует, и я понимаю, что именно таким образом как раз таки охота и работать, и ты можешь дальше свой канал развивать. Поэтому я обязательно про Двалы сделаю. Не потому, что ты там заплатил мне или сказал. Я найду материал про Двалы, который сделал Хасан, если есть такой. Я обязательно вот поищу здесь. Здесь, конечно, не будет. Здесь чисто про этногенез ночи народа. Про Двалов здесь не будет. Сейчас посмотрю быстро. Нет, про Двалов здесь не будет. Но я постараюсь найти, потому что у нас было с ним общение. Его материалы у меня нет сохранены, я постараюсь их обязательно тоже опубликовать. Да, возможно, ты знаешь, честно тебе скажу, в Осетии многие вопросы могут не затрагиваться. Почему? Поясню. Потому что когда пытаются люди сделать одно единый монолитный народ, они пытаются вот это общество Двалов отдельно, этих отдельно не делать, они хотят смешать. Вот так вот. К сожалению, друзья, итак, огромная благодарность. Про Двалов мы сделаем. Брат, подпишись на канал, приходи и слушай. Друзья, у меня закончился трафик, к сожалению, продлевать я не смогу. Сегодня очень небольшое количество у нас донейшенов, если сохранить цадаха, мне не хватит на следующее. Поэтому у меня осталось 2 минуты, время, таймер у меня стоит. Огромная благодарность всем, кто меня поддержал сегодня. Сколько бы человек не было, сколько бы это ни сделали, огромная благодарность. Да, я хочу напомнить, если раньше была проблема, если вы сейчас просмотрите это видео, будете просматривать после, вы можете сделать спокойно, задонатить. Теперь без проблем, даже после эфиров, то, что вы сделали донат, тоже будет доходить. И мы, иншаллах, во время эфира скажем, что за это время еще кто-то прислал. Если вдруг кто-то пришлет, это Ибраим как раз таки и сказал. Огромная благодарность всем, кто слушал. Подписывайтесь, приглашайте больше нам подписчиков. Мы в следующем эфире в пятницу обязательно постараюсь сделать. По документам, по книгам очень интересные материалы будем зачитывать, знакомить, раскрывать эти. И с новых книг, новые документы. Огромная благодарность всем. Если вдруг каким-то образом я вас обидел, я прошу ради Всевышнего Аллаха простить. Я ни в коем случае не хотел никого не обидеть, не задеть. В Телеграме эфир еще чуть-чуть я постараюсь коротко ответить и продолжить. А в Инстаграме заканчивается. С вами был ваш брат Башлам. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. В Телеграме и в Ютубе продолжится сейчас коротко эфир. Трафик, да, я лес.
Хорошо, хорошо. Да, я хочу Цундера, Рич Вульф, Пречерга. Огромная благодарность тем, кто поддержал. К сожалению, мой трафик с Инстаграма закончился. Так что, конечно, я и здесь могу включить видеокамеру, если будет надобность. Но, к сожалению, одновременно, когда ты включаешь, он у меня все съедает. И сколько получается? Ивра, мы начали 9:30, да? 9:30, 4, 3 часа или 4 часа, не слово что. Масак, не слово очень. 20, да, 21:30 начали мы, 22:31, 23:32, 0:30. До 4 часа. Бях-бац, честно сказать. Да. О Двалах ему нужно обязательно, поскольку он наш сосед, я найду информацию, опубликую его. Обязательно сделаем тоже его. Ему есть вся информация. Так. Да, хафиз валя, нормально. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам, Тимур. Башлам, Николай Марварити про Двалову. Не, я понял. Про Двалов-то он написал. У Хасана Бакаева был материал, он описывал. Да. Помнишь, что он рассказывал о родстве? Да. Иди, Сач, вот все. Они половина остались в Грузии, половина в Осетии, но это навский народ больше. Да, я поэтому говорю, эта тема была, поэтому я хотел. И дегорцы и двалы, которые в Осетии тоже считаются навским народом, и двалы, и там дальше уже пшавы, и остальные тоже считаются. Но это уже Николай Мар писал. Вся книжка, я не знаю, сейчас я найду, нет, его перечитывать отсутствие говорять. Ты знаешь, Тимур, у тебя, как и у меня, проблемы, мы с тобой где-то читаем, с этим проблемы бывает, надо, и пометки сейчас очень, стикер сейчас, сейчас я начал клеить вот эти торчащие стикеры сейчас сбоку, и сохранять их просто, Двалы, Язаина, книги Юка, можно поставить прямо на полочку, но эти стикеры, которые торчат, чтобы можно было, вот сегодня вот этот сборник документов я нашел, их, я отметил, вчера прочитал, кажется, там же прямо на этом сборнике документов и материалов и истории Ингушетии, у них прямо в своих документах написано, что в 92 году документы, когда они готовили, все готовили по 1934 году. А по 1934 году и сразу же следующие документы идут, говорят, Малгобекский нас, Сунжинский нас. Он не может быть их, если по 1934 году, понимаешь? Я забыл стикеры, и вот потом приходится искать. Ищите ситуации. Надо их отмечать и по стикерам. Башлам, а это Саша и Ричард Вульф Милу, он сам кто? Я так понял, он архитектор. Двал он сам. Если я не ошибаюсь. Двал, да? Ну, по крайней мере... Это которые в Осетии, да, двалы, которые остались? Да, он же написал, у него вопрос про осетин. Написал. Не, мне что понравилось, он чисто по этому, как делают нормальные блогерам, задают вопросы в прямом стриме, он именно так сделал. То есть задает вопрос и сразу же прикрепляя к нему там donation, да, то есть это вот не сам донат, а просто сама форма, как он это преподнес, была очень хорошая, что, конечно, очень радует. Ну, видишь, у других людей, другие люди уже знают, как нужно работать по этой системе, а у нас до сих пор начинает от оскорблений, да, и всего. Есть ситуация. Ибран, если в Ютубе есть вопросы или какие-то, что сразу зачитывай, чтобы мы могли им ответить. Поэтому... Да. И sponsor ali Kercabиясуни, Дуаши, Дисдел, Дегердал. Спонсор мой Элера, Элера Ибраим, нам нужно найти спонсора Элера или патронажа Элера. Но те люди, которых, чтобы они в этих
Да, спонсорство, или? И дах бизала. Очень быкош биш, и дахуш сауду. Да. Ну, как говорится, такие вещи у нас не очень. Сунает раюс его он лечь, так нормально, да на это лира хайр. Шату юк его она цажиммаз. Бузуртайнон абадиин яттайтин ца спонсор лохарук. Ица даққидам да. Уж так харкатер гервирвац бодигди. Нам на самом деле за границей обучают, да, вот те, кто проживает за границей, им это небольшие, грубо говоря, там, поддержка, да, задонатить, или, я не знаю, почему у нас, по идее, те, которые проживают за границей, больше должны были интересоваться о реальной истории, о реальном, что происходит у нас здесь. Но почему-то, если у тебя, не в тренде у нас оно, я не знаю почему, постараюсь следующую неделю сделать полностью эфир из пятницы, субботы, воскресенья, хажирующий, да, Ибрахим. Я постараюсь, по крайней мере, не обещаю, но постараюсь. А? Юкар Савахкин, алейкум ассалам. Для вас эфир. Задавайте вопросы. Делаю свой брат, тарана, ответ, делаю вопрос, сделаю. Дала, и был технология, был. Дересхел. Вот, я был, истинная история, это, он что цвет он, дал цвет. Дересхел. Проблемец. Я не понял, вот здесь один человек, Ибрахим, задонатил, Альфа-банк, Яцер. Я так и не понял, куда они ушли. Альфа-банк, да, это я так и не нашел корня этого. Сразу Русу, там Альфа-банк, да, это я увидел, и там... Так, Мухаммад Игба, я Сюгба. Он мне написал, что ли? Все, понял. Да, на Тинькофф, где Андуца. На Тинькофф тоже прислал кто-то. Тинькофф, где, да, это нам, Ибрахим. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракату. Башлам Ибрахим, дериши марштур. Дейл маршал, Да, беркте больше бог. ويبو دكتور حلاوة وقندا لوش لدر لو دا لدر دلا حقنا دوغلوش دوت حلاوة دا مولا تستيت نيتن داتوي لديو شو ديك خان بايد يوش ديك خان يرسل بشلا دا شيخ اهتر اشتعت دكتور نخ ديحل دا المصلاوي историю маргал عامل شولشون تانتير ملكنش كتير دعول وش بيغل هردو ناقي وايد عستي اويتل تعدل جوابت وش خليل ماما دحرة أسعد دون سام ديكا يوشا دحرة أولوش ولا чеченские этнонимы это происхождение, древность и происхождение Хасан Бакаев, Кинчки, Рестан, эфире, гайтен, зеленый овощ. Зеленый, красный, холон. И Кинчки, это вот как азбука, абат мою и санюс. Вот его взять обязательно, потому что там есть древность и есть все. То есть древность, название,
Так, взаимоотношения до нахчи ванны, нахчи, шамелдик, это умналяцтво. Вот, это первое я тебе бы порекомендовал. Вторую книгу, которую бы я, допустим, я не знаю, просто твоя специализация, он именно хухасхи. Допустим, если ты скажешь, что ногчи герзаляц хасхиты, я тебе скажу Асхар Киншкю, допустим, про чеченское оружие, название мастеров, Милч Юртару, Милч Тейпану, какие клинки он делал. У него, допустим, про оружие хорошие книги. Масала. Для начала общая история. Общая история. Хасан Бакаеви, он, если, допустим, топоним, этноним, шаунха, там, допустим, есть, допустим, Хабаев Ибрахим Бошо. Но Хасаниник Баатим Дюршу, Хабаевник Ит Баатим Дюршу. Это разные. Историю, уже ногчи название, шум шошу. Сундера для истории универсальный цакинчки твой, к сожалению. Но вот как ты говоришь, дата осата, эр хамил свой, цадайдит дикля Хасан Бакаев кинчки. Это именно вот эта книга должна быть у тебя, как говорится, на столе, все остальное будет великолепно. Если Ада Чарлят Еза, Лечи Ильясовой книги он. Точно так же Лечи Ильясова есть очень хорошая книга «Тени вечности». 7000 дюймов, он принципе, он саатен умабу. Ну, 7000 дюймов, кинчка. Хасан Бакаев кинчка, 1000 дюймов, инста, он дюймов. В начале 1000. Твой дом чаец, слушай, моя еще башла. Доступный. Единственный недоступный гейнс остан эфира гайтен сиговури двухтомникю, сунах 27 тысяч дела. То есть их нету фактически, это редкость биятюш. Их 300 экземпляров биятюш, но они дорогой холодитель доступны ятюш. Есть редкие книги, очень, которые важны, но институты археологии, лингвистики ушаек, сигаури. Хасани историю, древнюю историю. Асуна самый изначально воюющего древнюю историю. Цундера древняя история, тебе лучше начинать с Хасана Бакаева. И Салмана Джамирзаева тоже хорошая книга. Не толстая, она называется, сейчас я тебе скажу, называется «Древняя история чеченцев Ногчи». Так, заболел, чтобы тебе не соврать. Салман Джамирзаев, Баря. Салман Джамирзаев, Мирзакаевич. «Древняя история чеченцев Ногчи». Древняя история навчийских племен, 3-1 тысячелетие до нашей эры. Там ты можешь найти тоже, она очень краткая, но там важные моменты. Здесь, во-первых, при Академии науки, там есть хуритский период, алароидский период, гаргарейский период, зурзукский период. То есть период Черехилев, Кемеричи, Царах, Масу, Швейцму связан был. Гюрджи Шубах, вечер, Хубах, Алиязинич, Киншкион, Джамирзаев, Салман. Тоже и свининник ец, свининникам доступный мацун, уже зеленынникам каруляцун, и более недоступные 2001 года. Вот эти две книги, ну и плюс Кистинцы, Маргашу Алироев, Ию Алироев, он Кистинцы, Киншк. Тут я Маргашу лице Санибин, был он тоже, если прогерный, а то и понмело. Суантроуса. Суантроу. Ну, если тебе именно интмайстой, мелхи, дышни, ишцербол, интересно. Да, я кистинцы хаиц, суантро все-таки очень санметру, очень цаш, очень тебе интересно царит, сундербол, дерсер. Возьми тогда еще книгу Кистинцы. Есть еще мифы и предания чеченского народа о Хавице, но сразу предупреждать, он долца тюрни штуй, но это и мифы и предания к тому и называется. Ищ-цаши двухтомники, мифы и предания чеченского народа, чечено-ингушского народа, чеченского народа, происхождение, да, и двухтомники, он ютаешь в мягком переплете. И кинш яца, это хатан очень мужлак, далеко, он данул. Следующий хохат, что هذه عائلة توي جرجرونش مع معنى تيب الناس جرجرونش ناس إتم قال إذا أور يجيب وده صن بعدك بيتش ملخو عاول إذا حي يفيش كع تغن ملخو تيب ملخو نيقي ملخو جار دكتور خوي نقطي خزل خزني خز ده تشتغل ده هوش إيش
غوش أجر قالونش ما ده هو ما سيزد حياة لو وينك داير اجتماعش سنة غوش زي ما سوازن دوخ وده المعتايدين أورجانيزم سنة دوخ شنو أخدا لغوش بيزدح اشتلاح دول خوي آمن وزن آمن كيجي خوي باتنت اش ولينا غوش عقينا خلق دوش اشا إبراهيم سي وبروش مثلا انت بتاع سكولا بول كيجي خوي كيجي خوي هم حلوت خان جمهور دين هم حلاتهم جوغو مثلا هنتي وإيش كولشكا هنتس و تايل سكولشكا وبوابيش ده هول صنع خوين بوش نخبوت قالوا كودي تلش ديريكتور شيء دوقصنا هنت إيش تمتكش كاس أبمش يعني هما ودلي تيجين تعون مو هول صنع خ يخ هذا بيجا حوالي حاجة شيلش هنا دوقصنا اشتناخ ما اشتوش نخ بوقدا ما ديوزنا استابرسويتيتلسكي بيرش تاع как бы день открытых дверей заходца исторически نورني it's ايقنت هم داقشة حون هو الخيط الاشتي مو خردلتي خيني اخل قيتسو اخرجات سأيوشة ويش ديستاخل ويش проблем яц Мухаммад выиграть гума дастига. Это от нас, как говорится, не зависит, что всегда кичу, милчметы. Единственная проблема в чем? На субботе, субботе отвешил школу, старший класс. Тига я лупца не слоса, он дальше ушли немножко, балхау до 6. Отпуск он почти что с рыбалки в Орлемишку в Орбе, пацана вычват. Но у нас нету таких желающих, Мухаммадом, Балды где ислам. Нету этого стремления. Это не пропагандируется, это не интересно. Хакой обычно, тейпа сход хук, тейпа сход. И более старшее поколение, церковь. Но в других местах, в школе, 8 школе, вон, 19 я рассказал, был крайне удивлен, то, что даже позвали. Я всегда за, если пригласят, но, видишь, многие учителя, директора, Советский Союз, общем, и что он хоть интерес, давай, где, и хум лил двор, а инца сейчас не хотят. Сейчас не зовут, не хотят, поэтому. تصدق وين بيش بيشبه تاك خلش دلور دري الخيط سنة هنس هاي هو سنة هاي دعلو شون داس بعد هذا والله دعلو ده استنجوا هم خينا هلا اشتغلوا جروح حاولوا وضع اشتغلوا проблемят свой дождь от суман вы ночи коммуны пойден хрчане Мухаммад проблемят так дождь единственное за пределы волрваться за пределы волрваться он дальше волрвор, но за пределы Вьючхача это немножко другая ситуация. Там есть вопросы некоторые другого характера, вопросы, допустим, со Грузии Кайхенсу, Масарабас, чтобы туда поехать, Кечембин, вот Эвич Валах, он был обучать, Зьецахалита, Кедексахалита, и что он يزعل ايوان شار او اخذ يدروج دي دريبوش ليش نصلبان حيزي تسلا هاي كيسنا برا خلش العوان شا واني صلاح واتني صلاح ادخل قيد القاس بوصوش هذا سيرني دعويش خلش عبيش صوتشولات او كوارتير سناتي ريري او غسين سناتي ريري او يا من اصل دريبوش هم сумцадизи он дальше из-за фактически тогда получается, что тебя просто-напросто за крышу и за еду. Я цель не слопаю, и что он доцеля. Да, поехал, ты рассказал, хайда уж ты где-дин, иди чем. Это умно, цая проблема. Ой, махка, дегду, хаул, даул, ор, варио, альч. Гала дала, вообще проблема, юрта дала заранее время проезда туда и обратно подрасчитать, на волшане совушу, сегда уж ты где-дин, балауш зайн خده зайн تقول على واخذ سبوت Да, у меня в основном, да,
10 до 6 вечера была хукса. Вечерняя школа швоя, субботу, воскресенье, выходной день. Ну и если вдруг масала бахасам, если выбрать, допустим, отпуски мацуан, я буду свободен тогда месяц лучший, давал сава из хирукса, ашар альчиги. Проблемы. دحر الجيش دول حسن واحد بكاء يبصبت دو أبو مسلم وسيد محمد بوخشون يوش خزر خاص جرمانيا وين تأول ماليتهم ده عايش تتعامل بس تسوي القضاء ستيتش وقوس تجو إن سمتم جو ستيتش كشتياق نوش هم نرجع ديك تيتش تجو سوش تا وين قوم يقطعين لازم يدل خوش دل هم عادات انت مصلات وكيجي الخوادو تو اشتغل هذا المصلات انت شو عيب موله لا تخلي تعيق شن يسنا نقطع بيتن دو ما تحاول دوس وطريق ده عادتين شغل اشتغل Ну да, из أساسا движения, он да, что мол, это немножко другая история. أسميت أنترو ولا تبع صون ده Не, асфакету لا сон, ажал, Мухаммад, чтобы было понятно, допустим, авет свой наиб Талхик. Ахмаду, единственный за последнее время, ночью фильм Ахмаду, я وكانوا داخلية شوية إبراهيمك الله загрузить я лела отсюда многие не говорят о нем. Его потомок зашел, он начинает разговаривать, говорить Самуэль, я хитруш, висхульшуис. Почему? Потому что там неоднозначная история. Он дальше Вельчут, по разным данным, от 3 до 5 раз его откапывали и приносили к дому. Почему? В принципе, до того была шумайоша, масала бахаса. Но у него такая же схожая ситуация, как, допустим, с этим Шуайб Малори, после из ситуации Ярчинныга, что он выдал за сына имама Шамиля свою дочку. Понимаешь? И ситуация, что духа Бошар и хата ждите целя. Опять же, касаемо имама Шамиля. Имам Шамиля, самый вопрос и тебя спрашивают, кто тебе он. Если ты скажешь, что герой, половина из твоих подписчиков обижается. Другая половина считает нормально. Есть там некоторые вопросы, которые там есть политкорректность, лучше их не задавать, потому что ответ не потому, что ты не знаешь это. Ты можешь коротко сказать, но не углубляться в этот вопрос. Да, Шуайб Мулла один из самых достойных воинов. Понимаешь? Но это он труашна, Шуайб Мулла цани муду. И хорошо, и с одной стороны, и плохо с другой стороны. Мудач, и винул шоу стага, Шуантру Муллой, имам Шамилю вина. Это? Шуайб вина дикуя его терзнат реча с точки зрения адатов и дикнигнесло. Он не хотел позора, не хотел с ними никакого родства с Юлей. А с другой стороны, он убил одного из ведущих лидеров, одного из мужественных воинов чеченцев. То есть, плюс ко всему, Шейню Кахель Гумадовец. Да, Цундер, иди с Хаугурвельча, и не хочется этого говорить, Цундерча, духобешься гергербу, сатейпа нахбош. Иди служишь, да, башлама элер, энце олакар, но элер, ваш элер, историю учхена. Я из тех людей, которые не любят негативные стороны, потому что негативные, мер больше орючего истории хлять. А вот позитивные, тебе почти что бац. Дейцам есть позитивные, но в основном хавай ищма, да, воема бай ищма, табило, ну и пошло-поехало. Сонха, мышку, брат. مش حقيقي مثلا الشيء ده كده عند مثلا أمدر والله بوقدو يبو مثلا بالخو تويتايب نقول توربو الخو وسيخي تشات سنقدز الله دي فون سوشتا قاستنا حونا حيخدلهم حلاوة عاملها عن خو شو قدلهم دوش ملا سموني مخليون انت يسنا غير سماتاج
قبل طول الغاي بوش خلش أنا نقولش حريتش اسمه استيبان قبل ويجي بس دي يحتاج نشكو تاني نقولش حقوهم غلعت سنا ديك أول لات غوش أدم دازيتش دات غوش يتات جرجل ليلو خوتم جرجل ونص جرجل ونص حريت هو تاوي Самое главное, буду хаям. Она хаймархал юшхельч. Он милш нахез гергелу лилу мигариду. Милш ларвал визеру хахун. Это основа. تعرفوا وردوش. هون بوكدو. حولا وشي ولا يالو شكميليو. دايوچون هانجيوچو. كان هون صاب اك وقتن. يا حجرجشون باك وقتن. Все долго, леталет, эти парчичу, заранее все это можно предусмотреть. И хуш сахиче, а любой гур табут, кан он сам да ол, ишт элер олет, так хайгергер черс доуда, урмер черс доуда, юртер черс доуда. И шайбер хун сахлит халмухла, حينيو, ميكليو, انت حين فيو, مسلا با زوجيالي. عينو يالو غاشو نقطي مونيو وي روح دوش وي مين سيفتر بوكش حنخ حبل بوكش نقطة تحت يوت ما تسخلي كيسن حاجة مليوت ما تسخلي حالخ إحيانا تنا بال سخلي إيدو بوشتك ثم دير خير بيحملوا يقرأ قيس حديث عمامنا هذا اشتم ديك جو دوغش دو يقدر لهم دراسم ولا يشورع بوغشن دا دوز هو تن خلات تن خولش مده تام بوختير ادم خلر دات حسن بكا وسال دا گشتك تام جو سمونه ليسن خاطر دلشن تن هو تن تي دول نعمش هو سببو انو غينه سبلين هي ليس да سانتي ستور تنتي بوغ دي اغونين اغو شليلو تريزك تريلو شي بوخ دا المبوخ شي حابوخ شي هو لردنا شبو الخيت استوى القصة تنتي دولنا да абсолютно верно я صحيح عموش ثاني نيسا يتسون إذا يبوغ يتنت يبوغ تعتبول شارع ويتعجارة دقي تنت يبوغ يتعتبول ويتشوريات ولوخ وشا ويقوم أن يقع دوش همشدو مثلا سونا خيطيك نعدو توشنا خا سونا شيء محشي تايباني يالوش ميكش داتس أول تعطي خليتي ياتسون الشتونا دحر دلا حسام دركول سونا تحيا قيئة سقوع حا يدر حردو وند الشحو دي بيتلوش ولا هيقوم من بيدن خليتلوش ولا حدوزل دوش خزد ساحة üç naxan balita bolej sar dir dur beş zapat sahulej za ber madina ya ber sahush makhilna ha هو وليت بريك شرعقين وماريو دي شو ده اللي يعصعجو هذا يوزل كل شيء وش كل شيء يشام يلدو هم أخو ش ليلوش خلش يدق دول هما كل حدا قويش ما اسمه ولا حياني وميشلو قال شو هما يخواتر شو خواتر ما يتسونا أحس ولا حي نقشي قوم خوش ولا حق نا ده شيء نقشي خلش عن تنت إيبوك إيدو تنت إيبوك ده إذا تانتي بنيالا ينا يشيش ماخش لا يتعرف ميل ريالا ينا هوني هذين دي بتي تقطعين نشلودات سندر بوغدو حسن س تعات وش تعات وش ويل هونتيو يبقوا نو يقوليني لا قيل أسر حيوت مثلا если с амазонки ошмети гюка маам бразилия хай интеграл тацил общество тацил тейпниш дукой нохчима тидач тейпниш тутига غوشي بيشي ماريتsa باخش اسحن يقع قينيق عقسا يالو دعسا يود خاطر نسلو طالع عش بو اشتقاح مثلا باس خاطر نسلو ديب هونسا ديب هونسا ديبش ألسم دقة بيش ديش ودقة إزر نشكا ساعات سمدشو شون شدو شون سخولي دير سخول وندا الشي شي نشبال وش بو شي شالماري بيولش بو أو شي جرجل نسلوش بو أقا سنخا سمدر ديش سنة يا даже دال مجنوما داتسي
سندير يتسنت إيبوغا غير قلق في أورم ثاني نقش خلر دحر بصل خلر اسمها اشتغل أربعة دحر بصل خلر شلغة شي قومة خلر إجعو وزنهم دوهم ده عشان يلوشتو غير قلق عاد علي يلوشتك حالي يلوشتك قيتم خليت دوي عني نمشي عيناتو عميش حالي على خزم خلي نوع سمدا أول عجل طبق نشوبه شو واخا سمعون بير كرو هاتت سمعون هما سمعون عقال معنا يخزر يلي واشرم خير يوز سين شبعت بوش بوندين كايوش دوي متر وسم سراستيوش اخيل ترلوز نو يومش عمل ديستني اشتو الزديكاري ولا في يتسا هند شايفين كان دين ده شيء نين شو انسان حلقي وشيء عجل هالمجر ده وقت نيا ما خاد بيلا يا قدي وعادة تعدي شيء حلقي شتون أهدو قيتم كبوتون حي عشان دوينا عامو سيزي شو بيت سيزي يبغى بدو يسون ديره حاول شو دوري هينسن باضي جديد Что Москва 2003 года поступил до 2008 года экономический факультет я сам готов Косыгинский. Сега что олсонох это تعويقهم هوش أدم دريزة يا مردق صنخ جو غاز دعاء يريش تعويل يا شو قنولي تلاش هقنص جرجر له غاز ديشي قنو ديتي نينتي الحين وهر تيرو بوخش تعويقهم وبوخش نيتش خلوه قنا تنين خوي يشتربو تعويلا نشتعتول انت أحسن نشتعمل بقى ما على رتحني أول شيء كوتشر كومت ديش شعب داخل شي قوب بيتخنق شي وازد سجع اتي من الأونيفرسيتي عشان يعني صعب بوات مشوار شوي قوم ماخلي برسجاش حلا وع تعود لارم هم عبور هيري يزود بيش ودو كان سجيكم لعلت وش تعديل غير تمشتا شق دولار نيستل وديل بوربانز أشتعم دلي على ولي وقع هنا شيء حيقوم представитель خلشة ديسن دول قامن الشقاح هاريان سيعو خلشة حلق ديل دو عدر عديش تقدر شغل حيتسيه ما لري عدر قد أحما بوخة دا نوخشي خلش نانا نوخشي خلشة قدول قامن شوان سدي يزر تلارر داتزا ويهم لردر دوح ويهم لردر دوح دوق ويدا المؤمن ماما هينس مونس وشتو هاي هينس حون قحية تلاقي ديك أربوغ دوق هينس قحية بوغ مو أشا هينس إشاء ميلدو إيوي ما ياليه تبا يالي يشو إسقيدك دو نو يالي نتصوني عامش إشاء دكوات شدولش حييري الخنيوي ورمي خني شقح حي قومه هيك حيالج إذا أسبوع قيتم خلت باخس يقيش قومه يجم لو تعتبر شرديل دع أولياء يبصل دينتي ويتسيتي قد سقيت إزديل أصلي مدي بوجداتي أما وجيم قام دوي وتانا بيعرسي يعني إيش حبل وبيل بالشة شو حوالي محكي خلش أقانش كيرجيز أوزبيكش مارق يعبي بشوية بوش ناخقية مخلبيز ويخلقية ويثاني يو ما هو ماليو دي ده شوي ما بس إيه دحرة ويبودر فيه بوش نبيخ مخلي صندر ويل مشان عجيب في شو ده دحر حي مخكع بش يسي حبال بيه حي نشبالة بنساع شيء قو يقال عم دور غير لوروي حي نشبالة بيت أقوردون يشعت يشاعي خلني أريات الألباخ أسمي لأن خلني أريات عام وغير تروات سووا سبادهم وبيسترس ديو عايزوا أول شيء تنين دعوات سؤال إذا جشت حقيق ما حوزق ولي وان أوليشت أعمل ما مصلحة تغنو شو عرابي شو شرمو نصوصه ديلا باضي جديد شيني خلش أتنخو أسقى كيس صغير وباشك ближе к телу أولي
خارج استاتي بود كيتلو انت شيء يالري هم دات مو بعد قديش وتا ويصلع ديفش يالو ري او كاتشو هم صومتا دو اشتغل وتا مو بتستعرض تدل حاجور ادم عايش سندخل هاي محمد هذا ليش قال هين ساعه نقدر نرسم الساعه مردون والله بالله تلا هين سم دو قبل مالنش برله انت تاتسو شواسا ديوش خينا سا قنيا دين حون مكروه يوي مكروه بس ساعات عربي ترمين نجلا حونا كروتشي يالو مجن يوي ياتبو بدو مخر اولي ما تاع اولسنا مخرج ايو ياتبو سون تالش دينا سبيشي شو عربو سمحشو ابو Кидочка, да, со старичку, закал старые 90-е годашка, 80-е годы, 82-й годы русо, тхун гуттара шича мягче дешича, со собственно ищешь сан чудуалж, я умеешь, заборщешь, тхай, ялу, никогда сайдаха, абегдана. И тенденция, аллах, кулья, и мягче лахи, يحصل في جامد يرجع لا يرجع أنت أبدأ ما تبيع نفسه يالو ديري إذا просто كرتش ده عنده إيش جت أربع شهور لا تستليري إيرانيا يا شخص إيرانيا دو إيش تدور في تعيش شيء تدور يا دور يا خر أتعرف كتير ترى في إنسان أطلع كناية نبيش يبقى ما خليقة И сум оздешхена просто-напросто сошибать хейт объявил. Как можно такое вообще даже не просто и дегда это просто, но не дегда. Это биохилахиет сум. Иш биохилахиет сум. Айн даже, айн мех, я дешик, я де агурам. Хети это нен агур даже. Нен мех чуак даже. Не дегда. Я не могу даже, у меня нет такой программы, которая могла бы себе позволить это, даже подумать об этом. И хинц хундела, и моды, и дица хундела, сотра кехт ватха сумна. ديلا تانا شعل قناة سلاديو شعرسي وديل ماستري بات شاش نقشي دوبو شاء أخو ودين دي على باما دي على هم شوشنا أبو تسارج أو تعو حالو تي اتنق تعماد ويا تعبول ناخين سوق ويس خراحي اشتغل ديالك يا خا وليس ونسا شي اشتات شم بوش بول باش بات انا اشتوقع ويتسا بولش تدو انا اختاق لديوش إذا تناشي تعبس نواني ما يمكشل بريود يوتوك عالمنا نقولي خو دوزا حتى عبي عزوات ويش هم مداتي تيجي عدك период محمد период ديال السلام خيصون صلى الله عليه وسلم محمد طيب روش خينا دين درجة دولش خينا إيش تجسنا لا يبصوا بيشة بصوا كم بيستوى خينا خلدوي هينتا почти что 10 миллиард بصوا بستقل وشه حقوية الميات إتمر إذا مدات даже ديت ويش مدات لا Башлан. Сейчас, дуй, куранты, датчин, там, наоборот, запрещено. Асам дуца бауна сам Тимур, да? Вообще, было и дать, это сочинение Юцари. Ящик. Разрешено только пророку, только в порядке исключения, чтобы ты не чувствовал стеснения. И то обязывает дать, это оно полностью объема для целесообразности. Разрешенный, ну то реально дать. А лук, она вообще запрещенная, то есть. Ага, дать он да, ну войны относиться, дешь дать, алгаться, ищи челлер, дуй. أسعد قصردون إتسع
чтобы было под рукой. وينم إخاخا إدو ديل مصري معمد مبار ديل مصري إيمومي يتعامل من توتا يوج يعيشت يوشي إذا كنا على تصدون سجا أنت أس إذا قصردون أس إيه قصردون выдавайте девушек замуж, когда они достигнут половой зрелости и когда они достигнут осознания, сознания хилиз. Даже если она достигнет возраста полового, ее нельзя отдавать, если она еще не осознает, что делает. А только полностью осознать, где тебе и мари дайла ищать. Из-за Курана ты осает, то это дом. Они вот эту затеяли, вот эту вот с этой Айшей затеяли, специально и поймар бяхуящий, и поймар сиса, специально юбкайсан хумшдующий. Так давно уже доказали, что ей было 18-19 лет, когда выходила замуж, уже давно доказано, ролик, что он возраст доказывать ящик. Ja, boogstolom dan do was echt maar zit kiperi hoe geen stolomado أعمال تزام نعبولا هنتي خان ما يحيس يشتغل الخنسي عيد لو سويسكي عيد لو بريتشو خان سيرشن ليتي البلغ لي قرخ قير خان زوتشن يعقي قير خان مغما على بلو سزري ما نخلي خان ما يجي بلغ لي الشيك دا مغما على اسوزنا خان اقي اشي داس مسلاقيج وين وقع خلطان بوز دام نو وين وقع سعديت كسريتش استن خلطان بوز هو على قالش ساعات تزاغ زراني حق دقش تماما قيج قوم قام شو خلها اصلا شو تجاجل لو ديز شو عقيج وطيق انت نيجري ولا سعديت مثلا نيجي ساعات ها ايش تعبت باش ايش تمانت ايتد لو تزامنا خلبول يبروي تلشي هي خان خلبول دا قيج باتش عقم قيج قام شو خلبول ناغا ويالشان عليه الصلاه والسلام دعوتو هم غير تقول حاله تزامنا حتى فريسامي هم دلع دعوتو خلدوش درال или حاضر صار شو عايزون в любое время в любое время в любой и нахн юقع дела милиция дела хан юقع дела и бердал дере еще пять бердал и не только порицаемое и страшнейшее одно из сильнейших преступлений есть. Это преступление. И почему только генцар отмазк шогыцар в то время всех бер حلقي اشخلا بوق وسابرنا يتصعبي حلقي انصغل تركش نش مدو ايش ابي سنه مايو يسرق يخان يتصعبي حلقي انصغل تاقي هون ديازنا что она одна только цака тяга исшокач кемари ягитан эля цанна исторически умадец, хотя очень много про сподвижников, про всего написано, но цуюка именно и цабе я царь ючек. И это получается, если выдавайте их замуж, когда они достигнут половой зрелости и достигнут осознанности, это уже осознанность, даже даяли шатсон, это получается, пророк ослушался Аллаха, еще качбери, у осознанность ходил. Да, специально делал шумшдующий его. Да, получается, что он ослушался Аллаха. Дин создаваешь, специально делал шумдуй. И жюки ход вырезом. Сега парма тори за милоре сега дучвек. Что там пленный зудри мегарбуй бож. Его прош дучвек. Айка и цапленный зудри лилбо мегардуй бож. Я хотел зайти, но сега и вар милоре, султан, панкийский вар. Султан взял и повелся, заглотнул, он крючок заглотнул, он согласился на тавсиры и хадис вести диалог. Ему не надо было это делать, надо было только по Корану. Давай по аятам посмотрим. По аяту цо диалоги не хари, по аячте, чисто и ясно язенду. А уже тавсиры, это уже люди там уже что хочешь писали, шайл тавсир, разные хадиши вообще противоречащие. Аша дель до аша царга.
Да, и галцада, вот так. Поэтому они через тавсиры. И Панкиский взял и клюнул на эту удочку, и заглотнул, и начал на тавсирах. А тавсиры там вообще грязь на грязи, короче. Тимурионцы. تمرين محمد وان دوش دولا نعم والله. تقوى سؤال تقول شو أنا تعرف عم إيه И так я хотел зайти, что он выстрел готовился, так потом подумал, да ладно, так он заставил, ходишь, давай по Корану камел дай там, ой, галец, форматик камел давай, чёрт. Потом понял, так он Султан Сейдар Сабардин Таусейшин, он дрезуацел, короче, свои бы начали сразу меня наоборот отталкивать, а он на два фронта шутится, камел далур да цель, а то и все. Да и дуй где вот выдаваете колорцуна, и пленный зудри, мегарду лилба бош, дуйте кто цыга, вот вам разрешил ваш пророк, ваш Аллаху. Цыга мой один хан, из-за пусардон, я сейчас у меня на записи выписаны, дуешь тетрадочку, сейчас я найду и вам скину тебе. Там написано, запрещено вам, короче, запрещено и пленный зудыш, если только нету их согласия, если она согласна, махар бяшэ, нагасан, и югья дагаяца, и исрездилат, акцюнцани махар бяя, зудсан хайдола юакша ит элбох, и, короче, он запрещает вот это все, запрещенный дух, но со строчки халяцек. Если только ими не овладели ваши руки раньше, и Богу куду, вот сегодня аят пришел, отныне шун ответственностью шун кут я армаделиш иш тебе элла, ну эш халрадин чуна шу джахилиш хелла, изер шун прощать душун элла, и прощать яши туда из строчек. Вот эта строчка. А им не нравится то, что прощали ранее, ранее сделано. Да, то, что раньше вы уже это сделали, что джахиль шеллахин, стоба динешу, уран ты дизен, праймарен ты дизенешу, нагасан, адошли, лага, вам отныне это запрещено. Ну, а тем, кто раньше это сделал, тем это, короче, прощается Бог только. Ну, отныне вот так это запрещено, Аль. Вот и что. نوچه متع داشت ما عنده تنت حاجة ديش مدة دوي بس تخاف شون سنيس قيت لاس. فكري أكيد تحون полностью зачитать да он. من كل يمين also so وعي الميوزة so هو قالت انت حوتن ما عندش خو حوتن ده لما من نوچه مت ما عندش so هو قالت هو قوم Вот, не андеш, не андеш, как есть, я его так и передаю, просто не в слово, Эллоси. So هو قالت العرموت أسوأ بالنستيات عمها أقول بقى موت شيت مليون دوش دوتسجا. Ну зачем нам это нужно? أسوأ خامس ستين توارد بوسط حن حريز ولا حوار ساعة اشتعلت ده حي ويو ديرا اسمه حق يعني قال شون دعوا اللي هو تنجام ونسباب بس ستعملش الورجات يا شو so هو على شيء مليون دوش تو تريست كيبر ليو الله مصلحة داش حيدر الله أسد الله عقيد ويست ديون استوسم كيبر الله أتحند الشيء بخيتا مسيتا معا خلقسون أخشن وين نوتش ما تعمصلا ويقيج قوم خولش تجن هم دنيستي تغير تشين أو ديل كرع دو ألج عايز تجن دنيستي مودي دو بريميرنا بقوانا بيرو ده حاجة مش هو بيرو ده يشوف حقولتن все в руках Бога эрдут. с Бога смысл биру ده дословный. Дословный зачем тебе перевод? Туда ящик. هو قيد دوش في الحجر حرب متاع но ночи мата асхи мата масла глаз кик орган масла и армата айн бостол дош помимо органа қиз значение шхолсон aqtiga мот гозан чват масла башлам история علم عام وشو مارغ عام وشو تسجع يول إتون كشي أناليز كده قدر علما جاها إنسان شلا ولا إنسان هو دو شو ساتوي ودها ما إيش سبيت أو خينا خيل خليل ده هنا أشة خلنا لقيت كيسوف بدأ تبوا إتجي إتبري ودعوة خوات ولا تعيسكوتشني تعيسكوتشني لوك سنشي علم دوزري تر سمو على
علم عام وصلناه الصباح دقي تفسير نيس دو يدات نوتع تفسير تغير اشترانو تقع دقو قلخلهم باس هناك علم مفسور جيد عامة اتناها علم عام التفسير разный هندو Ибн Куртуби шена шунду, Касирина шеба шунду, Ибн Окун шеба, разные хунду, Мутахабар Бога, общая цатаем шинду. Они все разные. Аяты одинаковые у всех, а тавсиры все разные. اتناها اتنقيتر منين ندوق خلاص سوف دا ديش خلص سوف دا تتعزنا قلاسيش خلط عن بوتس إيمن اسم بوغا اتسخلش ما عنديش هو قوم يعطلك وصلوار ما يوي اسم اتسخلش Тавсир будет тексту, если прямо написано тебе, зачем тавсир нужен? Куда цена? اسم تعم تيمور عشان علم عام وشوطك دريك داخل تن بس في تدي المصلاوي مذهب دا يوسف شافعي حنفي مالكي احمد ابن حنبل علم عام وشبولناه دريك خان تن بس في تدينا تارا مصلا معا ديش فلتالي غولخ ودو الاستيتوجين باون اسمه دموي معا ديش دموي معا ديدات ساباسم Да, Ицхак говорит, что сура 11, он худ, первый аят. Это писание, аяты которого ясно изложены, а затем растолкованы Аллахом. Уже вся дальше, слушай, растолковать не могу. А второй сура, четвертый, дальше везде написано ясные аяты. Это ясные аяты. قيادة أرسم التعديل وش معد ما تغير وش المصلحة. обычно да это تيمور إسبا سو عربي مفتاحة هنسا وينا أسقيتم حزع تيمور سو ويونيفرسيتة بيوش وشنا ورنشتو نفسي شو حدا كريتشكوفسكي وأدو порохов иман пороховый вараду алиеви кулиеви вараду как тебе продуш самый сильный достоверный царахлов стега арбуа достоверный перевод стега кулиеви негро средний иман пороховый негро недостоверный ник крачковский негро но наоборот, Крачковский, наоборот, читается дословным переводом и считается одним из самых сильнейших. Кулиев перевел с Крачковского. Крачковский, Бурантьеры, полный перевод на Кулиев для облегчения. Тимур, он точно. А вопрос, ну так, Башлам. Мусхаф Бога, куда кайшен? экземпляр Корана, экземпляр Бог, Мусхаф. Любой Коран, например, в переводе Хаверти, он не считается мусхафом, он считается переводом Корана. Вот он не считается. Мусхаф считается только оригиналом. دالين دول آيات داهن على قرآن شو محكمات متشابهات آيات سؤال ما عندهم دالين دو شو محكمات ما تربيساني الكتاب دول دو انت أحسن ياسن دول دالين شن دو البايسم ياسن بيساني شو إيش بلشن ستول دو بوق دو باحيلمنا محكمات متشابهات شو شبيرينوس نزنچيني وشتل آيات دو شو شبيرينوس نزنچيني شو آيات شن تيحخيت تح شو تيلور دول ياسن نزنچيني وشارتي تلقوات داديش دو وعدلين دو هن مذهب دايشي نيس تعام برتي وريا تسديش седьмой цепочки уацаюш حياة 4 ولا تان نيس لوجيكسكي زي ما سمعت حديثنا آياتنا عنيس هو شلت عن شناش دال تان دل غلط علم اشقايق شو قايق الأول وينو اعتناه بوخ شاتقن هو آيات عمل يشو قان عيل إنسان آيات كريم هر حديث هر حديث كريم شين قان عيل وجه حديث كريم شين سنت عمل يشو شابوخ أتير برتي ولا شيء تسديش цепочка حيوخ شلا إيش استديوز باس بود أبيرينوس نزنچيني وشل آيات شو إن مسلا روكا الله نديه ركامي ولا ما عنده يا أختم هم عنه العبد صلنا بري ودهولش еще смотрите, даже представить, что... إيش بنا بوم باي نقاط حجلا تقعد وش تدو با يا تعبيت بوخ أخي عشاوش شن تعبيش أجي بحكم بوناخ
أصحاب شبيساق يشغل يا رسول الله طوعوت ده كان ساعة دردو أداء ساق شجاع وانت شو شقدر عن شاش من أبي شادنا قلور قال ما عنده شتي عنده أهارك الله خلنا ديخو كامل ما عندي شغل سنخدق ملا ديوش الله я все вижу, значит, глаза есть. Я все вижу, значит, بو إناخ بو إناخ دسلونا перевод يربع عندوش محكمات آيش ده سوتي أخيط تربع عندوش تلوش مبا إناخ تجاه например, возьмем Агнут свой 9:15. Агнут свой сурат, хотя просто ядерный хага. Мы не спаслали Коран, и мы его охраняем. И на каком бы языке и да и тенденция у Корана на цель даумдать. Просто даумдать. Бо куду я тяга محكمات آيش مش прямое значение чтобы прямое значение на عندك هنا بشلا منا وشو любой что на хада допустим английский литература حقيقي перевод я скажу точный перевод целый а то смысловое значение перевод есть не слово отхаял меткшка мо тонкость языки то языки тонкость есть он допустим نور إذا عمر بن الخطاب رئيس الوزراء يقول شيء أنا حد قرآن دش مع أنت تقول شو لبا إذا صوت عشيب بدو إن غوش يستخل شيء خير شيء أنا أتأكد شال نيس بوقع باخ إيلر بوقع باخ ده سرعة نريز وباخ عمودي تسمى история قدومشتا عديت وشم داخل هو الوجه نيس إيلر إباخ بوقع دوي تتع دوي بوربات إباخ دو إل يا إباخ دو ده سوينا سبع وباخ بوقع إنيس تتع صون هو الغاسولون ألجا أتاري دويش دولار يبحر ما تاري دويش دول هم شو قرآن ثاني شمت دعوة تو الغاس قرآن ودعوة تو البريش но начинают пользоваться хадисами и тавсирами, и все, так уже давно датсон, цыга, что гастязин. интеллектуально بصير إيش ده تستعق حياة الله شقيقا بوشتاق واتصود جيز حياة تدويش سغزون دخل شو جاي هابو لهنا عدنك خلش من عدنك خلش بوش تتعب بوشتاق متن جوز والتقوات تزبل بولي تويرو وقلوبة قورة إيش تقويسن علما ثم ما بيسنا ده смысл лясна изначально говорю حواس понимать وانا целена واتي تقدر يسوش يسوي دكتور محمد مع نفس ما تعدو например سؤال اس صديقتر اسالش البروج يو س اوغل يو س ارا سيلو يو س دوكا يو سبوك س يو что شي контекст ادوي حال контекст عقمل داش خلچه сетя الخلصه دي عقد اسالك уже знаешь سبوك اس اوغل سيوتي قاون از لو بروج سيوت اس سبوك что ли яйца бьют اساس سبيوت душа يوت الوضوح يتأس إفهمون إذا كونتكست تعقل شو إيش نفس الموضوع شو هو دوز نقاش قوم قلت أنا عبيس الجديد الموضوع إيش قاش قوم أنا بشيء دو إيش دشنش دو تير إيش دشنش который означает одно и то же. Например, хажал массумете хадишка яздина неграмотный пророк яздиницега массумете хадишка даже тактил переводчика яздин. На самом деле не ученый пророк, а не ученый и неграмотный арабский матахат садвашту. И ты можешь использовать и это слово, и это слово. Тебе разницы нету, они сильный перевод. Неграмотный и не ученый. И неграмотный и хилли войн хушду, и грамотный хилли. Но ученый и цахилла, и дин ли вас цахилла, они ученые, он Коран, он дэтан, он и мичарга бош, хайди на цари, а грамотный и хилла, إذا كروانش وديت ياش ترجو لا ياش بوجل تري ليلاش ليلش وال ترجو نجرامت نولش ترجو ليلور ما ينسرتين بديجة كروانش ليلاش تغل أنا فيش بتشاوك شيء فيش قرداش توارش قياش يا جاي شغل بو مع خلايش يا ها
يازيا يشاتسه شغل اختق مسلاس ميكاليست في المغول اسم يازيا يشاتسه شغل al خليش ما يتسقع بوقدر سميت. Духай неграмотный бог, духай неграмотный бог, духай. اسم قيت عبوق شنت ابا اسم هنا يازيا يشاه شغل شيء سچني تنبوق يوحنا تسقع تعديل زام سلقوتشو تسقع توجو. Да. Так что и перевод, дик юсунан пока что. И перевод, не перевод. Тавсич голдовлей сунга, тут я камелдать, это Дейл Мостр использоваться до этой ситуации. А Коран голдах канала хоть разными словами написано. Ара силлер ол саму уко, ара малхбар ол, бюсер ол уко, арджелр ол. Самая разница, смысл, юлшаться, дешнища. Поэтому переводы, они слова разные, но смысл у них везде одинаковый. И пусть санаметья и перевод, галиалер хари, дюнен шаха, هالشهادة الدنيا إنكر وقتاً على يلا يحوسي القرآن ده أشيب كنا شو بوشو وانت يحدي تردوشو دين جروب شو دين نوع иностранч ده каждое слово вот я выяснять я что я плохо что вот здесь вот неправильно больше дать цель حاجات إذا شيء كويس أسبوع لا شكله Мусхаф Сунтхеттер, чем Мусхаф Бога, это святой экземпляр Канада, святой оригинал, Мусхаф Цаул. Как святость, например, перевод я могу брать, да, Кераламас дочь, а Мусхаф я не могу брать, Кераламас дочь. Вот и разница переводы из Мусхаф Бога. Харшайл арабский мир, Харшайл мусульманский лигша, Масара, Иман Пороховой, Орандуй, признан Мусхафом. Сумны Пороховый ду признательный. Царбе переводя Коран, да, он признательный. Из-за Пороховой Коранду. Потому что он мало того, что... Ду куза. Да, Саудовский Аравия. Ду массу метя, ду царь нагасцен завизироваться, да, ищет, и Мусхафу начать. Царь завизироваться, да, Царь Башлам, Ладуан, царь завизироваться, да, ты говоришь, наверное, то, что они раздают. Они раньше Кулиева раздавали, Свегаду Цыгану в 92 году. Теперь они Абдель раздают. Мусхафом признан только один Коран. Завизировал его и Саудовской Аравии, но завизировать Садича и Мусхафа решил штат. Там главные идут они. Царь завизировать, и теперь Мусхафом считается имам Пороховой перевод как самый ближний не только по тексту, а по произношению. Его можно нараспев читать как Коран. И цаду Коран. Да. Там еще إذا секрет моя, мы сам хушмаду. Коран сам распев, слов имам Пороховый, Коран на распев, а зла хитти хаят, любой стих дальше ком, а он хозяин токор. Да, все сомнения, совочные из бодигчес перевод, признавать ящается версия материал, ши Коран, ши армата, амо диш, дуиза, таходуня, да, что признанный был, то все шбабу, сей позиции, ведь он хайник изложить тендела. هو الترمذي طبراني علمنا استقاحك بولتير معا ذات تباجي معا خلوزة استقتك بين بوع بوتون قيتا بوع لوعب الشبوع تفسير دوق تلقواني يقصوين قرآن هذا قيتا مدعمل بلي قي اتسومن شوع لشقي قبوع كسمي سلوي تشيت لشخل اتسومن تاختغنا علم شو شريع ميل ديلي غير وردو ألدو هنا جس علمنا أباجي حديث ريحة علم قيتا بولنا أذكر بأطور يعني سن دو حلقة بعشر حسن إيدو صنخ هنا شيء دريجي دا هرموس وما علم بسويتيت نقي تعاشي أحوكش دعبو غناه بوش تتدلعت شوز وضع ناسي تليزة كاخل إش دوخ بش متون كش تقدر متون كش يوزيزة فرزية لجيز مصلوا أبروش مسوما ونوكش متحموخل أحكي خيش قوم وتجن سميث البريدات يتون
أحسن وعاها إنه هو نختار تلقوا سواء يتهور دشيش معن سعامات ما عيوتن كونتكست تايل أحسن في كونتكست معن سباح إسوز ميز معن دي ذات سنة بيج عرب محتوى ما أروي نوفش محتوى بو لدر بو بوقدات إذن عرب محتوى وسام بقات محتش نشلوش بو معن درسي لوش بو وين لا أحسن لا بريزن فاكتو هو نخت حبول شأنا هنت استيلبل بولشنا نوقع دكتور نوخشليتش بوخشة نوخشليت يا بفاكت نوخشلا يا تير هاد بوستادين سديزر هدوت عندك هو دينو قوم غلق شي عادة شي دعدا التحامات دات يدينستون زيانة دين دعو دولش هم زغلش عنا حقوق دقودين دوشي ناخربو قورن شي منين يتحق هو ثاني هو سنخ ثاني كان بيئة ثاني نقطة ما تسبق اشتهوت يا سقي كده عشان جلد ودوس يا الله هنا أشياء حول Ага, очень просто разные ждутся, очень вообще разные каналы яшу. А свой Allah ждут, Allah то дальше Коран ждут. Ага, йога нах бютсун. И да вот андайна эльбом нах. Историю твою, а ты дин кани да, истории. Позвольте мне сказать тоже. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи. Ва алейкум салам ва рахматуллахи. Любой перевод Корана – это тавсир, это толкование, и каждый его толкует по-своему. Энз Дукайоч не так давно геодезия открыла, что горы практически на такую же глубину, как и ввысь уходит в землю. Наука открыла. И приводится пример в Коране, что о том, что там было написано, что сравнивают тексты Корана с открытием. И говорится, то есть по Корану, по-арабски, а горы словно колышки, вбитые в землю. Да, как гвозди. По переводу того же Кулиева этот аят переводится дословно, а горы словно колышки. И никакого смысла ты не сможешь понять в этом. То есть перевод у него не до конца законченный. А горы словно колышки, вбитые в землю, можно понять, что это уже причины Цабан, Люкс. Нет, подожди, я сообразил, там это не это. Не, счет, я тебе сейчас приведу другой пример. Также немецкие ученые открыли через микроскоп, не помню в каком-то году, что вспышки на Солнце, они вырисовывали картину, словно бегущие верблюды. Также в Коране есть аят, на Солнце происходят вспышки, словно бегущие рыжие верблюды. И фотография приложена. А у Кулиева просто написано, а на Солнце только вспышка. То, что касается, Хаджил Тимур, то, что касается, ты говоришь, дано пророку, если ты это приводишь как аргумент, то это говорится не о двоюродных сестрах. Там говорится о том, что любая женщина, девушка может себя предложить в качестве подарка. И это только для пророка. Какой аят, скажи тогда? Сураду, женщины, вот есть, это где все описание, все есть. Давай я тебе то, что касается Даудевич, Мари, Игори, смотри, мы понимаем, вот я просто как я это понял. То есть мы понимаем Коран как разрешено. Зачитай, это все долгая история, это люди, ученые какие-то были раньше, сейчас. Ты аят зачитай лучше, самое лучшее это зачитать аят, самое благородное дело. А эти, кто что сказал, кто что говорил, это я не знаю даже.
Кто говорил? Ты о чем говоришь? Так. Сейчас я смотрю, женщины или... А, не, аят зачитаю. 24, так, Сардила. 4 сура, 24 аят, по-моему. 24 аят. Да? 4 сура. Нет, Ну, это не то. Не то, не то. Сардила, их тут все, это же мы... Сабардия, вот, на, я тебе его зачитаю. Так. Сардила, они расходуют, так. Вот. Так что... Вам, вот смотри, вам запрещены ваши матери, 23 аят, вам запрещены, это вопрос идет в Коране не о том, что разрешено жениться на двоюродных сестрах, а разговор идет, сура 4, аят 23. А речь идет о том, что запрещено, вам запретно ваши матери, ваши дочери, ваши сестры и так далее. Это говорится о том, кто запрещен, а не о том, кто разрешен. И Мадуи, вот у нас вот перевернутое вот это восприятие неверное. А вот это не тот, а я читаю еще. Сура 4, аят 23. Да нет, это не то. Сура 4, аят 23. Вам запрещены, запретны ваши матери, ваши дочери, ваши сестры, ваши тетки со стороны отца, ваши тетки со стороны матери, дочери брата, дочери сестры, ваши матери, вскормившие вас молоком, ваши молочные сестры, матери ваших жен, ваши падчерицы, находящиеся под вашим покровительством. В этом аяте про Чичуай нету, не говорите. Чичуай, Мулбас, Тимур, Чичуай, Будар, если запрещено... Дайте мне ему слово ставить, я Аллах. Дайте мне слово ставить вот этом Ису. Иса, ответь мне на мой один вопрос. Если я знаю, давай. Окей, Алис, вот. В общем, Мария, мать Иисуса, вышла за Иосифа в возрасте 11 лет. Как ты это воспринимаешь и как ты это понимаешь и считается ли это любви, как вы... Один момент, смотри, давай, хорошо. Я тебя понял, давай я тебе выскажу свое мнение. Хорошо? Я не утверждаю, я только предполагаю. Давай я тебе развернуто, сдалека этот вопрос расскажу. Например, в России в 15-летнем возрасте считается запретная педофилия на сегодняшний день. Но в других странах в этом возрасте выходят замуж и создают семьи, рожают детей. Буквально 100-200 лет назад люди... Я тебя перебью, поскольку мне не важно 11-15 веков. Я тебе объясняю, слушай меня, ты вопрос задал, я тебе отвечаю на твой вопрос. Али валится. Ой, я тебе на твой вопрос конкретно дам ответ, то, что я об этом думаю. Не то, что я знаю, а то, что я думаю. Я не утверждаю, что это точно. Вот теперь смотри, да, ну, Сабардесу, Али Вали Тахин, давай, Айса, Окей, мы будем слушать его. Подожди, это последний ответ, который дает Айса, и эту тему полностью закрывает. Оставьте, ни один из вас не является ни шейхом, ни... Правильно, я же не утверждаю это, Башлам, я просто высказываю свое мнение. Да.
буквально 100-200 лет назад мужчина считался стариком в возрасте там, за 30 лет до 40 многие не доживали. Теперь, что касается 11 лет и 9 лет. В Коране об этом говорится, я не знаю точно в Коране или в хадисах, что со времен Адама люди стали уменьшаться в своем росте. То есть они же были огромные, там, до 30 локтей, да? Да, и прекратилось уменьшение человека в росте на приход ислама. То есть остановилось вот это человеческое уменьшение человека в росте, и было определено возраст, до которого человек будет доживать. Это 120 лет. Поэтому физиология 1400 лет назад или 2000 лет назад могла быть совершенно иной, чем мы ее сегодня представляем. Люди могли быть, а может не в одночасье, то есть прекратилось. Рост и созревание – это совсем разные вещи. Подожди, а как может это разные быть вещи, если твое созревание зависит от твоей физиологии? Полно кладбища. Так, все, освобождайся. Стоп. Все. Айса ответил, во-первых, Чермо, чтоб ты знал, вопрос про возраст и 9 и остальное задавал не Айса, говорил, а Тимур для начала. Во-вторых, еще раз повторюсь, и чтобы было понятно каждому. Знаете, почему я не затрагиваю религиозную тему? Вот именно по этому вопросу, потому что на ровном месте у нас 3 толкователя. Я могу быть по Кулиеву, другой может быть по Ткачеву, третий может быть по Порохову, 4-й может быть по-другому. Завершая этот вопрос касаемо религии Цамели, когда я изучал, в отличие от Сюват Ахабах, Сухаджаван, Хауахчайна, Суна Цигах Подарочна, Вардалир, и Варнаша Вая, Мама Вясня, Хакузаха, Муфтият, Муфтият Ирчара, Мастер Гера Хадуш Хаюштар, потому что он считался крайне радикальным для ислама. Но я хочу сказать, иш адабитина ажзавана дишад я шабахкина аздавлят я ша Саудовская Аравия аль-Аскария дишад я шабахкина тана ويا كنت университет имени كنت Хаджи Кишиева يوجدها دو عيرمانش بو أستر كارتين شخينا перевод дяша غاسقش ثاني سوتوينا غاسقش وقاور سير ثاني قيسول ميجر دوسر ميجر دهتسو أرشينا سويك حالك и Муамас Элчунт Эвага Чусо Халек Ишту Хайн Малу переводе еще Хайн Кетма. Но никогда нельзя говорить ни один перевод на русский язык, ни один, какой бы он достоверно не был, не считается достоверным таким, каким его создали в арабском виде. То есть самый правильный, самый достоверный, самый чистый Коран – это только на родном арабском языке. Никакие переводы остальные нельзя трактовать, переводить на ангас, ногчи маха, раски маха, гар достоверный душем, гарбок душем болтись, мечтаться. А смысл этого заключается как раз таки в том, если у тебя словарный запас, несколько миллионов слов, ты можешь, каждое слово может иметь много значений. Как и сказал Тимур, одно слово «с» обозначает много разных пониманий. То же самое и в арабском языке. Поэтому а то мы сейчас уйдем в дебри, за что потом завтра могут позвать, сказать на вас, Аллах, 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 Мухия, Тисо, Тимур, Айса, Шуху, Шудин, Шуху, Шудин, Шуху, Оставим, если у вас есть вопросы по истории, давайте говорить про историю. И про другие религиозные темы мы оставим. Оставим Парма, оставим этого горшка, потому что я с ним вел 2 раза дискуссии, я прекрасно помню, что они говорили и как они говорили. Мухаммад Хакихатар говорил,
ده başlama. Neyse bak işte هو تنخ ورم ديت دول دول شو دقن تعش دعدو يتقارب هو مش يمنيني هو ده تاع حق دين استدعى على وعيه كنو لبوي تان ارسي تقواه تنتعاوي انا ونقشي مات عاملنا وتنكش مه تنكش يز ولا تونا حدث ناقصه نيس دوشات سألو صولها ايه دقوة دي مسلاسين حون حو استوري عاموش universitet عديش والتقنا ديش مسيت معن خليخة امت جوزن جموت وقبلونا عاموش تقويزي خاقوان دوستيج نقشي موت داج نقشي موت مسلا وديش حال هنس وتعجي مدي مالكي الله لا سنو يخين حال هنس قرآن هم ندير إتياميات سبوست بميان تعبقي انشو تشخي بيغل تغلي شو سترة داخل رجس شوت دالمو عمسا تلارمو المسلا هم يقدر لي هم أبيسني دموت ما تغلي دش نشتغل قوة عم يقدر لي أبيسني بدي تغلي تعيز بريطانيا يعني أدمن موست بيت تعلمان شو تانجيني شو يوتشو نوين هو يتسغى وين تقوي بكاتن دش نش دات مسلا ويديش حول مجد شيل باللي اتش كيم نشتاح حاجة تاليش تدور دبا هندوق مسلا اتش كيم اتش حوزن تعالي سالم اتش حوزن كيما نبيساني خلق يقول ببرشت اول اورق اشتي هما دار وعد وسين دولجيني شو ما موت أدمي رزويتي حجنا ثم معا عدي الله شو يشتغل شوي يوبرس إيه الله شو واسق قطع سماعة سنغلات إيه داتا عقيد الغاتش بعدك بيتسكر شو يستعدي الله وجهي ولا دوريز هل شو دالا وين البرك مبوع بولا البرك عجاء دوري أقوين وشوحة شابك شو بعدك تشارك ما يهلو شو أنت عيسى سأل عيسى قيتن بوشتك ودا قحو تيمور حول حنا تان أخي تعمل بشو حول تان بعرف تعو عليه وينك فلت بعزته خرج مش مسلئته وصلوا بعنص ده العالم شو هو شو مس وجه يقطع سقي Ашван, вы тагандит нерк насчет дуалов. Да. Ца источник коррекцион маленький, но о том, что говорит С. Туманов в труде о языках и народах Древней и Передней Азии, академик Джавахашвили отмечал наличие чеченских топонимов Западной Грузии вплоть до Аджарии, о том, что древние двалы от чеченского слова «далла» – «бог», на западной, населявших территорию Южной и Северной Осетии были нахами, утверждает и другой грузинский ученый профессор Гамрикелли. Академик Мар... И кусок есть со ссылкой на какую страницу, где и Хаяйтла обязательно, Хаяйтла. Академик Мар говорил буквально следующее. Не могу скрыть, что в горных грузинских племенах Хевсуров, Пшавов и других мне видятся огрузинившиеся чеченцы. Что топонимия этих мест на 80% нахская не вызывает сомнения даже у самых твердолобых скептиков. Отлично. Короче, вот этот кусок. Я нашел один... Да, вот этот момент как раз-таки мне зачитал, точнее, процитировал вот, кандидат исторических наук Аль-Гориас. Он мне сказал, но когда я такие вещи начинаю говорить, без конкретных, вот видишь, сейчас ты сказал Гамрикелли, другие, когда есть ссылки на другие источники, то есть не чеченского происхождения, тогда люди уже прислушиваются. А когда ты говоришь своими словами Хайгера Ача, они, конечно же, в первую очередь начинают сразу ныть и говорить, шегердюш, удвал, шейнт, иязугач, воли, добилуш. Иса, Заур, как подключился ты к телеграм-каналу, Бош? Ой, спроси, Бош. Я не знаю, я случайно его включил, مسايد سحتة يلطلوش ياسا ستاتيحا شاحة لترقص وخامسة إمولة ناس. Понятно. Заур, ты слышал его ответ.
Он не знает, но он случайно подключился, как-то так получилось. Вот все это время я не мог его подключить, вот эти шаха, халечена, Ибрахим, Башлан. Я вот в истории Ючма Дуевой, мы же об истории говорим. Духовел истории, даже в школьных программах, да, вот эти исторические события, они же взяты из Писаний, из Евангелия, из Торы, вот это самое описание вот этих событий. Динцани связаны маду и шадулхум. И Софофухат Хэшвархаун телеграм-каналах публиковать ролик Нух Пейгамбер алейхиссалам цунах дюзелах милок амнеш держин эл. Да. Это не наша версия, это версия непосредственно искусственного интеллекта. Да, вот я, знаешь, вот мне одна вещь непонятна, вот у меня к тебе вопрос или к тем, кто это знает. К примеру, там говорится, что от одного из сыновей Нуха, алейхиссалам, Сема, появились семиты. Но как они могли появиться, когда первый семит родился от Ибрахима, алейхиссалам? И второй... Там речь, я понял твой вопрос, отвечу тебе я. Смотри, там речь идет о том, что в дальнейшем речь идет о сегодняшней картине. То есть там не говорится со времен пророка, понимаешь? То есть Нухай, само собой, Нуха был первым. Ты говоришь от пророка Нуха, алейхиссалам, как могли появиться семиты Бог Духай. Хотя они появились только после Ибрахима. Поясняю тебе. Там говорится о дальнейшем развитии. То есть все потомки, которые появились семиты, они после уже Нухи, уже от Ибрахима появились Бог до цели. Смысл и в дальнейшем. То есть не прошлый период, не в историческом плане времена рождения пророка Нуха, алейхиссалам, и Ибрахима, алейхиссалам. Там речь идет, что... Получается, что семитов не было, когда жили другие народы, правильно? Когда были другие народы. Конечно, семитов не было? Не семитов не было. В принципе, когда был Ной и его даже сыновья... Нет, я говорю во времена Ибрахима, ведь когда родился Исмаил Исхак, то жили другие народы. Конечно. Вот я об этом они все, по идее, по Корану, не слушают, они все должны быть, понимаешь? Вот сейчас только появилась вот эта тема, что не везде был потоп. Если не везде, тут возникает очень большая проблема. Получается, какие-то эскимосы, там, допустим, те же, которые живут в Папуа Новой Гвинее, да, они не являются потомками Ноха, получается. Или те там, где не было, допустим, этого всемирного потопа. А кто сегодня может сказать, здесь речь идет о большинстве. Те, кто верит в Ветхий Завет, кто верит в Коран, кто верит в Тору, они могут сказать, что пророк Нох, и от него появилось все остальное человечество. Но опять же, сегодняшние ученые, которые ставят под сомнение, говорят, что потоп был не всемирный, а местечковый, как они указывают. И из них уже произошли. Здесь идет речь о большинстве. А меньшинство там вообще не зачитывается. Мнение меньшинства или откуда появилось меньшинство, сега вообще движется. Они как раз таки во времена появления пророка Ибрахима не было как такового понимания, как семиты, или негры, или там, я не знаю, или японцы, китайцы, вот такого понимания не было. Вообще считается же, зарождение человечества появилось с Ближнего Востока, большему боюсь, но имеется в виду Ближний Восток и больше как раз таки эти страны, которые мы говорим. Ну, в Африке же египтяне же были во времена Ибрахима, они уже черная раса была, копты. Копты — это потомки египтян. Нет, название. Название-то дали намного позднее, очень Махая, допустим, мы-то с тобой много раз говорили, откуда появилось название, допустим, европеоидная раса. Не было же такого названия. Оно появилось в постсоветское время. Не было названия Закавказья, не было Хунаха, да? Был Кавказ, не было понимания Закавказья. Это тоже появилось намного позже, появилось это название. И Бог,
А то, что эти названия, которые были, они появились намного позже терминологии. Поэтому мы порой путаем Сёгам Тигат, Язинер, как могли появиться от Иофета, там, потомки тюркского. Тюрки якобы относятся не к потомкам Иофета, а являются потомками Хама Аль-Язинер самого. Ну, опять же, насколько это, как это можно доказать, ну, видать, искусственный интеллект выводы делает, как он берет наиболее авторитетные и большинство опубликованных материалов во всем мире, сводит его общую массу, и там, где большинство являются правильными, достоверными, они раз и перекидывают туда и выдают этот ответ искусственный интеллект. Ну, из GPT, чат-ла и Википедия-ла, из UK. В принципе, одно и то же. А насчет Ибрахима, насчет семитов. Ну, вот это и искусственный интеллект, и многие там ученые утверждают, даже те же евреи говорят, что семиты произошли от сына Ноха Симаэл, Цунахабуэл Буэл. Но названия семиты вообще же появились значительно позже, только при Ибрахиме. Ибрахим же выходец с Харана, это практически Месопотамия, юг Кавказа, можно сказать. Ну да, есть об этом. Асан Бакаев об этом тоже писал. Они уже запутались, от кого они произошли. То от Сары произошли. Они-то, может быть, запутались, но мы-то знаем, кто от Ибрахима, от Авраама произошли, потом от Якуба, Иакова, внука Ибрахима произошли, то от Исаака. Они вот скачут между этими четырьмя Сарой и Ибрахимом. Не скачет. У Ибрахима родился Исхак, у Исхака родился Якуб, и у него пошли вот эти вот сыновья, которые осели в Египте. И они были евреями? Они были евреями, да, конечно. Это же Нет, они были евреями. Иудеями они стали при Мусе, алейхиссалям, при Моисее. Иудаизм – это религия, а не национальность. Иудаизм – это религия. Это они стали иудеями при Моисее. А так они были евреями, которые жили вот, в рабстве, находились. Юсуф, алейхиссалям, اشتقع عشرة يختار ليبن يختار موسى أربع ما будешь алейхиссалям. В Египте у них была участь, конечно, рабов только, насколько я знаю. Да, они были рабами там, их это, сыновей убивали, дочерей это самое оставляли. Чего? Палмахилсан, Лилберсига. Вот. А потом они стали, обрели религию, был послан пророк. Давай я зачитаю тебе одно. Неужели вы скажете, что Ибрахим, Исмаил, Исхак, Якуб и колено 12 сыновей Якуба были иудеями или христианами? Скажи, вы лучше знаете, или же Аллах? Кто может быть несправедливый того, кто скрыл имеющееся у него от Аллаха свидетельство? Аллах не пребывает в неведении относительно того, что вы совершаете. Еще раз. Да, неужели вы скажете? Пошла, объясни ты ему. Да, не, я поясню, он правильно говорит, иудеи, не евреи. Ты сказал, что иудеи это непосредственно религии, религиозный термин, евреями были мои лириа, цундер, не Да, они были это Якубы потомки, они были евреями. Их кто иудеями назвал, тот не прав Бог, не смадуи. Они стали иудеями значительно позже. Они не были иудеями. Ни Исхак, ни Якуб, ни его 12 колен, они не были иудеями. Они были евреями, семитами. А когда пришел пророк Моисей, мир ему, они стали иудеями в этот момент. А до этого они не были иудеями. Иудаизм – это религия, а не национальность. Вот. Сегодня еврей может быть коммунистом, фашистом, я не знаю, сионистом, но не может быть иудеем, скажем так. Вот. То есть вот это вот разница. Илмадуй Аллах сборштак. Царах иудеиш му олаш иш хилботша имадуй боштак. Сакитам ишт бушон. Да, так, уважаемые друзья,
братья, сестры, у нас сейчас уже 15 минут 4-го. Мне через 4 часа на работу. Ашбях говорил, да, мы наговоримся, мы следующую пятницу, субботу, воскресенье, кадина, подряд квестируй, иншалла рахман. Если Инстаграм чава, ницца кача финансово, в Телеграм чава, ирюшун масана, дерез, хил, да, дух, да, шейхахтар шумшкяч. Я, Тимур, ссылку не забудь скинуть с этими, с авторами, которые ты зачитал. Два шаляца гютон, Тимур. И очень задание Исмаила по Черному морю и Гере. Ицам целом. Как по Черному морю вы удара. Да, то, что ты... Слушай, слушай, мне вот этот сын вот этого Далатова, я ему позвонил, он мне сказал, я тебе отдам остальные, голосовой чат. Остальные части я тебе рукописи отдам, потом их сам соберешь, прочитаешь. И я не стал эти перечитывать, я ждал, пока он мне их отдаст, и заодно тебе сенсуюк агиннак новую сразу. Все, красавчик. Я не стал это перечитывать сейчас, мне так лень это все перечитывать. Понял. Когда он мне даст остальные, тогда я это все буду вместе читать, и тебе буду уже скидывать оттуда. Я понял. Все хорошо. Ага. Все, он в Москве сейчас лечится. Хорошо. Вежри, шунмасана дерес хил дал дух дахтуэл, бюстал дек алиол сюгер сахал хитер дел анол хитер шен дел адел до адюк $1 цаа сисаз вагар ченол ол хитер тагар шдин хума дарчун Ибраим. هنا يوتيوب تشور لدو خشبول ويجرشنا يجرشنا مثلا شون ديريس خيل دا دوق دا دوال بيستال ديق على وغيل عادي كويل ماش عايل دا لأهتو بويل ماشي ربون عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.